Открой. Давай, складом, если что. Ну чё, куда прыгнем? Никто не хочет, да, говорить? Прыгай, прыгай. Куда прыгнем? Давай к самцу прыгнем, на. Сюда все заочкуют, не, вон один склад падает. Зачкал. Один склад это нормально. Разъебем. Главное дело, чтобы с пушкой повезло, но. Мне кажется, они сейчас на крыше будут торчать. Вот здесь. Блядь, где-то справа. Вот здесь. Здесь И ног. один стоит. Меня подымите кто-нибудь, нет? И один с той стороны, где я метку ставил, лежит. Да и допускай салат какой-нибудь. И один вот отсюда, там был. Чей дым твой? Аптечки есть? Да. Ты сразу беги, помогай, я разберу здесь. Вот здесь, вот Там здесь. еще Вот на метке есть. Ой, уйди. Блядь, что я развернулся на тебя, блин. Передо мной ты сразу Блядь. засунай. Да я развернулся, смотрю, ты уже тут стоишь. Надо вас убавлять нахуй. О, бегай. Да вот он, Ир. Вот он идет. Ну нахуй, блядь. Красава не сыграно. Сторон, блядь, лезут они, блядь. Они молодцы, они. Вот они минус 4 сделали. Больше я пушить не хожу, нахуй, забудьте. Все выебнуться хотят, пропушить нахуй. Нихуя ничего не получается. Если не можете пушить, играйте нахуй. Ёбнутые, блядь. По голове.
прыгать сразу. Не знаю, куда прыгать там. Вдвоем. Но тут не будет лута. Ну, нормальный лут. Там будет файт сразу, нахуй. Ну, чё, повоюем? Давай. Одного точно не вижу. Справа. Да там 3 склада сейчас будет. Один, двое, трое. И это склад. Склад. Ладно. На эту сторону падай. Я не Да, знаю, я правая, не правая. долетаю, нахуй. Так, вот этот дом занят. Меру же. Угу. Вот. СКС возьми. Здесь за забором. Птичку получил. Блять, что такие метки? Не нокайте. Блять, что с тех кемпов ебашь? Вот тут. Нокнул. Один туда. Они... Сейчас я лекаюсь. Подождите. Два нока там. Еще один к ним бежит. Там 3, но... Здесь один. Там нок, Здесь? нок с моей стороны, чекайте его. Перебивай.
Здесь забором. В дом зашел. Да, у меня нет ни аптечки, ничего, парень. Давай кину аптечку тебе. Я перейду. Не торопись. Не торопитесь, парень, а то он сейчас всех завалит. Патрон, блядь, 45-ок нет. А все, не трупы все. Все, пизда. Все мертвецы. Этот как его? Что там? Машина нам надо. Не, этих нет, патрон. Чего? 45-х? 45-ки нужны и пятерки. Пятерка у меня есть. Ставил. Угу. Сорокопятки были у кого? Вон, АЦПшка. У меня, у Ага. меня. Вот, спасибо. Блин, меня не слышно было, сорян. Говорил, а походу не слышно было. Аптечки нет, ничего. Ну. А я говорил, походу меня не слышно было, да? Не-не-не, Да-да. я видел, что ты бежишь, я тебя чекал. Хуета. Добрый вечер. Я чекал их. вечер. Нормально их. Блять. Чё, поехали где-нибудь подлутаемся? Ну да. Блять, Дорога даже штука этого нет такого. калашна. АЦПшка взял чуть с собой. Коллиматор. Нету нигде климатора вроде. Еду. Первый, ты чё там? Да вот, ангар хочу. Давай фишинг кэмп поедем. Калимак летался. Разбирайте. Вот еще 45-ки у меня есть. М24. Я заберу. Иксовочку. Увеличили магазин на М24 отдал. Да, сейчас А, у тебя? Да, у меня увеличка есть. Сейчас заберем. Мод съездит, пап. Вон там тормознул. Да. В этом доме. АЦПшки кому нужны? Я говорю, вот в этом доме. Давай их сначала заберем, их двое.
в этот дом забежал и прав. Да, гранату в зону туда ему кинул. Надо, не надо. Угу, в доме в этом же. Минус 1. Гранату грею! Парни, подождите, он там один дом, мне кажется, у меня в доме. Двое у него. У меня в доме. Ага. У меня, мне кажется, в доме. Ну пойдемте, нас, блядь, тут народ еще. Ну, бля. Да, блин. Почему сразу нельзя прийти просто, блядь? Так я шел, блядь, я Возьми. сверху подымался. Че взять? Велк. Велмак. Давай, давай. Подкинул тут с лестницы. Еще где-то есть. Они, походу, летят сейчас. Нет, кто-то даже стрелял. Чужой какой-то стрелял. Еще есть, еще челики есть. Или бы летят они. Они нокнулись просто. Я возьму эту тачку. Че я, блядь, самый рыжий, что ли? В Макларене поедем. О, да, могу. Все поем, есть место? Поедешь. На, едь, А, едь. А да, я покатаюсь. Я намучу. Вы что, блядь, первый раз на ней ездите, что ли? Я вообще ни разу не ездил. Куда поедем? Вот сюда надо ехать, закрывать. Потом. На берег, с берега. Остановитесь на болоте, тачка застрянет. Сзади зовут. Переверну. Красава. Да. Он еще будет.
за домами. Вот что. Пидоры, блядь. Конечно. Я сбил там одного. А вы что, тачку ушатали, что ли? А, перевернули. Понятно. Бустов еще нет, нихуя. Ушатали тачку. Дома с другой стороны. I'm the boss, 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 I'm the Сообщение. На... Смотрим. Майдами. Да ну, вот это какое-то пиздобольство уже началось. Аптечка есть, дать? Не, давай аптечку. Бинтовик.
Да ну нахуй, откуда ты даже шьешь, бля? Я даже не понимаю, откуда. он 5. шьёт. Кого-то колбасит. В поле. Возьми. Да ну тебя вас нахуй, я вообще не могу. Меткий пиздец, до ужаса нахуй. Что не выстрелил, то в голову, блядь. Дай болики. Болики дай. Нет боликов. Все. Пойдем. В машине идем. Угу. Там. Быстрее зона идет. Ладно, пока смотрим, пойдем по улице. Правда, с башки остановимся. Угу. Машину. Езжай на машине. Сюда. Че, блин? На машине иди. Возьми. Аптек. Поехали. 5 аптек. Зону и все. Здесь. Сразу в зону я. Да, здесь. Дай закинем, дай. На. Закрой влево. А вон еще за дядь. Метку Вот стой. здесь вот. Вот метка. Аккуратнее. Заебал. Ярче стало. Че, поехали? Точечку. 5-я зона. На плеях врываемся. Да, по правой. Да, на камень.
мы внизу. Я пока так играю. Не знаю пока что. Привык к таким настройкам. Вон бегут. Зарубаем. Убил на твоей метке. Там уже в будке сидит. Рэп там. Сбилин, блядь, мальчики. Я еду в машине. Здесь на моей метке склад сидит. Здесь вот нас спасет уже. Играем. Хорошо, что ли? Четверых убили. Хочу так погонять. Конечно, перчи можно было бы сменить. Я думаю, не стоит. Тоже такая себе. Крокер, ёпти. Вот это меня больше прикалывает. С бантиком, ёпти. Чё тут нет ничего? Этих нет. Купон контрабанды. Не знаю, может сегодня турнир посмотреть. Пойду поем, короче, и вернусь. Поужинаю.
Катку пока сгоняйте. И это... Сейчас буду в лобби. Сейчас посмотрим, идем турнир. Что вам там наваляли? Не, мы топ взяли. Красавчики. Вон, Аске. Вдвоем. Все, пойду по М и вернусь. Be on the money with it, and they are delivering here at PGC. They had such a strong start to PCS 7, a massive lead, but it took a Сейчас пойдем посмотрим турнирчик. Кому интересно. Сейчас вот каточку доигрываем, пойдем турнир посмотрим. Потому что в Корее запрещена красная кровь. Я катку, наверное, последнюю, там пойду турнир посмотрю. Что за турнир? Ну, по папку идет, ты что, не смотрел, что ли? У меня не смотрел, а где? Блять, в ютубе я смотрю, ну там с английским переводом. Там могу тебе этого скинуть, я у чувака смотрю. Он хоть переводит немножко их. Ну, там быстро больно говорят, там 50 на 50 я понимаю половину. Это уже 5-й или какой день идет этот турнир? Ну и чё, кто там что выбивается в лидерах? Наши там участвуют? Да, наши Нави участвовал. Потом. Целители. Нет, еще играет. Какое место, я сейчас не помню. На этом месте у него расписано. Ну, чтобы ставку поставить. Ты в Дискорде есть? Да? Да. Есть. Напиши мне тут, найди вот мне по этому. И я тебе скажу после катки. А ладно, я не люблю смотреть. Да так чисто, там моменты есть такие, которые пушат, они там вообще пиздец. Такая пушка. Сейчас пойдем посмотрим. Что-то я вас тихо убавил, сейчас вообще хуево. В основном с чем играют? С чем играют в основном? В основном. Не понял, я тебя тихо очень слышу, надо прибавить. Охуенно, я с молотком только с топором хожу, ебать. Метку тут, да. Да ебаный ворот, блять, с молотком хожу, блять. Откуда тебя стреляли? Да вот он здесь у меня. Вот он бегает. На моей метке прям. Сишку поставил, пиздец мне. Да не все здесь, они и там челик бегает.
Бля, вот они все здесь. Бля. Да нет, со всех сторон здесь. Ладно. Сейчас, парни, пойдем турнир лучше посмотрим. Посмотрим турничочек. Может быть, там что поинтереснее. Сейчас я переведу стримочок, секунду. Чё, блядь, чё за подстава? Что-то, походу, все крякнуло. Сейчас, секундочку. Gets it down onto Hallen. It's not just yet here for Twisted Mind. 2-2-1 is at current the standings with the players left alive. Salute. Last one. Uber. Gone. He can survive it now. Salute will take on Perfectix and Spyro here. In a 1 versus 2. He does have position. Needs to get this. Oh! Perfectix so low. He gets it. It's a 1 versus 1 for Salute for Danaware in this game. 5 of the 9 kills. Might be calling this. The grenade is in that direction. Salute. And it's right over his head. Wow. Kobe. Obviously losing Zip, yeah, not ideal, and one of many teams since I've lost the owners now to this game. Here comes Entropico through the... You've got to play your tolls here. He just cannot get by. Naylor goes down to the nade of DG98. He collected 2 of them, but to have... Oh, he's got no time to waste. He's going for the revive. He has to stick this, and I think, and get the revive successfully if they're to win this fight. Well, the grenade, even temporarily. Yeah, really strong defensive Molotov. Oh, inside of the building, though. Example. Get caught, teams. Oh, he's pushed things. Yeah, and they've got the best position, the best building as well, and they've got a crate just outside the back as well. Holding in the track, and it is an easy one for Lash K. All too easy from the back on the blue. They're going to be able to hold themselves. I think Tiama's in a little bit of trouble here because Overpeakers keep shooting in their direction. If they don't win this fight cleanly, they're going to have to push out. One hitting shot by Overpeakers and Bagapart. It is only the duo of Bagapart, but they are being quite annoying. Is this one going to be wide as well? Well, actually, DG98's going to run into this. He might get both here. Does get the first one, does get the second one. Chewy chews them both up, get through to Bagapart. And it stalls Tiama, but momentarily Spyro gets a knock on to 9. Oh, they're pulling. 3 quick headshots from Spyro. Oh, they just line up like target practice. 77. He's just falling back to the tree and he can't make it away. Firmly entrenched themselves in the top 5.
Cerberus has been taking this very, very slowly. Wait to see if Twisted Minds gives them an opportunity, but Twisted Minds are playing this. Maybe getting an angle here. Cerberus won't like, why are they in a vehicle? This is so risky. It hasn't quite worked off. Isaki needs to get the quick down in the response. Then does. Do you peek over? Duckmire is very low. It won't take much, but he's got a player bomb. Isaki and Duckmire combine. Improvements to the folded shield, some spawn rate adjustments for vehicles, and a collaboration with one of the best footballers in the world. All this and more as we dive into the Update 20.2 patch report. First up, the folded shield is getting a few changes based on community feedback. The inventory weight has been reduced, weapon durability increased for both guns and grenades, and it now installs in half the time. You'll also find it a bit harder to run over than before, with a vehicle now needing to be going at least 10 kilometers per hour, instead of the 1 kilometer per hour it was before. In addition, the shield can now be placed back into your inventory, and deployment can be cancelled before it finishes. Let us know what you think about these requested changes. Next up, vehicles on Erangel and Miramar are getting a slight adjustment, with some spawning more and less frequently. You'll now find more UAZs and Dacias on Erangel, and more Mirados and pickups on Miramar. To contrast, we've lowered the amount of boats, buggies, and aqua rails on Erangel. And speaking of maps, this update's rotation will now include Erangel, Miramar, Tago, and Destin for all regions. Regions with map select enabled will also have the option of playing on Sanaa, while regions without will instead drop into Karakin. As usual, the ranked rotation will remain Erangel, Miramar, and Tago. This update also features a collaboration with one of the best footballers in the game, Neymar Jr. For a limited time, you can pick up several Neymar-themed items in the store. Gear up and score big. There's also a reduction in the number of multi-care packages on Tago, some MMR adjustments for normal games, new workshop skins, and more. So be sure to check out the patch notes for full details. Update 20.2 is here, so fold up your shield, pack up the Dacia, and go catch a ball game. We'll see you on the battlegrounds. Well, we thought today's focus was going to be about that 8th place cutoff for the winners bracket, but Cerberus have stolen the show with that last win, taking top spot, somehow taking the spotlight away from Twisted Minds. And very quickly, I just want to say, Cameron, as well, obviously, I'm very excited I get when APAC do well. Of course. And look, I just want to apologize for those that think I'm being biased. I want to say sorry to absolutely no one. Let's go APAC, baby. Woo! Listen. Let's go me, because Tycon is definitely one of the players that is helping me be in the head of our fantasy leaderboard. So I am all for this one, baby. And also NA as well. Yahoo is in 3rd place. Can't forget about that. After day 1, it looked like APAC and America.
was way down bad in this group. Group B is a different story, of course, but now it seems like all regions are being represented. The gap is closed. The gap is absolutely non-existent. Bit of exaggeration, Yeah, of course, no, look, obviously, I'll bring it back a little bit and just say it is nice to see for the top 5 teams that we have in Group A, you've got an APAC team, an Americas team, an EU team, and an Asian team as well. So really good representation from all of our regions, and that also stems over to Group B as well. And I will probably go on record and say for this PGC event, I think all 4 regions, in terms of the evenness in the competition, has been a standout highlight for me. It's early days, it's just a group stage, but it's still something to take note of. Yeah. Again, just group stage. I just want to double down on that. I know you just said it, but this is just the starting point for a number of these different teams. It's about consistency. It's really about maintaining that form. Just look at Entropic, actually, for a really good example. Blasted through PCS 6 in Europe. Didn't qualify to really anything else afterwards. And they were a big question mark coming into this. And, well, I mean, them being in 15th place, it could have gone either way. So in Battlegrounds, it's all about consistency. So can a team like Cerberus be consistent? What is consistent is the Erangel circles today have been absolutely rancid. Today? I feel like all 3 days. It's been worse today than anything else. Well, another interesting circle coming our way here. Phase 1 split between mainland Sosnovka Island. Obviously not too bad, maybe for the likes of 22, Guangdong Freaks, of course. And there was no ult drop from Danawa. This is actually great for 22 because then they won't have to rotate and get shot in their rotation. Oh, yeah, true. They can get to pretty much where they want to go. Where would you favor this at the moment? To me, mainland still. Yes. Yeah. It's not enough for any team to go to Sosnovka, but for Begapa and Guangdong Freaks, might as well stay, but there's a fight immediately. Savior, though, does have the advantage there. M4. Didn't you just say 22 is going to have 4 players alive and they're not going to be... Oh, no, Cameron, what have you done to your homeland? Unfortunately for Gazera, he does get eliminated. Savior, big points there for GEX, sort of bringing it back to them in the topic around that 8th position. They need a lot of points. Guangdong Freaks didn't get much from the previous match, and as we go back to the previous match, it's just not going to be good news here. If you're a Sonics fan, look away. Well, it's not great for Champa as well because this initial swing by Pime was ridiculous. He's actually able to get the first 2 knocks. Sure, his teammate right behind him and Trimsy does get down, but a good point grab. Just unfortunately, 7-7 does swing in from behind as sort of the flank player by Tian, but he was the last one left. He didn't survive too much longer, so it was catch-22 really for both of the teams. Tianbia Esports, 51 points. Still in contention. Right, we've got 3 games remaining, this being included as to one of them, so definitely a team to keep an eye on, as we have an eye towards the kills from match number 12. Tycon, can you believe they still had him listed as a sub? We tried to warn everyone from APAC. We said this guy fragged out in PCS 7 APAC, and there are a lot of people that did the homework. He still got picked by a good, I think, 12-13% of people. He's not going to be listed as a sub next, and he will be costing you a lot of money, and I would still stay to stick with him. He's just getting better as the tournament goes on. Yeah. One of those players that, for the 10K being in the sub, more than worth it, but still now, definitely should still be in consideration because we've seen him on the world stage now. We've seen him on the global stage. We don't really have that question so much anymore. Can he continue to play at the level? We'll see. But it's definitely not one of those sort of outside chances. I want to give you this moment here, Karen. Yeah. I've had my APAC time. Sparking baby! Yo, baby! This squad is... This is also a squad that didn't make it into PCS 7. And talking to their coach in Wolf, he was saying that it was probably a good thing because this is a group of very young players. And you know young players, they have that fire in them. They're constantly wanting to play. And so the coach was saying that it was actually a good thing that they probably missed the event because they could slow down. They could have a healthier relationship into it, and they're looking amazing here. Sonics, though, can't say the same. They are caught between a number of different teams. And this compound, for some reason, Sonics has been hit by multiple teams in this compound at the same time many games before in previous events. I'm just going to say I'm befuddled. What has gone wrong with the Sonics? This is not the first time at an international event, though, where this has happened, Cameron, and there are some concerning questions that will be asked, of course, for a team that, now will not make the winner's bracket. They have to run the gauntlet, losers bracket 1 into losers bracket 2, and so forth. They are not going to be happy with how things have transpired at this tournament. H-Win does get a knock onto Lambu, should be able to get this kill, and does so. Ooh, Helen's trying to drive up with Salute in the back seat. Oh, Tiggleton, he should have had that. There was 3 in the vehicle. He didn't get a single knock. It's all onto H-Win, who's had a good performance considering today. But can he get any more? Getting shot from another team. Danawa also forcing him off.
Some long faces there for the Sonics on the right-hand side. It is going to be another last place finish. It is going to be another disappointing game from North America's #1. Right now, they're playing like North America's #0. They have not been able to fire a shot. Can't count H1 out just yet. And the pressure from GEX has slowed Danawa down just a little bit. They're going to want to take care of H1 at some point. But it's about how can they find that angle, how can they find that hole. But there's actually a fight in the picture-in-picture as well between SGD and Twisted Minds. That's not too far from this. So a lot of contention happening around not even the center of the circle. This is just the center of the hills to the north of the straight. Utility running scarce now for H1. Nate brings him to about half HP. Helen's got another one to throw his way. Just survived and just timed that first aid kit really nicely. In fact, to mitigate that damage freely. Pops the stim. 3 still below him, though. And Danawa really highlighting how the Asian regions, play this. They go slow. But this is the problem. They are running out of utility, and this is still Circle 1. H-Win, whether he survives this or not, is really going to be handicapping Danawa's chances of going much further into this round, just because we know how powerful utility can be. Well, they're starting to throw those stun grenades out, and that's probably going to be the green light now for Danawa to start making their way up the stairs. As you said, running out of that utility such as those nades. Helen watching a good angle here. Stun. Someone will have to throw a stun, and then someone has to push at the same time. Danawa are really playing this, really scared, but they're honestly timing this. Is it going to be 3? No! Sums up the tournament for the Sonics, even when there was a spark, a moment for H-Win, and he did honestly as good as he could do. They still go out and last. They still walk away with just 1 point. Looking at the map, there is no one here that's going to be taking this advantage of this. This would have been a great time for anyone else who wanted that compound to try and push onto it. No one is in area. Everyone else is already in the zone. Well, actually, I say that. There's a couple of teams that are still out of it, but no one is in that immediate area to take advantage. The revives are going to come through. 2.5 minutes until phase #2. What have we got here from Danawa? So this was earlier on, about 3.5 minutes ago, sliding their way towards the Sonics compound. And Solalzi gets eliminated by Melt. That's Cerberus losing a player early. And a big handy point for Na'Vi. That tips them over to 80 points now. Cameron, that's probably about 10, 15 points now away from that cutoff for Na'Vi. They're just edging closer. I think we might need to reconsider where the cutoff is going to be. Because when we talk about soft 90, hard 100 in terms of the cutoff for 8th place is, that's assuming that there are teams that are skyrocketing ahead. And right now, Twisted Minds haven't gotten too much done today past their, triple digit start. Cerberus did overtake them, but right now, 8th place is 64 points. So that gap, that line might actually be very close. We're only have 3 games left. It's going to be lower. Yep. Yeah, it could very well be, depending on how, of course, Guangdong Freaks sort of play from here, along with those directly below them, GEX, Tiamba. For reference, in the last game, KDF got no points. So it does sort of then bring down that cutoff line. It gives a little bit of hope for the teams that are not in the top 8 just yet. They can still manage their way in, but it's getting to the territory now where teams basically need to have 20-point kind of games if they're going to achieve it. Big up right now. One of the teams that landed on Sosnovka aren't moving, and they're actually holding the eastern bridge just to see if anyone else wants to take a cheeky little rotate down. And, spoiler, there is one, but that's Entropic, who are actually on a boat, who are landing on the south coast. So Entropic are overthinking Begopa. I feel like Bego has probably escaped some level of criticism. They're at the bottom, 36 points from the 12 matches played prior to this. Nailop gets run over. Obviously, I think the reason for that is considering the circumstances of Bego, essentially PO and friends, but they haven't really been able to show the strengths that they showed in PCS 7 Asia. As Haisaki gets eliminated, I think Cerberus are still celebrating from the last game. Yeah, it would be one thing if these were people who were quote-unquote retired, but they're playing, so they're not really retired. But like that's beside the point. The fact that they got 3rd place, PCS 7 Asia looked really good doing it. So yeah, it shows that there are a number of teams that aren't exactly performing up to this level that we expected of them. Petrichor Road in Group B is definitely another one. 17 as well. It's just very dramatic when we have Begopa in Group A in 16th, and then Sonics in 13th, who were hardly able to climb even when they left the hot drop. But phase #2, again, at least phase #2 has been kind of leaving water. Yeah, very kind phase
number 2. We expected this to probably head back to the mainland, and it has done so, and it's done so really early on, which makes things a lot easier for everyone else. Now, for Yahoo, as they're getting pushed on here at the wrong time after that teammate run over. Punic is down as well from Kalib, sparking up into the UAZ momentarily, I think maybe to hide and avoid this onslaught. It's oncoming as Bale Frost hopping on top of the bet. And where are these knocks going to come from? Well, James and Clip are actually down. It's coming from Twisted Minds. So Bale Frost and Sparking still in a position where they can make a really large impact here. Forced out. Bale Frost! Oh! Nice little double kill from Bale Frost. Sparking jumping through the window to safety away from Twisted Minds. They, of course, had a large impact on this fight as well, but Overpeakers are gone. Na'Vi also have an angle. I think SGD also have an angle. But yeah, as far as Overpeakers is concerned, Yahoo need to probably cut a little bit of a check to Twisted Minds for that, because they certainly helped. 2 still alive. Similar position to the previous game. Grab the, or at least rather game 1 in the shack. Not a lot of teams were having to move just because so many were already on the mainland. We're waiting for a few teams, Entropic being one of them. But right now it's just all about reconfiguring positioning, and Twisted Minds, they have reconfigured into a wide spread. We'll see if they stick it, though, because actually we've seen a couple of players get into vehicles. It'll be a very, very ambitious to try and hold as big of a sort of box split that they have. Bottom left graphic, just sort of highlighting some of the more larger points gained. Twisted Minds, Cerberus, both highlighting their 13 kill wins. Should also mention that Cerberus had a 16 kill third place finish at one point as well. And Tropic trying to make their way onto the boat, and will be able to do so. They got the 4 players alive as well, and they all hop on in for a free rotation, a long rotation in the blue though, but it is only phase 2, 90 seconds till phase 3. They'll be waiting a while though. We'll see how this turns out. I don't mind that they're taking this, just because they kind of gambled on the position going to Sosnovka anyway. So they're caught off the back foot no matter what with this shift. So might as well take the ferry. It's going to be likely not checked too aggressively. We haven't seen a lot of ferry play at PGC or even in domestic play recently. It's been a bit ebb and flow in terms of, shall we call it, the ferry meta. It's almost like rock, paper, scissors, like do you check it or not? Maybe they'll find the hole, maybe they'll find the gap, maybe you're just be completely unchecked. But it is definitely better than driving up in a boat that's going to be very, very thirsty for gas. And loud, not to mention. And slow as well in the blue. It's going to be a long trip for Entropic. We switch back over to New Happy. 94 points for them. Heading off to the winners bracket. Hasn't been all clean for them. I think it was midway through day 2. They were kind of floundering a little bit. But all it takes from them is just 1 or 2 big games, and they are capable of that even on the global stage. And it has been enough to get them into a position where they'll be heading off to the winners bracket. So 15 seconds now until phase 3. Ooh. Okay, Big Up rolling up. Spotted by Twisted Minds. Perfected with the first opening shots. Can't quite get the knock, though. This means that Big Up have a clear opportunity to try and respond. I think Entropic's not going to make it, by the way, as IFS goes down to the blue. I think they're all going to perish on that boat. So, phase 3, it's a massive 2-2 split for Tiamba. How are they going to play off of this? And I think you're getting the idea that, obviously, seeing that the bottom 2 in vehicles, they will group up. 2 rotating out in the middle of the field right now, trying to drive by into Na'Vi, taking a bit of damage in return. Tiamba, though, they're actually setting up in a solid position just a little bit to the west here. They could take advantage of these rotations. Yep, stop the shack. That's a good call. A knock goes on to Hazelton by example. Very good shot there, but it also could be a clean revive either way. Yeah, it will be a clean revive deep inside of the shack. Yahoo making their way in this vicinity as well, but they'll go past 22. They're not going for the shack. They'll just sort of thread the needle between 22 shack and GEX, but going in the direction of the Guangdong Freaks. Yahoo have made their way into their own shack here as well. So shack play, by and large, successful from both 22 Esports and Yahoo. Obviously sparking a Battle Frost just a duo, but how many times have we seen Yahoo in this kind of position and they still walk away with another, say, 5 or 6 kills from this kind of position? I mean, only once today, but that's still enough for me to be confident in their survival right now. Murray finding an angle onto Haven. Yeah, they do have the front of that shack in their sight line from the forest north of Berry Pier. Push though from Baker, but now onto T5. Pat Long having the nade in hand. Now brings out the barrel.
low on health, but really doesn't have the time or the space to go and get healing. It's DG98 that does get that knockdown. Ranger X to the building close by. DG finding the one onto Exquisite as well. Some really good entry play from DG98 for Bagapa as they look to get off the bottom of the standings and will do so. Fantastic roll up by Bagapa. T5, they had a strong compound, but their hold was a little lackluster. Bagapa find the exact angle they need to approach in order to crack this can wide open. It's all under Ranger X. Multiple Molotovs trying to limit the angles that Bagapa can push from, but that grenade looks spot on. He gets a knock before he goes down, but that's not going to be confirmed. And Bagapa are able to remain up as 4. Triple kill for DG98 from that engagement, and Tropic have somehow made it to Ferry Pier alive despite the knock onto Ibis earlier. They must be low on meds as well. Nail up only 2 first aid kits remaining. Stims are up, 35 seconds till phase 4. They've still got a bit of running to do, and guess what? They'll be running straight into the Guangdong Freaks, so for Tropic this long trip may still come to an unfortunate end. SGD with eyes on Na'Vi, and these are the kind of fights though, with now so little games remaining for this group. You get a knock onto the likes of Na'Vi or the Freaks, you have to push, you have to try and wipe them. You've got no other option. Doesn't matter if you finish 16th or 9th, Cameron, you need to get into the top 8 to go to the winner's bracket. 5 seconds left. SGD found themselves a good position here. And the shift is going to maintain itself on the field. So which means that 22 and Yoho can stay alive for now, but how long until they get crashed by yet another team? Na'Vi are already on the move. They're not gatekeeping the edge. They want to try and find the center. What's that center going to look like though? Are they going straight through both of these shacks of Yahoo at 22? Nade is going to be sent out actually from Yahoo in anticipation of a crash, but they find an open shack. The third shack has been now solidified for Na'Vi. They will take it. They can fortify it with the vehicles. They can get inside. No one close by to them either, so safe from any nades, from any pushes for the time being. A really nice send from Na'Vi. Where is anyone else going to go? There are very few limited hills on the extremities, which are possible to play, but we're going to see a number of teams have to fight over it. Twisted Minds going in SGD, this is going to be one of those fights. There's already a knock and play for SGD onto Jervis. Sophia with the second return. Well, in the kind of day we've had so far where players have not been able to get a knock or two on those encroaching teams on the compound, really big shots from Sophia. Needed to get the knock and did so. Spyro on 1 HP. Still alive. Sophia hasn't been able to deal with him, but the Molotov will surely do just that. Exactly what is needed. Well played from Sophia for SGD. Really solid defense from this rampaging Twisted Minds. Leo now coming to help now. That nade bouncing off the fence. They obviously still have to deal with Petulance. Jervis is getting revived. This means SGD can stay as a 4, but Lou has something to say about that. The grenade looks good. Is it far enough? It could be... Oh, it goes too far, but at least gets the re-knock. And the shot's on to Shen, but Shen gets traded in return. Shen once again. And he can get the revive as well. So Twisted Minds might just get wiped here. Big nade from Petulance onto Sophia. This can actually force a 1 versus 1 at the compound. So at least for Petulance, still something to fight for here. He has to deal with Leo. Bagapa here in the commotion are actually pushing over towards Shen and Jervis. Petulance though in the blue at the moment. That's phase 4 as well, so it is going to be doing some decent damage. Leo wants to obviously make the cross, go for the revive. Will do so. Shen though and Jervis still have to deal with a 4-player Bagapa pushing on them in the hills, and Leo wants to make his way out and try and help them. I love this aggressive move by BGP. Trying to find the space, trying to find the area, but I think that's a Cerberus there on the southeast that also are interested in this fight. Tulin still in the blue, has an angle, trying to deal some damage if he can find the shots. It's only a duo Cerberus though, so they're not really going to go for the hard engage unless they can sense that they can sort of pick the scraps of this fight. Jervis needs to get the down to Shongjiang, doesn't find it. Smoke, of course, obscuring his vision. Icon though, yeah, indeed, they will just go for it anyway. Why not? Cerberus can do what they want at this point. PO does get knocked down by Jervis, but with Shen's elimination and Jervis being knocked down, SGD are eliminated. 4 kills for Bagapa, but they now find themselves in an awful position up north in the blue. The carry, is it going to be enough? The smokes are out, the shot's still firing though. Oh, it's going to be very, very tight. And yeah, it's going to be Yan Lee, actually, GEX with the angle. I think there are a couple of different teams firing from multiple directions. MS is also keeping up the pressure. I hate to say it though, but that circle shift right onto Na'Vi and the Guangdong Freaks does suggest with 2 games to play after this, if they collect,
If they cash in from this circle shift to the southwest, we may not have any positions available when we head over to Miramar if they can, of course, capitalize. Still no points gained from the Freaks this game. Na'Vi just the 2. Of course, Na'Vi in a much better position, as Petulance does go down to 2 heart for Bagapar. GEX is one of those teams that needs to try and close that gap onto 8th place, and they did try now with the shift away from them. Dynamo also sending it in. But again, the shacks have all been taken, unless there's a secret hidden one that completely forgot about. Uba with the lineup, with the spray. Mel is able to drop 1. They want to confirm these points. Yep. Big points for Na'Vi. Danawa don't really have anywhere to go with this, and sending it over the compound that is already occupied by Guangdong Freaks is all but just going to feed them some points here. Much needed points for the Freaks. The card can't win that fight. Did get the knock though, at least onto Hallen, so it's 1-for-1 between them. But of course, Danawa running out of players. The Freaks should be able to collect here nicely onto Sol. Sol trying to find the aggressive angle. Doesn't get another knock, but at least stalls them out for a second for him to get his own revive onto Helen. Danawa on a duo. They're still incredibly dangerous. Yeah, ambitious to go for the revive, but sensing that there was no one necessarily close from the Guangdong Freaks. Nade from Hallen doesn't go in. Sorry, from Ian, I should say. Hallen able to survive because of that. Freaks, they don't mess this one up surely. And yeah, nice entry from Ian to get Sol immediately. Hikari was knocked, doesn't matter, they get the kills, and Danawa are gone in 11th. More points gained there for the Guangdong Freaks, puts them on 66. Another knock against Big Up, but they're trying to find their way into another compound push. This one's going to be Chandra defending them, and GEX trying to hold it out. And there is Entropic. They have made their way all the way from the southern pole of the map. Can they get points from this position? They're dealing heavy damage to GEX. Only one player left standing for GEX. Sparking finding a knock there onto Lucarex. There's only one left now as well for Entropic. Ibis, no more grenades. He has a couple of smokes, which may allow him to push closer towards GEX, but it's a obviously difficult position he finds himself in. Going for the revive. But obviously, no revive taking place for GEX. SSR has not moved an inch. It's really SSR's only play right now. Entropic did a good job with the revive, but oh, Yahoo has the angle. And that's why he can't move. SSR understanding that if he gets up and moves and goes for those revives, Yahoo will just shoot him in the back. This is probably the best play he can make, going for these kills. Couldn't get the down onto Ibis, and Lucarex was there in response. They do wipe out GEX. A big reprieve for the likes of the Freaks, and of course Na'Vi, GEX being the closest competitor in 9th. They go out with 63 points. Tropic will fall shortly thereafter, and it's a Na'Vi shack feed for them. Oh, another shift goes onto the field. No compound in play outside of the 2 shacks that Yahoo and Na'Vi are holding on to, because 22's shack, well, they've had to leave it. And I love this aggressive maneuver, trying to engage with the teams that are also going to be running from the blue in Tiamba, who just took care of Bagopal, so they might be partially wounded. But New Happy have the high ground. 6 teams remain, 21 players alive. 22 esports though, Cameron. 44 points overall. If they can get a couple more points from this game, along with Freaks maybe going out early, they could still be in a position with 2 matches to go on Miramar, where they could still be fighting for that 8th place. Long way to go, but 24 points, the current gap. Here goes New Happy though. Where are they going to send it? That's the question, isn't it? They might just try and get a car fortification. There is a crate at the ready, stack up their vehicles, but instead they're going way past on the opposite side, looping around. It's trying to go. They're trying to make distance between them and KDF, trying to alleviate some pressure. And so even though their car forts, quote unquote, forts are very liberal use of that term, but it's about having open space, because they know there's a bunch of other teams like 22 and Chiamba and KDF. They also have to come in from that west side. If they get the revive onto Non, then we can have a continual conversation on how much power they're going to have. Well, they're going to go for it. Smokes are out. Bing Bing going for the revive onto Nan as a minute and a half remains until phase 7. The Freaks obviously seeing and shooting at what's just happened, understanding that they need to make a somewhat similar rotation. But with Hikari in such a good position, he can put all of that pressure on Na'Vi so that they can't force their way out of the shack to then shoot at the Freaks. This is a really successful push from the Guangdong Freaks. Ooh, Lash K, he wants the crate and he's focused on Na'Vi, but Tiamba still be able to swing onto the left side and find the angle. If they can get a second vehicle here, make a bit of a V formation, looking at a COD or EN to perhaps roll up behind him, then this could be a much more better position here. But it's all just
on a thread. Survival in a field. Yeah, and the revive has been successful though onto none. So if New happy they got the 3 players up, they could still play spoiler to the Guangdong Freaks. They're in the vehicle once again. Where are they going? They were in a pretty decent spot. Obviously, in terms of position for the circle, it was hardly in, but they're going for Yahoo. They're trying to run them over. Sparking's played this well. Just goes prone inside of the smoke. Doesn't have a whole lot of information to play off of. Balefrost, though, loses to Zipyan. Sparking trying to play off of that and go for the trade. They can't really see what's going on. Zipyan inside of the shack now. The Molotov, though, from Sparking. He's got one available. Forces him out. The seat swap jump. Almost catching Sparking off guard, but not really. He gets the double kill in the end, and Yahoo wipe out New happy. But watch the map. 22 are finishing that up. A Molotov of their own. And now they suddenly have a shack. They found an opening and they took it. Can they get any more points from this position? Tiamba needs to wipe out the Freaks, not just for this game, before getting into the top 8. And that is a huge circle for 22 Esports as well as Na'Vi. Their shack still inside of this next circle. Phase 7. Freaks, Tiamba, they have to move. Tiamba has to fight. They need to wipe out the Guangdong Freaks. It's as simple as that. 22 have already lost a star player in Key's era. We need Finny to step up. We need Haven to step up right now if 22 Esports want a chance to make their way into the top 8. And deleting KDF right now is step number 1. Na'Vi are collecting points this game, though. They are accomplishing their own mission. Up to 90 points now. 7 kills. They'll get the placement points as well. Still 4 players up. A win here. All but would solidify their place in the winner's bracket. Now they start to push out. Throw these nades, see what they can gather in terms of intel. Tang at the bail, still 4 up for Tiamba. And it's a knock from Uber onto a card. And that will make pretty much everyone alive in this lobby right now. Very happy to see the Freaks go out next. Continual shooting, continual shots. All these teams, they still need to crush forward. Which means that 22 might be able to have a lot of angles, but it's a lot of people are going to be fighting each other at the same time. Who's going to pick up the kills where? That's the big question. Everyone has an opportunity here to have a big game, but there's going to be a lot of these kills that are going to be stolen, I guarantee it. Oh, this is really risky from Hikari. So he wants to save the smokes. He has 2 available, but sensing that shots are not going onto a card, he saves those 2 smokes. Will that have something to say later on as Chewy finds the knock onto Uber? This might just be the chance for Tiamba to push forward and push onto the shack. Tang taken low. It's the down onto Chewy as well from Ian. Guangdong Freaks still have eyes on this location. So Tiamba sensing that after they got those knocks onto Na'Vi, they could push onto it, but the Freaks still had good angles. And this is a bit of a trifecta of a fight going on. 22 are just hanging in the background. You can tell 22 are trying to look and find the angles, but they're not able to find it just yet. So much smoke in place, so much of these small of bridges as the field will give. It's just enough to make this fight somewhat isolated. Now KDF still dealing heavy damage to Fiamba. Na'Vi got the revives. They still have 4 up, but it's all 4 in a single shack. Lash K eliminated. Tang is down, so it's just Chewy and 9 for Tiamba. 4 kills for them. Card gone as well as Lash K. Ian, though, with the knockdown onto Example. Still 2 up for the Freaks, and they're able to just fire away freely. Down. Can be converted into an elimination, and very, very valuable points now for the Freaks to collect here. Hail gone, Chewy prone inside of the grass. Mel and Alia still alive for Na'Vi as Uber gets flushed by Haven. This is big for 22 Esports, collecting very valuable points for themselves. Ian knocked down, but that's Tiamba gone in 4th. More placement points now, obviously, for the Guangdong Freaks. They need to wipe out the Freaks before Na'Vi. I know it's some interesting maths that have to be done very quickly on the fly for 22, but that has to be the way they do it. But more than anything else, they need the win. That is step number 1. And so they haven't overextended to try and pick up these kills. They've extended their position there on the east side, which is going to help alleviate the damage from the shift going more towards Na'Vi. Hikari's last one up, and Hikari is making a stand. He gets 2 knocks already. 22 have to push onto this while Mal and Alia are knocked down. Example has to go for the revive and do so right now. 22, start running as fast as you possibly can. The nades are out from Hazleton. They smell blood in the water. They know that they can find this win and find potentially an avenue into the top 8. That's a big step forward for 22 Esports. With 2 matches remaining, Cameron, they're still alive. Yes, but just enough, and they need to continue to work. But the way that they were able to control their nerves, control their spacing, they made the end of that game work. Well, Na'Vi also made that game work for themselves too. Huge points gained for them. They edge closer to being able to secure themselves a place in the top 8. The Guangdong Freaks didn't
didn't really do too badly, I would say, but they do still leave themselves somewhat vulnerable to the likes of 22, even still to the likes of GEX. Yeah, we're gonna have to do the math sometime off screen. I'm not doing it right now. That bubble is gonna be very interesting going into the last 2 games of Miramar. Before that, back to the desk. That's right, 22 Esports, a brilliant win here in the field. I love it, you know, when Xenox gets really excited about things, he starts going, 22 Esports! He's really angry. He's ravenous for a good game, he is. And we've got ourselves quite the game indeed. 22, sparking already today, looked fantastic. And then they come into this final Erangel looking even more splendid in the field here to be able to shut down the Na'Vi shed. Yeah, honestly, here in this situation, you know, Haven, the amount of control that they're able to have and the way that they third parties as well. Unfortunate for Sparking with Yahoo, like he went down, got third party in this case here with 22, but he had a great game. He managed to stand off and get off the shack, but 22, they took that shack, held it down, and then had a fantastic push onto both Jianba. They stayed on the back for a very long time, held onto their nades. They had 4-some nades on just one of the players. Atrin, unfortunately, wasn't able to get this last one. Soul went down to just 11 HP. Yeah. Nice try, though, for Atrin in this case. But in general, a field-ending game like this one here, super rough. More third-party and crazy stuff happening here. When you're already safe, you see Twisted Minds, you see Overbreakers, you see these guys just absolutely going mental in some of these situations here. Yeah, they're having so much fun. They definitely are here. As we take a look at some more of the moments, the highlights coming in from this game. Bagopad trying to salvage the position that they're in, because realistically, they are way down at the bottom right now. Taking out Theron on 5 is a nice start, but they will be going to the lower bracket here. There is no doubt about it coming out the end of our Miramars. Unless they went back-to-back with 15 kills. Yeah, I suppose, Yeah, I think there's still a chance, but it's looking unlikely that they will be going here. Sparking able to close it out. The quick swapperoo here for Spian, in this case, almost worked out. He got one more point. Jianba, I felt like this was their opportunity. Like, if they had put an offensive smoke on top of the shack where Na'Vi was, and blocked all the LOS, it would have been easy for them to push that. But here, they got held down, obviously, by many angles, and I feel like they might have been a little bit out. Happy here for 22 Esports. Another win in a angle for them, 2 total, but still on the cusp there for the top 8. But if they're able to continue this momentum here into the next 2 games, they might be able to take the spot away from Quantum Freaks, who's on 8th right now. Lots of smokes used in this field ending by these teams to try and keep themselves alive. We saw Kwangdong Freaks here towards the later stages trying to find themselves a spot, but it was not to be in the end. Very difficult to try and chase those circles in that field. Yeah, excited for this case here. Obviously, when you have an open field smoke ending, like smokes are just going to be so crucial, right? Janvi used 11 nades, but only got 4 kills. That is not efficient nading. Importantly for Na'Vi in second place here, this is going to be enough points to pretty much guarantee it. Yeah, 17 points with 11 kills on the second here. This is fantastic for them. But Kwangdong Freaks getting a 3rd with the kills as well. That is pushing that 8th place even further up, and it's looking scary for the teams chasing. Definitely so. Going to be it was always going to be difficult for them to get any more than this, but they did try valiantly. A big spread down in that southwest side, and from what you mentioned, the longest crawl of all time for a pickup. Yeah, I was surprised. I think Akkad was free. I see in this situation, he was able to crawl all the way from one hay bale to the other one, and he got picked up in like the last 5 seconds, only because he was first knock. There's 100 seconds on first knocks for the bleed out, but here we see Jianba picking it a little bit apart. I like how they did a smoke wall towards to attack the shack that Na'Vi was in, but Na'Vi still came out multiple times. It actually ended up being Hikari that ended up being Navi's downfall. It opened it up completely for 22 that was then able to just run in, get an 8 in, and completely finish off Na'Vi. Funny thing about Navi's position there in that shack, I feel like, as we take a look at the points coming in, and they actually get equal to 22, if they don't have 2 boogies, if they have UAZs, things like that, things are a lot easier for Na'Vi to try and get out of that shack, get some shots off themselves, but 2 boogies alone is not much cover at all. As you saw with United in the shack field as well, when they did that play, you know, they had a good wraparound. Yeah, they had a big wraparound, they had good US placement, and they're able to get out 4 guys live. Here it's hard because there's one little door and you're basically bottlenecking each other when you're trying to get in and out to just steal, so you don't really have anything. But yeah, you're right. Car placements on vehicles once we're playing these field areas is crucial. Also smokes, of course, but they did
A valiant effort, obviously 17 points here when you're not winning the game, when you're the team that everybody was focusing on, was amazing. But Uber, Example, and the boys, that did a lot of work for this one. Mate, Example, if he has got a reasonable price coming into the winners bracket, he might have to be one of my picks. Yeah. He is constantly farming damage. It's I feel like it's going to be more expensive. Like it's going to be in the 30 some, right? Maybe. 32 maybe, yeah. I guess, yeah. I think he probably will be. 22, and the boys. Vinny, Hasset, and Haven, and Gazera, they had the pleasure of a Portuguese prep. They played from Portugal in PCS 7, and then, of course, trying to get ready. I've seen them scream a lot. They've really been working hard for this one here, and now they're going to be on that cusp here. They're going to be within striking distance for Quang Freaks for the next 2 games. Let's see if they can continue this momentum here. Being able to win a game, that is really going to put you up. Look at that, the top 8. Yes, here we are. So let's take stock of where we're at. Kwangdong Freaks got themselves up to 74 points. Right. Some teams are in striking distance with 2 games remaining. And as you mentioned, for 22, this could get the ball rolling. GEX was just a little bit behind them before the end of this game, but Kwangdong Freaks getting that amount of points. That gap's slightly widening here, Avenger. Yeah, we're talking 11 points down to GEX, we're talking 15 down to Tianba, and then we're talking, 16 down to 22. It's one good game where Quang Freaks has, a bad game. Then you're tied with them. So 2 games is very doable. But as you said, and as you mentioned, if you're in Tropic, Begopa, Sonics, 3rd and 5 right now in the 42 and below, it's gonna be practically impossible. So with us switching over to the desert, I do have a question for you, which is, do you two-hand have our Miramar average points for some of these teams available? Yes, I do. Fantastic. Yes, okay, I do. So let's talk about it. GEX, Tiamba, 22. Those are the 3. GEX 5.7. It's not looking good. It's not looking good. There's not really 3rd on 6.3. Yeah, and in general, it's not looking good for any of the bottom teams here. It's just not there yet. Well, the game is ready. We're heading over to the desert, and we're heading over to Xenax and Cameron once again for all the action. Only 2 games left here in Group A. Yes, that's right, lads. 2 games remaining for Group A. Match 14 we go. Miramar we go. And let's be honest, Cameron, there's one spot, in my mind, still available. Of course, the Guangdong Creeks really at that cutoff position. 74 points that they currently have. A couple of teams just below them, of course, will be fighting tooth and nail in these last 2 games to overtake them. Yeah, basically, with Dynamo with, 94 points? Over 90 is the main thing. It would have to be 2 double-digit kill wins in a row for GEX, Tianba, and 22 to try and upset them, and then they're still going to be above KDF for them. It's going to be virtually impossible for Dynamo to fall out of this. It really is one final spot. Certainly is, and I just want your opinion on this because I kind of look at it as mainly GEX, Tiamba, and 22. I think those are the 3. Like SGD's on 50 points, so they're 24 points behind the Freaks. Realistically, if they go and have 2 big games to close out, it is still mathematically possible, but have we seen enough to suggest that will happen? Probably not. I mean, SGD have had some really good fights, but it's the question of can they get into the fight? Can Shen be in a position to really pop off and click some heads? Yep. They haven't looked as bad as I think some of us were worried about them, not having that initial 4-point fight against the Sonics right at the top of the game. But they've been treading water somewhat, but it's just not enough at this point. I want your prediction right now as Who is it? Start our final 2 matches on Miramar. Who is getting that 8th place? Who do you think it's going to be? I think it's KDF. I think they're still going to hold on. Okay. Alrighty. I'm not going to make a prediction. You know what? I'll hold it. Actually, you know what? No. I'm going to go 22 Esports. I think they'll get it done. Yeah. I think off the back of that win, off the back of probably some adrenaline, going into the last 2 games, they're not that far away. You know what? I'll go 22. What's good is that they're able to make it work without Gizera, without their star player. So if they can really, as you say, use that as a confidence boost to swing into the next game, then we can see some really, really exciting things. Seeing Hazelton up at the top is absolutely fantastic. He's a good player, but on the roster of 22, he's not the one that you look to the most for the kills, and the fact that he's able to step up, and then Vinny, the solid foundational rock that he always has been, also stepping up. If the star players of Haven and Gizera can really, I guess, get on their shoulders, get that boost that they need to try and start actually winning some fights and controlling space, controlling area, then yeah, it's absolutely possible. The difference is
KDF are always in the fights. They're always in the engagements. It's rare to see them have a complete blowout game, but it's also rare to see them have 0 points. And that's what they need for the teams below them to overcome. Obviously on our screen, rightfully so, 8th place, Guangdong Freaks. They were able to pick up some decent points in that last game. 3rd place, 5 kills off the back of the game prior, where they got nothing. And that really has sort of opened things up, of course, for these other teams. The reality of the situation, though, is that it's kind of in their hands in the way that this all goes. Provided they play well, finish strong in these last 2 games, they won't get overtaken. It's just not going to happen. So it's really on them to play well. I do wonder as to how they're sort of going to play this, but as a team that I think has done a really good job at surviving and have been able to actually even play well after losing a player or 2. I think they'll just keep playing a rather passive, somewhat style, play for position. They won't go crazy trying to push on teams or third party. Back themselves in to survive, get those placement points. GX, they have another big series of games ahead of them, and they started off pretty high on the leaderboard, boosted by a solid win that they found in the first day, if I'm not mistaken, but they've just been letting it slip bit by bit, step by step, the entire way through. We've seen a bit of proactivity be introduced into their play today. If you remember, a bit of third partying earlier on Erangel, had that engagement with your Hope. Granted, didn't really come out on top of that engagement, and they did get wiped last game. Four bottom 3 places, but then they've had like 4 or 5 podiums. Talk about inconsistency. Yeah, I just want to see them really try and step up that early game aggressive play. But, you know, they got to actually start to win it is the other side of things. It was a 10-kill win to close out day 1 for GEX, which sort of cemented themselves in the top 8. And basically, they were there all the way through until really the start of today when the Freaks knocked them out. So, yeah, 11 points behind KDF. Definitely achievable with 2 games to go. Their best is good enough to be able to do it as well. As I said, though, inconsistency has been their issue, but they've had a couple of quiet games, so maybe they're due for a couple of good games. Gonna have to see, unfortunately. Avenger didn't have a lot of time to go through the raw numbers, but he basically expressed that for the teams that are on the bubble, the Miramar points are not there. What is there, though, is for Twisted Minds. They've had a bit of a slow start of the day, but 38 kills within 5 matches on Miramar. We could see them try and overtake Cerberus for that #1 spot. Yeah, interesting. 38 kills. That is a staggering difference from Twisted Minds compared to everyone else, because really from Cerberus down to Yahoo, a pretty even sort of spread affair, and all of those teams obviously doing well realistically on both maps too. Part of it might have to do with the fact that they peaked on the day that had more Miramars. If you remember, day number 2, they got second, first, second, I believe. Yep. On Miramar, so that definitely is going to pad those numbers. That's not. I don't know if that's going to be the fact that they are like heavily Miramar specialists or anything. At the end of groups and at the end of the entire event, we're probably going to see those numbers even out just a little bit. But either way, it does show that there are no slouches on Miramar, like a few other teams you could look at in this group are. 27 kills in 3 matches of Miramar was what they were able to do on day 2, and obviously from there they picked up 11 through the other games as well. So really sort of highlighting the strength of being able to find those kills on this map for Twisted Minds. Should preface that obviously there is nothing that you gain for finishing first in this lobby. For anyone potentially not aware, it is a top 8 kind of scenario, of course, to get into the winner's bracket. Finishing first would be nice, but it is obviously not going to get you anything. What's important, though, is that this is teams continuing to practice for the rest of the tournament. So for a team like Twisted Minds, like you could tell they, despite being perfectly safe, when we saw their cameras, when they went out early in the first couple of rounds here on Erangel, they were not happy about it because they know that they need to continue to perform at the highest level if they want to do well when we go towards the winner bracket, when we go to the grand finals, assuming they're able to qualify, which, you know, considering their form this entire week, they're probably going to qualify, but they want to make sure that they maintain their level. But oh boy! Massive roadblock at Minas Generalis here by SGD. Shen knocked down. That's Lou. Not a bad shot, but unfortunately 2 down now for Twisted Minds. So all the killing we're talking about from them, it's not quite coming to fruition here. Sophia's managing to stay alive, and here comes the Sonic kill onto Yan Lee. Savior can't get much there with an EBS, so a double kill here for the Sonics, and a rare sight to see them successfully win a fight at the compound. It's been, unfortunately, too long between drinks for them, Cameron, but good signs, I guess, that maybe they can still turn the entire tournament around. Perfectix needs to land some shots here to keep Sophia from spoiling this rotation. Spyro might just go down. The revive is coming through on the side of SGG, but Haisaki wants to get involved. Cerberus Esports rotated north through La Bendita to try and get involved in this fight. Well, as soon as Perfectix gets in the pickup truck, they
do release those shots, but not able to land until just then. Half health is Perfectix, gets away. That's one, but yes, Perfectix did break away. SGD is just there on the north side, though. So it looks like that kill per map ratio on Miramar is probably going to drop just a little bit for Twisted Minds. Maybe plummet. I mean, not that much. The sample size is big enough that it's not going to completely drop away, but not going to be as good as it was, shall we say. So 2 more minutes until phase 2. Of course, a reminder, this is the penultimate game for this particular group. Group B will be playing over the next 2 days, and they've got a lot of games still to get through. And of course, though, for the winners here, they will get to sort of sit back and watch and see who they're going to be taking on in that winners bracket. As the freaks will be on our screens, I imagine, for quite some time in this game, over towards the more northern side, just close by to Al Azahar. No one necessarily too close in terms of surrounding them, although 22 being one of the closer teams. That's the kind of fight that kind of needs to take place, if I'm going to be honest. Yeah, this at this stage in the competition, getting top 8, we might see some targeted attacks, but this is definitely a targeted push here. Sonics know they have the man advantage up against GEX. They want to finish what they started. GEX have just not been able to have the day they needed to remain inside of the top 8, to get back into the top 8. It is again falling apart. SSR, Zednan defending, shotgun in hand, Mime to open the door, doesn't even do so. Oh, from above, not a bad shot from SSR. Shrimsy sit down, the Molotov though will force him down. SSR will fall to Teagleton. Only Zednan left, and I don't think the Mini's going to be the best weaponry in that situation. Double kill for Teagleton, 4 kills for the Sonics. So GEX continue to flounder on the final day. They started today in the top 8, Cameron, but I think they're going to finish the day in the bottom 8. Looks to be the case. This is a great opportunity for Chiamba at 22, and again, even SGD, if it's a really good game, come out of them to try and overtake that spot. They're going to be seeing that in the kill feed. Here's a replay real quick of that initial push by the Sonics. It's another drive-by. If you remember, at least in Americas, Sonics was a team that kind of ushered in the era of the drive-by meta that we saw for so long. And while that being the focus has tapered off just a little bit, we've seen today that through their struggles, they've had some good moments, at least in that aspect still. But let's see where phase number 2 goes. And it goes over towards the Freaks. Bankerpart, not a bad position either for Entropic. Sonics towards the south side of it, on the north end of Impala. But a pretty good circle for Quandong Freaks. They'll be pretty happy with this one. Tank getting pushed on, aggressed by Bankerpart. A little bit of a moment there on the PO, and does get the down onto Too Hard as well. The 2 down for Bankerpart pretty quickly. Make that 3 with Tang finding the kill onto Seong Jang. It's only DG98 left. He's flashed as well. They're both flashed. So Tang will lose that fight, flushed as well. This is a mess for both of these two teams. It is. DG98 is the player that I would want to remain standing. He has pulled out a lot to try and keep Bankerpart in a competitive position here. He's going for the revives, but can he get at least 1 up before the rest of Chiampa arrive? And that is also overpeakers you can see in the distance. Song Jang's going to bleed out as well, so PO has been revived. Talk about maybe picking up the right player there. Chewy and 9 have made their way over to the compound. DG98 inside. PO needs to just get a respite here to heal. First aid kit going off now. He threw out an initial nade, which I think got some damage onto Chewy. He now is forced to heal as well. And overpeakers are really getting the sense that they can push onto this compound. You can see in the minimap Vard looking, wanting to cross the road and get over here and just pick up some free kills. Dropping a grenade, expecting a push by PO, or from PO is expecting a push by Chiamba. Chewy 71 with his own grenade at the ready. The revive on Heart is coming in, but that's a good grenade, but the revive is happening on the opposite side of the wall. There's a lot of other fighting that you're seeing in the kill feed. Everyone is trying to stake their claim in the leaderboard here. Danua and Entropic fighting over the center position here for phase 2. Oh man. Alub has been eliminated. God, that was a kill steal by Danua. 22 are not going to be happy about that one. And they need all the points that they can get. Exactly. So a triple revive, though, has taken place. Well, double revive, I should say, and 3 up now for Bankerpart, considering at one point it was just DG98. So it's just 3 versus 2 in favor of Bankerpart, but they don't really have too much information on 9 and Chewy as to where they're at the moment. Never mind, I'll take that back. They've spotted Chewy in the window and tagged up pretty heavily. They can push on that. Smokes out, ready for the push. But 9 is at the ready. Waiting for somebody to get in front of his crosshair. The push isn't coming through. Yeah, I mean,
to be fair, didn't really want to take full advantage of just some damage being done. A knock, I think, would have been a whole different story. And they don't really know where 9 is. And they don't really have to move. This is kind of center of the circle. They're not really going to be getting control at this point, but that's already been lost. That's already been foregone. So really it's all safety. And yeah, the shots are finally coming in from overpeakers. Big Hub may have actually found that information just previously, which is also could be stalling their push on Tiamba. So right now, safety is obviously the #1 option. There's no real opportunity, it seems, for them to go and wipe out Tiamba just yet. Tiamba 14 points away from that 8th place position. But down to just 2 players remaining. This might just be winner's bracket on the line here if they can't get the rest of these Bagapa members. Nice movement here from 9. Pio doesn't even aware of it. Now he does turn around, gets the down. That will probably be the end of Tiamba. And that may just be the end of their chances of making the winner's bracket. Only Chewy left at 1 versus 3. As we're moments away from phase #3 as well. And it's not quite going to be a shift onto this compound. Danawa will be happy. Same with Entropic. Na'Vi as well. Junkyard completely open and for the taking. For this fight that we're still looking on the east side, this is really good for overpeakers because they know that everyone's going to be wounded here. They wait for the push to get Chewy taken out, and then they wrap in behind Bagopod, take control of this position, and have that as their main line going into the center of the circle. Grenades coming out, though. They still need to get rid of Chewy. He doesn't look out the window. He's trying to sneak behind them, but too much utility. He gets the knock first one. He'll get the second one. There's a chance. Oh, he brings out the sword off! Oh, there was a moment there for a highlight reel from Chewy. But the push, the timing from overpeakers, perfection. Pio, knock onto Cliff, and he too gets the kill with the sword-off shotgun. So Cliff will go down. I think overpeakers will feel slightly aggrieved that they lost a player there, considering it was only Pio left. But still, an intriguing turn of events there. But Tiamba, GEX, both eliminated. That's good for KDF. Yeah, actually. That means that 22 is really the only team that's in contention right now to try and take over their spot. And 22, they have a good spread, they have good positioning, but I think KDF's spot is even better, especially because they found this spot in the center of the zone. A little bit of low ground, not going to have too much control to stop a lot of teams from existing close around them, but they have 4 up. So they take the junkyard position, or at least just on the outskirts of it. Really good for this kind of circle. And as I said before, I think for the Freaks, considering they got the 3 players alive, you really just want to be focusing on position and staying alive for the rest of this game. SGD, well, over to Punich as well, as Yahoo have lost a second member now, down to 2 players remaining for them. Go back to SGD. I want to see if that car stays alive. That's already smoking. It's getting peppered immediately. This is... I mean, if they didn't have any other options, I suppose... To be fair, they can ditch right here, so they're going to make it. They've done it. Okay. Can they get any further than this, though? That's the big question. There's a buggy just waiting for them as well. So SGD will survive, and I think they'll be pretty confident with this because they're inside of the circle. You've got a buggy, and honestly, you know, I don't know really where they can go from here. Do you even attempt to push up onto Na'Vi's hill? Probably not. It's quite difficult, but you can wrap on the south side. Having the intel that they have on the north side, they know it's going to be quite congested, especially for teams wanting to still push in towards Junkyard. They can wrap south if they've got a couple more vehicles. So Fia... Oh, that's just APAC driving. Well, I said they had a vehicle. I said they had a buggy. They no longer have a buggy. Okay, good covering fire. Forces Na'Vi away. Sophia has a little bit of a ridge. Can heal up, drop some smoke. So, have to use a little bit of utility, but it looks likely that he's still... Oh, okay, never mind. No, I tried to complete mess. From the buggy flip to getting knocked, that is not ideal for SGD. And considering they were still probably somewhat of a dark horse with 2 games to go around that 20-point margin, that will probably be all she wrote. Haisaki knocked down by Ranger X. I think for Theraton 5, really, the remaining 2 games will be, can they get off the bottom of the standings? They did so momentarily before, but once again, back in 16th. This circle is fantastic for Danawa and Na'Vi. You can already see that they have good ridge top, good mountain top. Na'Vi especially, we've seen clear examples of them dealing damage to a whole bunch of teams. T5, SGD, as long as they don't keep control of their angles, similar with Danawa. Well, a couple of teams are going to be pushing them. Yeah, Danawa's hill is being aggressed and pushed by Sonic, so they will be pushing him from behind them. Danawa will need to be ready and aware of that one. Sololzi shots from a distance. It's Daikon, though, that gets down onto the Julen, spotting Uber, and that headshot actually landing at the end. Theraton 5 continuing to push over towards the remaining players of Yahoo. Sparking going for the revive onto Shimboy in that little ditch. That nade from Rossiter Jr., if he does throw it, well, it may have actually been the end of Yahoo, but the revive is successful. Almost lost one, though, immediately.
Rusted trying to go aggressive. Yo-ho very, very low, but one grenade is gonna be it. He knows exactly where they are. They're trying to heal up in the smoke, and not even one knock. Sparky's trying to answer back. Doesn't get it. Rusted holds strong. I don't know how Shimboy survived that one. Sparking pushed out, but he loses to Rossiter Jr. anyway. Shimboy, he just spots the head, but not enough to get the elimination. Pat and Bong will do just that. They're on 5 with 4 kills. Does put Entropic in last place. Good showing here for T5. Can they push any further? We're gonna have to go into KDF territory. And now here's the other side of the zone. It is the Sonics. They are pitted below Danawa, not quite in a position to push, but do have you right next to them. And they were halfway up Danawa's hill, and they've elected to actually push back down into that compound. So an intriguing development there from the Sonics. Rather than the more aggressive play of taking the Danawa hill, they fall back, maybe looking to try and gatekeep New Happy potentially if they have that intel. Otherwise, they're on the really south end of that circle, and will have to move at some point. You go down. Good for me. Cerberus ending first place, at least before the final game. Now T5 already have a couple of kills, 4 to be exact, and they found their own little position in the zone. Similar to SGD, just found that slot. Move on in. They got to clear the area, but I imagine at this point they should know that it is empty, considering there hasn't been that much activity. Here comes Overpeak, who's continuing to push in from the east side. Tycon getting peppered here, and is the last one alive for Cerberus. They'll hold on to top spot though, going into the final game with Twisted Minds and Yahoo both eliminated this early on here in match number 14. There's that little battle for top spot that will play out in the last game. Something to keep in mind. Barring a big game here from the Guangdong Freaks, I still imagine even into the last game, that spot will still be available unless they have a big finish here. A Northern Shift would just about help them do that. Southern Shift is required for Sonics and New Happy, and it does eventuate onto that hill of Danawa. But Overpeakers have made their way over towards the east now as well. This is a strong opportunity for Danawa, but it's also a strong ass to try and defend this position from what's going to be a number of different bushes. Granted, they're always going to have the advantage in those bushes. I'd rather be them than any other team around them. But you already see them condensing their position. But here on the west side, Tycon, the last one up, trying to get as many points as he can for his squad. Still guaranteed first place no matter what. But again, it's all about that prep. It's all about that practice. It's all about getting in form. SGD pushing in. Yeah, and Tycon inadvertently helping SGD there, just taking a few eyes away from Na'Vi as they're looking to push in that direction. Here comes Theraton 5-2, so it's all APAC out west at the moment. Nice headshot from Latch K. Pampong though does get behind that ridge, so no kills for there for Guangdong Freaks unless they look to push out. Tycon survived, but not for much longer. It's Uber that finishes him off. So Cerberus out in the 11th. 10 teams remaining now. Shin at the rock as Leo knocked down. Shen and Jervis, they are getting aggressed now by Theraton 5, who are feeling quite happy with this game and the way it's playing out so far. They are getting really aggressive. Shen throwing out that stun grenade. He's got Rossiter to his left side now. Shen is finally knocked down, but here come the Guangdong Freaks to clean up, looking to solidify top 8. They pick up 3 very valuable kills. Theraton 5 feeding the points over to the Freaks. 22 will see that in the kill feed camera and think, oh, geez. Yeah, they're not going to be happy about that. 22, they've been going for kills, they've been going for points, but they just haven't come their way. They're still in the game, though. They can still pull out something while we get towards the end here. But Jervis, the last one up for SGD. Spots Navi ahead of him. Not spotted in return just yet, but you can tell that Navi are paying attention. And there it is. Jervis does go down. KDF now. Control of the backfill. Going to start paying more and more attention towards Navi and spots 1. Despite that performance from Theraton 5, they reclaim that last place position going into the final game after this. Ian, knock onto Vinny. Will that have a big knock-on effect though, and we'll get the flush immediately. So 22 Esports do get information onto the whereabouts of Guangdong Freaks. Cameron, it's at that point, match 14, you kind of almost just have to see if you can wipe them out. Otherwise, if the Freaks have a big one here, that will be all the chances gone for 22. In fact, it's probably already riding on the wall kind of time with the Freaks up to now 80 points, 5 kills from this game. That lead has well and truly extended. Problem is, they don't really have an opportunity to try and wipe KDF because Entropic are right below them. 22 and Entropic have been fighting each other, knocking each other this entire game, this entire round for the past 3 zones. And 22 have been able to slowly bounce themselves one piece at a time. But yeah, with that KDF pressure, they can't focus 100%, but then they can't, they're caught. Yeah.
They're caught in the middle here, and dropping on the backside. KDF, if they push over the ridge, they can really just hammer home. At 22 are in no man's land as Hastings goes down to Lugarux. This is really worst case scenario for 22 Esports. Despite that circle going up into their position, it's only Gazera and Haven left, and they are split. Ian, of course, close by. But Hikari and Lash K really doing a good job of anchoring out far west, making sure Na'Vi can't wrap up north behind them. This is a really solid game from the Guangdong Freaks. Here comes Ming onto the Sonics. Well, Bard had already got rid of Tiggleton H-Win. Sonics out in 8th. Of course, they'll be off to the losers bracket. Over Peekers basically just said their goodbyes because they're off to the winners bracket. And New Happy are just seeing what they can do here. Good opening here. A revive is coming through. I don't know if they're going to make their way spacing in time, but the grenades are flying on in. Mixie cannot heal just yet. Now that he's revived, he has to back away. Ooh, stun goes out a little bit late though. Mexi gets caught. Ming is so clean up close. The micro play from Ming is next level. Triple kill, triple wipe from Ming. 6 kills for New Happy. Into the top 3 they go. This is the aggressive nature which makes New Happy one of the strongest teams in their region. It's exciting to see it come out now. In 3rd place, upsetting Yoho, overtaking them, and they are on fire, ready for more fighting. We have a team from all 4 regions in the top 4. New Happy though. Well, I said Cerberus will go into the last game in first. That may not actually eventuate if New Happy continue to just clean up the lobby in this game. 21 points now, KDF in front of 22. And of course, that gap being just about the same with GEX and Tiamba going into the last game. KDF are probably just a handful of points away from securing it. Salute does get the down eventually onto Nan, but is actually getting helped out by example here for New Happy. They will be very happy themselves that Na'Vi have helped them out here. HS and Tipiani immediately going to check the corners, peek the angles, peek the ridges, because the fact that Na'Vi got the knock onto that Donawell player means that they know that they are not safe. The revive did come through, however. They're going to stay as 4, but look at this aggressive push by Entropic. No nail up, no problems for Entropic, still alive here, deep into the final 6 teams remaining. New Happy though, of course, as you said, Cam, did get that revive, so 4 players up for them inside of the circle. Na'Vi though, controlling the entire southwestern portion. They've had a really solid day today, and can they themselves take claims for the top. I mean, really, look at that top 6. Didn't I say it's top heavy this group? Yeah. And it's a really big top-heavy package there. Look, even Overpeak as well being out are also triple digits. Not that one good game away from the top spot. Yeah, I mean, the top 8 compared to the bottom 8 is night and day here from Group A. A very strong top 8 going into the winners bracket. That's great. Yeah, really strong. New Happy will make that 8 kills now this game. Ming, the grenade just short of Soul's position. He's going to immediately drop the smoke. He needs to try and get away, but Danawa's positioning has just been slowly whittled down. Not a lot of spots that they're going to hold. It's going to be a 2 versus 4, and New Happy, they are on fire. They are on the push. Soul watching the left side of the smoke. Does catch him there, but he's already got 2 players that are pushed up. Ming even through the smoke. Somehow just landing those sprays. Doesn't matter though. Danawa go down, but they've done some damage. Zipian will need to be revived. Double-digit kills now for New Happy. Evas on the minimap is already on the move, as is KDF. So teams are trying to take advantage of the position. Na'Vi as well pushing in over, taking that spot. Freaks have pushed up. Yeah, I think this is going to be the end of 22 unless Gazera and Co can make a big stand here for 22 Esports. Akari's knocked down as well. Ian went down to Gazera. They need to stay alive here, 22 Esports, and wipe out the Freaks as New Happy are losing to Na'Vi. Na'Vi could stake their claim to be one of the top teams in this group towards the final game after this. They wipe out New Happy, but I really want to see what's going to happen here with the Freaks in 22. Entropic, they're caught on both sides of the road. Ivas is moving away. Granted, he knows that Na'Vi are still going to be 4 up. They're going to be an incredibly difficult power source to try and deal with. Oh, shots from Haven landing onto QBE. He stays alive. That's the final grenade that Haven has in his arsenal. It's a pretty decent one, but falls short. Lash K, last one alive for the Guangdong Freaks. 83 points in their back pocket at the moment. They are 21 points above 22 Esports. Haven, Gazera, they can still pick up more points here in this game to maybe reduce that deficit into the teens. But they need that surge, and at the way that Na'Vi are positioned right now, it's going to require a northern shift and a collective shooting at Na'Vi for them to not win this game. Hold position, they don't move a muscle. Lash K, of course, still has to make his way into the circle and most likely into the sights of Elia.
of Na'Vi, who at this point I would say are very likely to go on and win this game. And if they do so, they will take top spot in this group. What a day from Na'Vi. На 30%, 30% понимаю, 70 нет английский, ну, есть которые... It's a waiting game right now, making sure that there is no one left in the southern portion. But this road could spoil this entire round. It's... If this centers up, if phase 8 centers up, it's going to end on flat ground. It's going to end on no man's land, which will favor Na'Vi because they're the only ones on the south side. Yeah. And they have the man advantage to clean up whoever survives from the north. But anything further north than that could make things a little difficult. So phase 8 we go. There's a lot that needs to happen here for the likes of 22 Esports, Guangdong Freaks. Of course, that's where the large focus is going to be. Tropic, despite having still 2 players alive, they're just too far gone in terms of making top 8 with only 1 match remaining after this. No kills this game from 22, Cameron. 5 from the Freaks. They need to find a kill or 2. They need to get rid of Lash K, but if they stand up and move, they are very vulnerable to basically Entropic and Na'Vi. Либо где-то там показывали на Minecraft can't do anything on Tropic because they need to wait for Lash K. Everyone's waiting for everyone else. There is a set timer for all of this, but wait, no. Entropic, they're on the move. They want to take a right. They know they can't go against Na'Vi. They want the points now. They should be aware of this though, because Zera stun went out. High ground though for QBE, and he lands those shots very successfully, very cleanly. Haven has to respond, lands the headshot, has to fall back, probably even needs to just go prone at this point and try to survive. Lash K making his move as well, and he's actually sending it in towards the area of Entropic and 22. Gazera eliminated. Lash K and Rock goes down, so no more points this game from the Freaks. That's an extra placement point for 22. They make it to top 3. They won't go any further than that though. Haven eliminated. Uber and Na'Vi pushed over the road. So it's Na'Vi versus the 2 members of Entropic. Regardless though, I think Na'Vi are going to take top spot going into the remaining last game. There it is, QB going down. It's now 4 versus 1. A good headshot from Evas, but he's got to pull out a lot more. He is inside the zone, but just barely, and we know where this game is going to end. Grenade comes out. Oh my god. Surviving that nade, 8 HP, throws out the stun. He has the first aid kit. I think he anticipated them to be a little closer than they were. Na'Vi though, they make a statement. They're making a statement today in the final day for Group A. I believe they're taking top spot with them into the last game. It doesn't technically mean much in the whole scheme of things, Cameron, but for them going into the winner's bracket, they're gaining some form. What it does mean is that the teams from Group B, even though they are going to be, whoever makes the winner's bracket is making the winner's bracket, they're going to be looking over here at Group A and thinking, wow, that's a huge amount of power coming from this one group. Yep. There's no clear leader that we need to be worried about. We got to be worried about all of them. This is a group of champions at the moment. That top 6, top 7, they are basically all neck and neck going into the remaining game. In terms of course for that battle for 8th though, I think Guangdong Freaks are doing enough with 1 game to go. I think they'll get the job done as we go and see what Martin and James have to say. Na'Vi leaving PCS 7 in the dust. They did not perform there, but here on this stage, massive performances now, being able to join that elite pack at the top of Group A with a victory under their belt, dispatching of Entropic in the final moments. Yeah, a lot of teams being able to jump into the 100-point club here, securing their spot for the winner's bracket. Also, Entropic waking up a little bit. 6 kills, 2nd place, that's 12 in total. Good to see that they're also aggressive towards the end to secure those extra points that they're available. They knew that Na'Vi and the boys were probably going to just completely flush them out. In this case, here they end. Uber getting a 5th kill for that. I'm happy for that for my fantasy team. But in general, Na'Vi, a 23-point game, tying the most points in a single game here. A 3-way tie, actually, for with Cerberus and Twisted Minds. True. Very important and kind of calm movement down in the bottom of this circle, because there were some big names to contend with, not least New Happy that was a bit on the warpath down towards the bottom. But the case for this game here has been third party onto third party, and the timing with the third party again here. You see, of course, Megapark going out early, but then Overpeak is quickly going in, making sure PO is not getting into the races. And Clip unfortunately gets flushed, but he does get, Mexico does get him, and then
you know, they go down early on. We see Navi with the third party onto New Heavy. We saw New Heavy with the third party onto Sonics and OP, because there's so many well-timed third party situations, and I really love to see this aggression throughout the game. For New Happy here, pushing around eventually against OP, because it really felt like, you know, as they're pursuing Sonics in the car, etc., feels like Sonics are the victims here. Like, all of these teams are looking at them as potential cannon fodder in some of these scenarios, and that's not where we should be here. For but it could have been in a team. If New Heavy sees a opening on a third party, they will third party it no matter what, because they know with aggression, if they're 4 guys up versus, you know, 2 or 3, or even 2 teams with 2 or 3 alive, they're going to have the upper hand. They're going to have the utility. They're going to be the team that is going to be coming in silent here. But now the winner of this penultimate game, put it in your words. There you go. And they will be pleased with that one, putting it on the board once again. We have Na'Vi getting themselves the victory on Miramar, led by example, with him just absolutely cracking everybody. Top of kills, I think it was. Top of damage, I think it was, before this game. And I can only imagine he's still up there. Yeah, he's gonna be disgustingly expensive in the winner bracket. It's gonna be like 38,000 on fire or something like that. So the guys that are able to pick him up at this one is gonna be happy with that. He's been able to have an amazing performance so far. A low util game across the board, it looks like here. 22 trying to get themselves further on in with a few smokes here and there, salvage some points, but across everything, not much frags, not much mollies. I gotta give it to Quantum Freaks though. A 2nd place, a 3rd place, and a 4th place in this game here. They had a 10th with no kills, but still their consistency today has potentially secured them a spot in the winner bracket as the 8th and last team in this group. And they are a team that should be, in theory, leading the Korean region. Yes, they should be up there. They should be on a top 4, but it's fine if they're, you know, falling into, or finding maybe potentially finding the momentum just now here. That's fine. They're gonna have plenty of time to get ready for the winners bracket, and then definitely expect them to see them there. But with Quantum Freaks, I feel like even on our winners bracket, they should be in the top 8 even there. They should be. Going out and forth, of course, in this game. Still, we get to see glimmers of Entropic towards the end of this one. Ivers, you know, I mean, he opens up on some shots. I'm thinking it might be even this one. Oh, no, we're not going to show it. But yeah, just before that actually goes down, you see these moments where you're like, yeah, Ivers is still a great player, but nothing's really coming together for them aside from the 12 points that they actually get here to get the ball rolling. A good thing for all the teams that are here. They obviously have both Sunday and Monday off, and potentially also all of Tuesday, all of Thursday. So 4 days off to mentally reset, to get ready for our losers bracket 1 if they don't get into the top 8. It's looking very unlikely with just 1 game to go. I get your point, because you're looking at some of the cameras as we're kind of seeing these moments where these players or these teams are falling out, and some of them look a little bit mentally defeated. They look so defeated. It's so rough to see, and I'm honestly happy to see that, you know, now admit defeat, but then use those 4 days to improve. Take all this information, assimilate it into what you can then improve on, and then try to improve once we get into loser bracket. A mantra that I've lived on for a long time, all my years in esports, 13 years, is you actually learn more from your defeats than your victories. If you go back and actually try and take on the information that you need, take on where you went wrong, and actually learn from it. And that is very easy. You can potentially do that here in that amount of time. Both in an individual way, in a team way, but also now all the opponents that you're playing against, you're going to have 15 games worth of information to put together, and they're going to have 4 days because they're not going to be playing the winners brackets. And look at this, our total leaderboard with the top 8. Now the cutoff is 83 points because of Quantum Freak being able to have a fantastic day today. They're 20 points ahead of 22. And that is going to be a rough situation. We're talking Quantum Freaks out without, you know, maybe 1 point max, 2 points max, and then we're talking either 22 Esports, GEX, or Tianba with a win and double-digit kills to make that 8th place. All right, this is not going to happen, and I'm about to say it, but let's say it anyway. There's nothing to lose if you're a 22, if you're a GEX.
to try and just get rid of Quantum Freaks early. Right. There's nothing to lose. So that's obviously the scary thing for Freaks, right? Right now, you're going to have 8 teams that is solely going to be focusing on you. Yeah. The kill feed, you see one of the Quantum Freak guys be knocked. They're going to be super focused with the target on their back. Just saying, just saying. All right, we are going to a short break, and when we return, we will have one more Miramar here to figure out which of these teams are moving through into the winners and which are going to the losers. We'll see you soon. Ладно, пока кто-то идет, можно покурить сходить. Okay, so sun is down and it's quite dark here in Dubai Exhibition Center, and I'm looking for more players to have a talk. I think that's Strimzy from Sonic. Hello, Strimzy. Hello. Hi. What's up? What were you doing? You're just talking to my girlfriend. We're shooting a content, and I want to have a short interview and like have a quiz time with you. Cool. It's okay with you? Yeah. Okay, let's go. All right, let's do it. How far is it? Am I walking forever? Like a minute, like 30 seconds. Can you introduce yourself? Hi, I'm Tristan Trimsy Nowicki. I play for the Susquehanna Sonics, and we're here to compete for PDC 2022 in Dubai. Okay, welcome to Quiz on Rock. I know that you were having a media day today. How was it? I remember that in PNC you wore that USA jersey. Yeah, Did you have anything special prepared today? I did the fun thing for Thailand for PNC because it was kind of representing my country, whereas this is more professional and serious for this one. Whereas I was having a lot more fun for Thailand. But I recognize that your jersey is different from the previous PGC. Our jersey specifically is made for Dubai. It was specifically made for wherever we go, wherever we travel for PGC. Dubai fans would like it too. Yeah. Have you met like other players like from other regions and other teams? Yeah, I've met a bunch of players. I've met all of Overpeakers. I've met EIQ. I haven't met any of the Chinese teams, which I'm really excited to meet them because this is the first event that they've been to. Did you have any particular players that you want to meet? And I really want to meet Zepion because I think he's very, very underrated. So yeah, I'm excited to meet them. So you're very strong in the Americas region. That's like, nobody would doubt that. But coming into PGC, it didn't work out. So I think our biggest problem last year is we were very cocky, and losing last year kind of brought us back down to earth and realized that we're not, we weren't the best, and we have a lot to work on, and we have a lot of flaws in our game. So just going into this year, we had to work out a lot of stuff and figure out what was going wrong. So I think coming into this event, we're very excited and humbled. Then which team could be the biggest rival coming into PGC 2022 for Sonics? I think the biggest rival for us would be SGD. They're going to be landing in Pochinki Pocata with us, and they're in our group. So we will have to fight them for our drop spots, which is going to be very fun. What would be your determination coming into PGC 2022? What's really important to us is that no matter what the circumstances of the game are, we do the best that we possibly can. So not every game you could win, but if we get into a position that's really bad and the best we could do is get 6 kills or 7 kills, that's what we want. So we want to just stay as consistent as possible throughout every game. That's our determination. At the end, we want to win, yes. Okay. So I'm gonna give you a 4 keyword. I'll do sound. Okay. Why not? Let's see the BCS champion. I'm gonna play the sound. Go for it. It's a revolver. It's the R18. It's a pistol. Yeah, so we're gonna give you a gift because you got it right. Do you hear it? Is there a live animal? No, maybe.
Okay, you're gonna pick one gift. Do I have to touch it? Yeah. One gift from it? I want this one. Okay, I want you this sure? one. Yeah. Okay. Oh, this is cute. 3-level backpack? Oh, it's a level 3 backpack. Can I put it on? That's too small for you. Yeah, it's too small. I hope Sonics do well. What do you want us to do? 2020. Who do you want to win? Who do you want to win? Comment. No comment. No comment. Oh gosh. Well, PGC 2022. Sonics fighting. Yay. Oh I got. Yeah, I'm sold it. 뭐야, 버퍼링 걸렸대? 안 들려요? 아, 잠깐만. 이거 못 들었다고? Я снова здесь. One game left, and while 20 points is a solid gap for KDF there in eighth place, they're going to need to keep their head on a swivel because one good game is all that's going to be required from Tiamba 22 or GEX to get right back into that spot. Yeah, looking at some of the numbers though, basically looking at 10, 11, 12 kind of kill win is required from those teams that are on the precipice. But as we head into our final match, it is the Guangdong Freaks that are looking likely to hold on to that 8th place in what has turned out to be a really top-heavy group. Final game for Group A. Vast majority of this lobby basically knows where they're heading in terms of the future. Of course, the top 8 will go to winners bracket, bottom 8 will go to losers bracket 1. But we do still need one last game to all but confirm that final place. You just never know, Cameron. All it takes is an early Freaks elimination and a big game from the likes of either GEX or 22 Esports, and they could steal it at the death. And this might be a long shot of a reasoning why it could happen. However, this plane path a bit far to the southwest side, KDF usually drop way far to the north. Their alt drop got taken by Sonics once they left Picado. So if there's an opportunity for KDF to perhaps have a bit of a trip and fall at the finish line, it would be right now. They're dropping near Vegapa, near T5, near Danawa. Nothing's really happening just yet. And in fact, at the same time, if KDF do go out early, we are still going to need to see a solid, strong game by the 3 previously mentioned squads just on the precipice. Solid effort from Na'Vi today, Cameron. Yes. Absolutely. When you take into account they had 68 points coming into today, they were probably one of 3 teams that were still, a gatekeeper. They were still in contention as to maybe do they get overtaken, and they made sure that they would not. And so much so, they have overtaken top spot. They've dethroned Cerberus,
It's a very small gap. And in some ways, we've got ourselves an early engagement, and it goes the way of the Guangdong Freaks. Ian survives, gets into the vehicle. Exquisite has to manage his way out of that situation. And for Vinny, he obviously just wants to get on this bike and says, leave me alone, Mel. You don't need the kills, Mel. You're in first place. Let me play the game. Let me have a chance. He gets on the bike. He gets away. To find an SKS and a scope so early on in the drop and to not land a single bullet. Yeah. It says everything about the SKS, doesn't it? If that was a mini. I know Toby's in the green room just squirming. No, okay, actually, to be fair, that is accurate. The SKS could be a strong weapon, but it does need to be fully kitted out. And that it probably had 0 attachments at all. So, you know, very fair point, very fair point. But 22 are going to be shaking after that. This is a really good circle for them because it's right on their drop spot if they can, you know, get their foundation, get their feet under them. Kill top 5 from the previous match. Uba there at the top. Mel not far behind, but Ming, my captain. Another big game from New Happy. I will say, though, and it's not necessarily a concerning trend, but the inconsistency is a little bit there with New Happy. They'll have really big games, and boy, they're capable of that. Not every team here is, but then they can go quiet for little periods. That might not cut it in the winners bracket. But what's good is that their good game previously wasn't just them sitting in a compound and controlling given space very, very well. They went aggressive on multiple occasions and got a whole bunch of points off of it. So finding the confidence that they can continue to do that in a global lobby should help New Happy get back to that level that we kind of expected them going into this tournament. So a little bit of a sort of side topic here. Top 5, who's going to finish first in the group? Ooh, that's a really, really good question. Well, Lou goes down. That might just help. I wasn't gonna. I mean, with the way they've been playing today, I wasn't gonna say Twisted Minds anyway. But yeah, that's absolutely not them. I would be excited to see New Happy really overtake that spot. It's less than 10 points away, so very, very possible. Honest, I don't know. It's hard to not pick Navi though after the previous game. Ooh, a little bit of an engagement here between I was gonna say Navi, New Happy, and Haisaki. Navi, the talk of the town at the moment today. Yeah, hard to look past Navi the way they're playing today. Cerberus, of course, have looked really good. And New Happy, 9 points away from it. It's all a bit of fun. A reminder, of course, technically, none of the positions matter between 8 and 1. They are all the same. They get you into the winners bracket, put you in with a really good shot of making the grand finals, and that's what it's all about. For those, again, maybe still confused by the format, you make winners bracket, you make top 8 in winners bracket, you go straight to grand finals. Yeah. For losers bracket 1, you're just fighting to get into losers bracket 2. You don't gain a whole lot from it. So bottom 8 in group stage is really not ideal, and it's a big, big factor for all of those teams in the bottom 8 here for Group A, and will be so as well for Group B. Yeah, so right now for the teams that have 0 chance of making it to the top 8, it's just about keeping their form up and getting that practice in. Like, Big Opal, we're seeing better things from them. Sonics, we're seeing some better ideas and some moments, so the execution is still flawed. And Tropic climbing up to 12th place is, I think, a really good advancement on today. Despite still only being in 54 points, but it's about trying to get into that form, reestablish yourself before you go into losers, because it gets very, very dire from there. There is one elimination in losers one. There is. Who's going to be unlucky 32nd? So this was the replay between Lu and Shen. Of course, Lu getting eliminated. Just timing things. And Shen has been, well, a shining light for SGD this tournament. Was his sort of debut at this level. Of course, debuted at PCS 7 APAC and has continued on with good things. Hello, Extra Zit will find the kill onto Lash K. Okay, there's one that goes against the Guangdong Freaks. Oh, but one that goes against 22 as Kizera does go down in the kill feed and on our screens as well. 22 won a game without Kizera, but it's still going to be a lot harder for them. Yep. Obviously, GEX, Tiamba, basically neck and neck when it comes to being with 22 at 9, 10, and 11 on the position. So, you know, it's not just 22 versus KDF. You've got GEX, you've got Tiamba still technically in the conversation. The conversation being, though, basically double-digit win is required, and you need Guangdong Freaks getting nothing from this game. Oh, there's a chance there for Shen. He can't take it, though. Salute, so accurate. Finds the kill. Shen will get punished. That will be the end of his time in the group stage. And for SGD, they lose their star player. Yeah, why was he by himself? The rest of SGG are south-southeast of Pakadash. I don't know if Shen's trying to hold it by himself or just
took way too long to loot, but now Sonic's rotating up in the middle of this position by the remaining members of SGG. They know that he's there, though. Grenades coming out. H1's trying to go on the push. Got the pan shot there already. H1 pushing past Sophia. They're almost trading places. Nate goes out from Sophia. Might just give away his position at the tree, but it actually lands onto Mime. That might just force him back to heal, and will do just that. So H1 will continue moving forward. Bagapod, they're joining the party. What is going on right now? Hello, we've got SGD, Bagapod, Sonics in phase 1. In honestly, Cameron, not really a much needed position to fight over for. You know how things can snowball out of your control in this game, and Leo trying to land some shots does eventually go down. But Sonics are involved in all angles here. Shrimsy with a third-party knock. Jervis strikes, can't get the drop onto H-Win. A big silhouetting there from H-Win. He does go prone at a good time. The nade just goes over. Very difficult to land those nades on top of these ridges. Jervis will push up. SGD's got nothing to lose. H-Win gets shot in the back by Zipcan. Jervis will steal it and confirm it. Yeah, New Happy getting involved as well from Lost Leonas. They got a good sight on this. Mime on 1 health point will beat Jervis and get on the other side of the ridge away from New Happy's sightlines. But Sophia pushing up to the tree doesn't get there in time for the trade. Sonics, the rest of Sonics are arriving right now, but they're coming in from the angle that is vulnerable to New Happy. And then, of course, Entropic versus Overpeakers. This is completely... This is a different side of the map entirely. This just feels like a glorified scrim for those inside of the top 8 at the moment. They're just doing whatever they please, having a bit of fun. Bottom 8 as well. But whether that's the case or not, okay, hold on. Sophia with a nice spray down, can't confirm the kill before he gets dropped to POSO. SGD out in 16th place. But whether or not this is just teams, quote-unquote, giving up or not playing quite as seriously because the positions are more or less set, or if this is just a case of things getting out of control, whether they intended to or not, the fact remains that this is going to be fewer and fewer kills for the teams that need it, which is KDF, 22, GEX, and Tiamba. So they're probably not the most happy with all this going on in the kill feed. Well, Mime has an opportunity here to push over and get a kill or two. Tiggleton has started to make his way over. Mime opts for the nade and gets it to land onto Two Heart as well with a bit of damage from the M416. Tiggleton still not close, same with Shrimsy, but they are driving over. Mime tries to make a cross out in the open. No cover, no smokes, and he will go down rather abruptly as well. Bagapot in control of this hill, but here come the Guangdong Freaks. They're getting involved as well. What is going on here? Just to the northwest of Los Leones, Shrimsy is going to give Nan a very free kill, standing still. And Tiggleton is the last one alive for the Sonics. Ian. They are actually in danger of finishing in last place. Ian gets knocked as well. Hikari driving over. Only a card at this position. There's surely no way that Freaks are going to go out here with no points from this game and really just keep the door open for those teams in 9th, 10th, and 11th. Tiggleton trying to find a kill on the Zipyan. Ducking and weaving out in the open. Tiggleton with a Mini 14. Hard shots to land with that moving target. He's going sideways, back and forth. Tig cannot find the down. That's tilting. Yeah, that's not the easiest knock to land, but with the shots that he put out, he should have at least ended it's one a long more distance, of those bullets. long distance. It's Tiggleton. He's supposed to be the best in the world, best in the region. Well, maybe there's a reason these teams are fighting over towards the northwest of Los Leones. They get a big hardship. Tiggleton now also doing his own ducking and weaving. A card lands a shot. No kills yet for the Freaks. And down to just 2 players. So 83 points. Is that going to be the final cutoff position? Hikari spots Yongjiang. Ming Ming with the AUG. And you know what he's capable of with either an AUG or a Groza. Got a full med kit, so Tiggleton's going to be immediately back to 100 HP. Try and host a little bit of a defense, but with the shift going in this direction, that means that there's going to be more teams potentially rotating in this spot, at least at some part, so... Vard somehow survives that. Lucarix had a moment there where Vard was just perfectly still. This was a little replay, by the way, a couple of minutes ago in the bottom right. This was the fight between Overpeakers and Entropic. Obviously Entropic coming out well and truly on top there, forcing Overpeakers down to just 2 players remaining. Now we've got Danoa and Yahoo. It is an absolute free-for-all here in the final match of Group A. Everyone is just wanting to fight everyone. We see the sword-off shotgun once again. Sparking will get rid of Salute, and Yahoo go to 107 points. Okay. Backup is arriving for Soul.
Helen and Lamba, but it's all in one vehicle, and the angle is discovered. A little bit of damage, no, not just yet, but it's at least going to stall the push. A grenade comes out that could finish it. Oh, it looked good, but just too far. They made their way inside the building just in time. Yeah, not a bad nade at all. Danawa make their way into the building, like you said. Mikado completely open. Graveyard is open as well inside of this phase 2 circle. Vard stuns. Hymus is just completely blind. Vard will have to shoot now. Hipfire is pretty good. Actually, QBE did the rest of it. He got the down. Obviously, Vard did the majority of it. And Tropic are falling though to Vard. He wants to go for the flush. Sort of. Does it? He gets nail up as well. Oh, and Tropic can't push into Vard. He's a very dangerous man. What a hold. And now back on the Danawa. Yoho pushing on in. Limpu's trying to hold his own, but it's not going to be enough. Sparking once again comes out with a huge play. 5 kills for Yoho. Danawa are safe on 97 points. They will be going to the winner's bracket, but they will be exiting the final game relatively early. Lucarix is the last one alive for Entropic. It is going to be loser's bracket for Entropic. What a play from Vard. Overpickers have somewhat dropped on the standings overall, but they're still top 8. They're still going to the winners, and they're still going to be a very deadly team. As Perfectix has 2 nades in his back pocket, he starts to make the push. Oh man, Bagopal on their own push towards the zone. They're not able to find a spot that they can stay safely, stay reliably. Songjung gets knocked. Oh my god, Perfectix with the lineup, can't lands a couple of shots, but doesn't get the knock. This is a strange fight. They're both just sort of playing behind that push, and in the end, Perfectix will go down to Rossiter Jr. Despite that well, Ranger X, though, at the exact same time, was knocked by Petulans. Oh, 77 peaks over. We go back to this fight. Tiamba and Bagopar. So Seongchang and DG98 both down, both flushed by 77. PO knocked as well. Bagopar, well, their time in Group A also coming to an abrupt end here in match 15. New Happy will collect those points, and it is the veteran Two Heart that is still alive, last one alive for Bagopar. New Happy being aggressive and proactive. Will they also end up with a good compound in the next circle? The shift that's about to happen in 1 second. Right now, it continues to go to Picado or KDF are hiding. Only 2 remain, and it really is going to be New Happy's position, as well as this fight that we see between Twisted Minds and T5 over the strong spots in this next phase. T5 trying to get off the bottom of the standings, and I think they may just be able to do it. So they got 4 up against the duo of Twisted Minds. Petulans and Spyro. I definitely wouldn't count them out. These guys are quite nutty with it. As Two Heart does eventually go down to GEX. They get a valuable kill there. Nade out from Ranger X. It will hit the fence. Exquisite will get the elimination, most likely to Petulans, because Spyro's not going to be able to get this revive. He may go for the flush on the Battle Pong. As we go over to Example and Na'Vi. Haven makes the drive-by, but straight into Mal. Unfortunately, this push even for Hastington. He just crashes into the rock face. He falls to Example. Nice shots landing from Na'Vi. They've had a perfect day, and they're going to be a very dangerous team in the winner's bracket. Yeah, I think 22 is out. Only 1 remains. Oh, they are gone. So is Tiamba. It may just come down to GEX still, but I was about to say, obviously with this Picado circle and the remaining players of the Guangdong Freaks in there, suddenly placement points are very, very likely for them. GX going to have to go big with an aggressive move. I can see them rotating on the southeast side, but right now Twisted Minds, Spyro trying to stay alive. Take on the rest of Theraton 5 here. Peeking corners. It's a 1 versus 4. It's going to be rough, but you might as well take it. It's also now up to Tiggleton to get the Sonics out of last place. Spyro, good angle onto Ranger X, but he will start to feel the pressure. They got the numbers. That's 1 knock. Few more bullets still available in M416. Has to probably go for a reload now. Only 7 bullets. Have to hit them all. He missed the first 5. 2 more shots. That does get the down on the back bomb. Reload. It's successful. Exquisite will lose. No, he just holds on. Oh, what a solid effort from Spyro. It's all smiles, though, from Perfectix and Co. Of course, Twisted Minds head to the winner's bracket, but Theraton 5 will still edge themselves out of the bottom spot. Sonics are in last. Last for now. Tiggleton is still off on his own, but GEX, they are rolling on in. Southeast side was where there are a lot more teams. We have New Happy, we have Cerberus, and we also have Na'Vi, who, as we can see, are trying to take some shots at a number of teams around them. They have a wide spread. The other 2 members that are not on your screen are way far to the north. Lucarix is about to get hunted down by Vard and James. This Give it to Vard. Has been a very long engagement between Overpeakers and Entropic from that earlier crash between the 2 teams. Well, Lucarix will get a chance, maybe at a double. Oh, they just played that perfectly. Double shoulder peek from both of them. Obviously, Lucarix did get the down onto Vard, but James then from behind. Oh, that was really, really clean from Overpeakers. They get rid of Entropic.
Someone's yelling off in the distance. I don't know if it's crazed laughter by Entropic or Overpeakers being very, very confident in that play. But where's the next zone going to go? Are we going to stay in the city? And we are kind of for the most part, but it's going to be heavily towards the southeast side. We're New Happy going to maintain control. GEX driving on in, and they're finding a small little sliver of the hillside that they can hang out on. And this will be good to try and gatekeep Cerberus out, as well as Na'Vi. Ooh, Yahoo has just spotted this cross to the motel at the south end of Picado. So Guangdong Freak's position is known by Yahoo. Obviously, we saw GEX briefly, and only down to 3 players. They still need another 18 points. Vinny, no shots landing. Oh, Tiggleton with a knock onto Hikari. That is an intriguing angle. Look at that from Tiggleton. And he gets them both! Oh, Tiggleton with the double from that kind of angle. That shouldn't be allowed, but of course he makes it happen. Hey, that makes up for the missed shots earlier against New Happy. I'll take it in that at least they're not in last place. Well, T5 back into 16th. We've got this little intriguing battle for the bottom of the standings. It's not a place you would like to be, but of course, as always, it falls onto the back of Tiggleton to help out the Sonics. Oh, Isaki going aggressive on a GEX position. Hamas has already been knocked. He's going to get revived, but he's going to try and stake their claim to this position because they need to go in. They need to run from the circle, and they need to try and get there before Na'Vi collapse onto their position. Like this position here from Hisaki. It's something we see a lot from Cerberus, that sort of front man peek up. Doesn't get the initial down though, and that's actually going to be a big detriment. And not only that, but you're getting shot in the back by Na'Vi. Now, obviously for GEX, they can't necessarily just push over this ridge immediately now with a knock on the Tycon. So Cerberus in that battle for top spot with Na'Vi, it looks like that might be coming to an end here rather quickly because Na'Vi have got beautiful angles here. Sololzi makes the cross, he makes the push with Hisaki. They've got to win this fight quickly. Good down onto SSR, play to your left-hand side. Hisaki can't shoot them both at the same time as much as he really wanted to. Sololzi falls. So is now Himas at the back in the blue. I imagine he's not going to survive for much longer. The last one alive for Cerberus, they are gone, wiped out. Big kills for GEX, but a big moment here because New Happy are about to wipe out GEX. It will all but solidify our top 8 for the winners bracket. Zendan Yan Lee push up. Nice knock on a Zep Yan, but that nade from Nan also gets rid of Nan. There's Nans everywhere, but GEX are corn in 8. What? That will be it, surely. What? Tiggleton just wiped Barton James as well. He's going on a solo adventure for the Sonics. Unfortunately, he needs another 30 points. It's not going to happen, though. It's not going to happen, but that at the very least might make the other teams in the bottom 8 start to sweat. Sonics might just be waking up. We're going to have to see. It's Tiggleton that's waking up a little bit, and I think he's going to feel quite aggrieved with what's happened here in Group A. For everything that has transpired for the Sonics, I will agree. Going into that loser's bracket, I would imagine they'll be out for blood. 77 right now, the last one up for Tiamba. There is a set goal. Never mind, doesn't matter. We have the top 8 set in stone. There are no Herculean efforts left to make. So all that's left is the battle for first and the battle for last. And we also head to Picado to finish that one off here for match 15 of Group A. Quick reminder, of course, 2 more days of Group B to follow immediately after this. It is non-stop action. And then after that, straight into the winners bracket. It is It's all action every day here for PGC. Tigran is going to have a really rough cross. He's on a couple of set pieces to make his way at least inside the zone. But then to get further into Picado, it's going to be a wide open run. So the most amount of points that I think Tig will be able to get is, yes, from this position, third-partying the teams from the east, New Happy and Na'Vi, making their way inside the city. Unless he gets a shift in his direction, making podium is probably going to be all that he has to ask for. Let's watch the replay. Oh, yes. We didn't get to see this, unfortunately, only from the kill feed. Nice shot into Hikari. And again, the trigger discipline to then wait for the player who's going to go in for the revive. And then, of course, we see this angle onto Overpeakers. Well, actually... Oh, okay, yeah. Oh, jeez. Oh. What's that one game that you send the little green people into space? Он один соло лучше играет, чем вся команда. Yeah. I can't remember it either, but yeah, no, Tigreton's just playing that at this point. Okay, he's in a vehicle. He wants to try and send it. Well, he's on the south side by himself. New Happy, of course, was sort of just watching as Na'Vi made their rotation into Picado. Example got caught and shot down by Excrazit, and it has now actually confirmed last place. It will be Pio and Bagapa. They are on 52 points. Of course, they can't get anything more from this. Wow. I mean,
Pio and friends, unfortunately, not looking too strong from Group A, heading into the losers bracket. Oh, the Tig taking the solid sand in the melt, and Na'Vi. Well, unfortunately for Tiggleton, his little run does come to an end, but he did enough as a solo to make sure that Sonics are not in last. He went out in a blaze of glory as well. That's how you want to see players leave. You don't want them just to hide and run from the blue and cross their fingers, make a play. That's how winners work. New Happy right now in a position they could still win this round despite being on the outskirts because of the angles that they have, and as well the shooting that we've seen from this team so far, especially today. So the battle for first, this is what it comes down to, Cameron. We've got Na'Vi with 3 players left, and Alia getting the knock onto Sparking. Yahoo probably not quite close enough to get that first place. It does kind of feel like it'll come down to New Happy and Na'Vi. That's an 8-point gap. So New Happy are going to have that Na'Vi go out pretty quickly. Fortunately, Na'Vi don't have the angles that New Happy do. Na'Vi aren't necessarily going to be able to find all the shots to get the knocks, to get the kills, barring a shift in their direction. But New Happy still have to make the move themselves to try and find their way into the city. This is assuming we're staying inside, but that is where all the cover is, except for the few bits of hills on the east. Well, a Picardo finish, but only 4 teams remaining. Phase number 6. I would have to say, probably in a more, quote, normal game, there would be probably double the amount of teams still left alive. But because match 15, not a whole lot to fight for, some weird drops, a lot of strange fights happened early. We're left to 4 teams remaining. I don't know if there'd be double necessarily, because Picardo, while being a city, isn't as easy to get into as like a Los Leones, for example. Maybe 2 more teams, yeah. And I also think that those weird fights that we saw, especially the ones to the southeast of Picardo, would have happened just maybe later on in the game. But Yoho right now, 6 kills, trying to find some more. New Happy, they don't seem to have a plan set just yet. At least they're not projecting it to us. Ooh, chance there from Balefrost onto Alio as he's peeking the window. Of course, New Happy need to make the run down. Na'Vi are getting shot at by Yahoo, but they know that New Happy are going to make this push down the hill. They'll keep eyes on this. They got the vehicles as well still, so line up the smokes, create that pathway, drive on down, weaving in and out of the smokes. Really good patience play from New Happy. Really good utility play from New Happy. The initial smokes and then the smokes at the end of this run, but a really nice position to Mel is going to be a detriment. Ming does land a tag back and he gets the knock onto Mel as well. HS got run over by Zipia, making their push in. Alia now outside as well, couldn't get the knock that he was searching for, now forced back. Ming still up and he has an AUG at the ready. ZP goes down. Actually to his own vehicle. Either way, the spray comes out, he finds another. He is holding the line. He is daring Na'Vi to peek. Yeah. So it's a 1 versus 1. Alia and Ming. Stun goes out. Ming will avoid that. He's got the AUG. He wants to jump out of the window and just go for this one. Oh, that's a strange peek from Alia with a nade out. So Zipian has been eliminated, but Ming saves the day for New Happy. No one is surprised by that. And he gets the revive onto Nan. 6 more points between New Happy and first place, and that is available, but T5 and Yahoo are going at each other. This does give the opportunity for New Happy to get the revive, to at least remain as 2, and potentially get further into the circle, depending on how quickly this fight breaks out. My God. But looking at this retreat by Punich. How has that managed to do damage? What a bounce, the timing, 29 damage on the Punich. Very fortunate that he could throw. They're at top 5, ending strongly in this final game, but they too, like many above them, will be in that losers bracket 1 scenario. I will say though, when you kind of look at that bottom 5, as we've seen Pat and Pom make that run towards the north side, you look at that bottom 5 in terms of points, they are all neck and neck. Yeah, it really is just a cutoff between, do you have 90 or above, or do you have 60, like 50 to 60? Yeah. But not just Sonics, also looking at T5 and Strong. Yeah. And Tropic had a really good day considering their first 2 days of groups. There are a number of teams that are waking up going into the losers bracket, despite that being, of course, a harder run. But this shift, this makes New Happy's run a little easier, at least in this round. They're not going to have to move too far forward. They can kind of maintain control of this outside Picardo position. Perhaps move towards the north of the gas station. At the very least, Yahoo are immediately taking Сейчас center. упорная борьба идет между топами, ёпть. So our final moments for Group A Здесь coming to вообще a close упали here на at 5-е Picardo. место. Ебать того, урод. New Happy Походу, still что-то у with них 2 up. вообще не прет, Very расслабились much can чутка. take that top place position, but I
gotta say, if Yahoo have any sort of awareness of their duo's position at the motel, it will be a difficult run across to make. They'll have a little bit of loot as well from obviously the bodies of Na'Vi. They expended a lot of their smokes pushing down the hill into the motel. Okay, wait, I like this. New Happy, they're throwing a bunch of smokes. They don't want to just move bit by bit, piece by piece up to the next location. They want to go immediately dead center and try and take the casino away from Yahoo. Yahoo already have a few players there, but they're so distracted by T5 that it might be just enough open. Oh, but Ming got caught. He gets deterred. Yeah, I think he actually crashed into one of the crashed cars, but obviously partner in crime has been able to make it across. Shinboy, he's got a player at his doorstep in there. Ming actually goes down to Pong, and there goes New Happy. So Na'Vi will take top spot from Group A going into the winners bracket. Whoa. Yo-ho, if they get the full wipe on the T5 and the win, they could jump them. The spray comes out. Punich is able to find 2. Oh, it could actually happen. Double kill. Punich onto Ranger X and Exclusive. Pat Bong and Rossiter Jr. need to probably get a kill back the other way. Rossiter Jr. falls Shitboy's behind. Is he going for the ban kill? Throw that pen. Do it. Oh, they've completely wiped them. Is it going to be enough, though? For top spot, it doesn't really matter anyway. Yahoo's going to the winners bracket. Yes, it matters. Are you kidding? We need America's on top. It absolutely matters, Zen. Well, right now, with that win, regardless if it's 1, 2, 3, doesn't really matter. Yahoo, representing North America, are going to be a formidable opponent in that winners bracket. They played so well here in this group, especially when you take into account all those top teams we have around that top. They're in and amongst it, rightfully so. Yeah, man, the story of this group, I wouldn't have believed you if you showed me of this being the final leaderboard. Yahoo, despite being a good team, not making it to PCS 7 and coming out as not just the top team of their region, but potentially the top team in this group. Spectacular play. Certainly so. Obviously, commiserations for those in the bottom 8, but for the top 8, it's all celebration. They're off to the winners bracket, and we're off to the desk. That's right, a massive win towards the end for them, for Yahoo, to see if they can try and challenge for that #1 spot in this group. It is going to be close, I think, up towards the top here. But what a statement that would be if they take #1 in what people considered the group of death, really coming in out of the 2 groups here for PGC. Yeah, and our top 6 has been so close. It's been so competitive. Our winners bracket is going to be insane once we get to that, of course. But we have some more games to go, and it was, you know, some interesting games here, or some interesting things happening in the last game. For this case, we saw Tropic fight Overpeakers in Narnia. We saw some third parties that was going on. And Mark clutching versus an Entropic push here, being able to take down 3 of them. Insane play from him. And then the sawed off, dunk, dunk. And then, yeah, that's it for Naleb. And of course, Kwangdong Freaks taking losses early to potentially keep that open down at that 8th position. However, it feels like there's not really much movement going on there. All the teams kind of below. We saw a lot of them on 1 player left, 1 player left, 1 player left. It was going to be nigh on impossible for them to make something happen. But who did make something happen? It was Tilson popping off in the final game here solo. Having some fun with it. Yeah, I honestly love that, Nate. The way that it exploded and the car went flying, that was amazing. Ming with some AUG action, then further on, Bunich with some AUG action. Nice headshots coming out from him, and Yahoo being able to close this one out in the end. Doesn't matter too much. 35 was not going to be able to get into the top 8. But Yahoo, as you saw there, moved into 2nd place on your left-hand side. They're going to be hitting on 20-some points. Quite amazing for them. Good to see their consistency, able to win 2 games, but also some good kills throughout and some good damage throughout this game here. 21 total. Very, very nicely done. 11 kills go their way, and we have Therodon 5 trying to make a meal of it here towards the end. It's nice practice for them. Of course, they will be finding themselves down in that lower bracket, but New Happy and Na'Vi as well. 2 other big names making it towards the very end of this game. And big names to go into that winners bracket, which is coming up next week. Yeah, honestly, super excited to see what our conclusions are, of course, going to be for just this group, but also the next group, winners bracket. It's looking insane. Like, yeah, it's going to be good. It's going to be so hard to get top 8, looking at how competitive Group A has been here in our group stage. Yeah, you know, I want to talk a little bit about this first here. Ming and the guys from New Hair, they decided to stay on that high ground for so long that they could only go into kind of the eastern side. I was hoping to see a big swing on the western side, try and kind of get in on West Town and Picardo and kind of infiltrate a little bit, but
Yeah, I'm not sure why they decided to go in there. Maybe it's just like, oh, let's just get over with. Let's try to take on Navi, because Navi was in the lead, right? So maybe they wanted to try to win the group with that push. Smoke off at least the acceleration of the cars and try and go for something like that. The thing is that, I think they knew that transfer we were talking about, insane onto Uber. I think they knew that 3 teams were looking straight at the whole time. So it gets dicier, right, to try and make it happen. Poonish picking up the AUG and just making great use of it too. Just an absolute laser beam, the AUG. Shinboy took out the Pitania at that point. I was like, okay, are they going to do the BM? Are they going to try to stun grenade him, and then he had to go with the sawed-off shotgun instead? This is the match leaderboard. 21 points for Yahoo, 13 for New Happy. Still 3rd on 5. They've had a good, decent day here, but it's too little too late, James. Yeah. They're not going to make the top 8. Too little too late, but you know what? Fantasy League as well. Not too little too late for a good old Tiggleton to pop off and try and push me just above you for Group A. Yeah, that would be great for you, wouldn't it? That would be fantastic. But imagine picking Tiggleton when you know he's going to be in a hot drop situation with SGD. Well, that was kind of a mismatch, wasn't it? Maybe, but at least maybe I'll still end up second to Cammy, because of course they all had Tycon. All had Tycon. Cheeky monkeys. The cheeky 10,000 pick for Tycon. That probably should have been a sub anyway. Should not have been a sub. Absolutely not. But anyway, enough about that. Let's keep on talking about Yahoo and how great they looked here. Because reasonably, the fact that they were able to get themselves, as you say, up to a 2nd place here in this group is fantastic, considering the makeup of this group. What a statement to make here on this stage, that you're ready to go, you're ready to play after the mishap of BCS 7, and they've got all the opportunities in the world going into the winners bracket. For sure, 100%. After what we've seen from them so far, the consistency in their bad games, them being able to, you know, salvage some of the games where we're seeing them lose 2 or 3 players. Sparking had some amazing moments individually. Once we saw them be only a couple guys alive and they were salvaging the points, being able to put them into this spot here. 2nd place is obviously amazing. I'm having high hopes for them in the winners bracket. So am I. All right, here's the overalls. Na'Vi will clutch it out with 3 points over Yahoo up towards the top. But the main story here is the divide. The left-hand side will be moving on into that winners bracket, which is starting next week. And the right-hand side will be going down to the lower bracket to fight against, of course, the eventual lower bracket members coming from Group B, which we still have 2 days of due to our unfortunate circumstance yesterday. So, talk to me here, Avenger. Looking at the left-hand side, of course, I want to get your surprises going into the winners bracket. What are your thoughts? When you look at it, there's like 5, 6, 7 teams who are like they could easily have been in the top 8. Surprised to see Yahoo able to perform this well as high after not being able to get into PCS 7. Navi had a really rough PCS 7 in Europe, then being able to win, looking good on the global stage here. They've really switched things up. And then of course at the bottom, surprised to see both Entropic and Sonic's down there. No way. The top results, it's just Navi and Example across the board here, James. Amazing performance from him. Yeah, it feels like, for example, every time we watch him, again, you know, always doing the damage. Yeah. It felt like he's come here reinvigorated once again to show this kind of performance on a big stage. Because for these guys, for a lot of players across the world, it's not been LAN settings. It's not been this environment. But here they are looking to prove themselves. And oh boy, did Navi. Example's going to be $40,000 in the fantasy for winners bracket. He's going to be so expensive. After performing this, I think he also ended up being the #1 in damage, or at least close to it. Yes. Amazing to see his performance throughout here for Group A. And Navi taking it home, 80 kills. In general, just a very impressive performance here. The top 8 again, as we were talking about it. A little bit surprised to see both Navi and Yahoo being able to perform this well, but there's still teams that are able to kind of mingle in the top 8 in general. Given what could have been, my slight surprise, a little bit to a degree Cerberus, and I think that's my own almost silly biases against APAC. Right, maybe. That shouldn't really exist. But the fact that Danoa and Kwangdong Freaks were able to get in from Korea to the top 8 over, say, a Begopa, which did not have a good time here in Group A, where I thought maybe they would have gained more traction. That absolutely didn't happen. So for Korea, I feel like this is a win.
to Huge win get in the book. themselves Yes. good traction into the next stages. But from what we've seen them so far, when you're on the cusp for the top 8, you're going to have a rough time in the top 8 for winners bracket, because then, again, it is top 8 again, but you're going to have teams that are equally as good as the guys that are currently above you go into that winners bracket, right? So, yeah, who on screen, super excited to see these guys compete in the winner bracket. Yeah. Once we're done with Group B, of course. My thing about that as well is that over the year, when I've been watching PCS Asia, PCL, all of these things, I feel like China, this year specifically, made such a big gap between the top of South Korea, and South Korea needed to make up that gap. But we'll see if that happens later in this tournament, I suppose. Yeah, honestly, New Happy, they've been able to really impress me. Yeah. They are defending PGC champions, of course. It's just if Group B is also going to be able to step up and really show that they're also ahead of the pack here once we see Patrick Road perform yesterday. Perform tomorrow. Well, thank you very much, Avenger, for joining me here. Thank you, everybody around the world as well, for what was a great final day here for Group A. Tomorrow, we're back, same time, same place, as well as the next day as well. Again, as you may or may not know, due to that schedule change, we'll have 2 days worth of Group B here from PGC. We'll see you then. Yo. I don't think they're ready for it. On the loose, on the loose, on the loose, on the loose. With the beast, on the loose, say the truth, on the loose. Off the chain, it's all the gauge. Yeah, getting wild, we out the cage. It's getting wild out here. One by one, we watch them all falling. It's getting wild out here. But I'ma be the last one standing. You can't stop what's begun. You can't stop a revolution. Come in, come in. It's getting wild out here. It's getting wild, it's getting wild. Eating them, feast. Fire the most, tire the least. See them admitting defeat, and they so useless. I'm so ruthless. Give no reply to excuses. Got no back, man, it's ruthless. Living a lie and the truth is. This power, bringing it, play my anthem, singing it. Every mountain, bringing it high. I soar, I rise, reborn. Shine from life like never before. Taking my final form. Смотрим пока повтор по хотим последней карты. Waiting on an evolution. Come in, come in. You wanna come and get some? Nothing we can't overcome. Run in, run in. Sure as we rise with the sun, we will arise and become stunning, stunning. Watch for the revolution. You can't stop what's begun. It's coming, coming. Wait. It's coming, coming. It's coming, coming. Just you wait. Смотрим повторчики. I don't think they're ready for it. On the loose, on the loose, on the loose, on the loose. With the beast, on the loose, with the truth, on the loose. Off the chain, it's all the gauge. Yeah, getting wild, we out the cage. It's getting wild out here. One by one, we watch them all falling. It's getting wild out here. And I'ma be the last one standing. You can't stop what's begun. You can't stop a revolution. Come in, come in.
все на сегодня. Походу закончилось. Ладно, сейчас пойдем играть, как и планировали. Сейчас покурить схожу. И пойдем прям в 1 минутку завтра. 13 по Москве, наверное, да? Сейчас секундочку. Снова здесь. Сейчас. 1 минутку. Включу игру и пойдем в игру. Запускаем игрушечку. 21 просмотр. Нормально так стартанули. Все получается, мы в игре. Сейчас она заработает, секундочку. Да, все, мы здесь. Чекаем, кто там из наших есть, нет вообще. Давай чекнем, что это за все на кону. Сейчас напишем. Ты чё там не занят? Чё? Егор, ты там не занят? Пока нет вроде. Да, поехали, сейчас 4-го так доберем. Я турнир просто Сейчас смотрел. Ну и чё, какие там успехи? Ну пока Нави на первом месте.
А это чьи Нави, наши или чьи? Угу. Наши Нави и Твис. Твис вообще скатились, нахуй. А китайцы что, не играют там? Играют. Китайцы не играют? Играют, быки играют, вот за кого все поставили. Они быки на 3-м, что ли, месте. Ну да хуя народ. Твис вообще улетели вниз, нахуй. Нави сейчас вообще лидировал, нахуй. Нави 22 команда, ёпте. Топ-1 раз взяла. Блять. Сорян, свернулась чутка. Зажгли, да? Ладно. Вы что, зажгли, да? Курятники. Голову скинемся, там наш один пришел. Слышишь? Миш? Сейчас доберем, выйдем пока что. Ну, как бы ливанем. Не знаю, сказал им ливануть, хуй знает, ливанули или нет. Халит. Так, поехали, ждем. Он, не знаю, вышел. Нет, ты ему ничего не говорил? Или он не услышал просто? Услышал. Сейчас подождем, может заскочит. Лил. Ай, обувь не успел взять, ну хуй с ним. Сайт.
оставил. Оставил? Можем, кстати, на левой общаге упасть. Падают там. Нет. Здесь никто не упал. Скажите что-нибудь. Я вас Чего? убавлял. Раз, два, три. Сейчас нормально. Здорово. Я убавлял, они На этих пиздели общагах очень никого громко. нет. Иду. Идем, значит, идем. Че нам тут мешает нам? Четко подсобрать гранату, так оденется на пояс. Так, молик надо здесь забрать сразу же. Теперь все, патрон дособирает. Миник приму в добрые руки на. Волосатые, волосатые. Блин, опять игра рофлит нахуй. Ни каски, ничего нету нахуй. Что за хуйня, блядь, второй день подряд, блядь. Третий дом, и ни одной каски нету, блядь. По медкомплектам у нас вроде нормально. Одна аптечка, только хотя пару бинтов найти. Да, свершилось чудо, мне каска упала нахуй. Быстро пока доступа возьмем. С нами вообще кто падал, нет? Справа. Там на общагах. Вот тебе вертикалка. А захватить никак? Места уже почти нихуя нет. Да, полностью. Ты первую общагу лутал вот эту? Да, только кроме одного этажа первого. Значит, сразу второй приходит. Бля, я в трусах бегаю в одних, ебать. Первый лутал, а остальные не... Первый не лутал, остальные лутал. Вот эту лутал? Вот эту общагу я полностью пролутал, кроме первого этажа. А, свою, да? В которой сейчас я нахожусь, я иду сверху. Второй аккуратнее, там справа у тебя люди есть. Ну ладно, что теперь. Чё ладно, сейчас нокнут. Где прицелы, сука? Походу пока заберем ВС. Ну иксовок нету. Это карма. Четверка на. Можешь прийти взять. Да я пока ВС-ку вообще подобрал. А вот тебе миник. Оставь, если что, сейчас заберу. Тут на первом же этаже четверка лежит, короче, в соседнем. А увеличенного на 50 нет. Я лутал вот общагу. А, да я наверх пойду, на крышу сейчас постреляюсь. Мне нужен такой увеличенный. Все. Тут четверка тоже лежит, кстати. И коряк лежит. Я заберу.
меня как латыша ходит душа, ебать. Блять. Охуенно. Опять задержка сети. Да у меня вроде нормально. Блять, тут коряк есть, сука. Коряк или миник? Ладно, поиграем с миником. Столько народу упал, где Вот все? тебе увел маг, блять. Да, ебать, он на миник оденется. Да. Ага. На М24 ты можешь хочешь сказать, блять? На М24 я на миник такой возьму. У меня есть тоже на М24. А тебе что надо? Я на на ПП увеличить. Ты сказал на миник, блять. Да? Да. Сорян. Да. О, бежит, вон там бежит. Один здесь, Сейчас снизу. другой внизу. А он сейчас прыгнет через окно. Смотри, если спрыгнет, я пока болик съем. Да тут дерево, блядь, ты думаешь, я увижу? Да увидишь, ебать, нормально все видно. Так, смотрите, еще где-то один вот отсюда кидал по ним. Ну их там двое внизу. Вот, пан, сюда побежал. Вон бежит. Все. Он свалил оттуда. Сейчас вверх Я должен не буду сзади крутить. Вон бежит. Ты метку дай, вон бежит, блядь. Я метку сразу дал, блядь, он уже убежал. Куда? А метку сразу даю, так что не надо, блядь. А, они с дроп вызвали, мы в зоне вообще? Нет. Беттер вызвали. Беттер. Вон туда ушли все. А, блядь. Я не понял, как они не перестрелялись, на вопрос. Больше чем 4 человека упало. Обычно как? Эти-то отсюда кидали зеленые метки. Ну чё, мы поближе пойдем или чё? Ну, может. Ну а чё сидеть? Чё там? Я в одних трусах, если чё. Не успел штанишки одеть. Да. Ага, спасибо. Мишка, ты вперед пошел. Да я здесь жду вас, если чё. Тачка здесь за домом. Они отсюда тачку взяли. Я кину. Выйти что ли не могут? Я что-то не пойму. Да, вы. Да. Выехали? Метку. Впереди. Да никуда, тут сюда поехал. На, дырка ебаная, получил тычку, сука. Я дал метку где-нибудь. Скажи, сейчас доиграем. Они на желтой метке, там где мост. Еще тут здесь у нас сквад тягается. Можно с горы подстраховать и добрать его. Сквад вот здесь за горой. Поднимемся? У них там, потому что... Вот они, вот. У них беттер, там беттер. Только не беги, стой, не беги. Я не пойду, я так чисто потыкаю и уйду. Вот ты там будет? Надо спрятаться. Сейчас я подожди.
Я там, блядь, ясик. Че, у них беттер разъебали, там дымы? Нет, там беттер пизда. Как? Нету, беттер там катается, вы чё? Ну, не знаю, там что-то взорвалось, а что там взорвалось? Разъебывайте беттер, у кого скорострелки. Вон он, за беттером. За беттером стоит. За колесом. За прямо. беттером, за колесом. Патрон не хватит. Какой патрон? Там надо 2 обоймы в него, блядь. Как с такого расстояния-то? Да, блядь, с миника, я с миника сейчас в него 3 обоймы засадил, блядь. Ну и я 2, ёпта, и чё толк-то? Нормально все, ёп. Ну и ничего, я тебе говорю, что плохо-то, ёп. Ну патрон-то, блядь, не 500. Ну, я вчера, блядь, и 600 патрон с миника ебашил, расстреливал. Я предлагаю вообще в сторону зоны пойти. Вот именно. Давно уже надо идти в сторону зоны, на. Уже 3-я фаза. Сейчас поедем. Дайте выйти-то, блядь, зажали, сука, изверги. Он БТР на ту сторону поехал. Блядь. Ну, да, зон далеко, ищи тачку. Надо. Хорошо. Пойдем здесь день посмотрим. За мостом должна быть. Ну да, Ричард тогда там стоит. Посмотреть. Мишка его зовут, если что. Ричард. Ричард. Король львиного сердца. Давай, смотри, Миш, там. Да смотрю вроде, ладно. Ну, нам сюда вот надо идти. Обычно здесь тачка спаунится возле ментовки, но не знаю, повезет, нет. Хуй знает. Пойдем искать. Бля, ну 2-местку я нашел. Там баги стоял. Ну, езжай дальше. Возле полиции. Ну, заберем баги, кто-нибудь один доедет, пока посмотрит тачку. У нас пока есть шанс хотя бы счет зону. Вот, потерпеть. Есть мотоцикл, короче. Тут у меня на метке баги стоял. Напротив. Ну, беги 3-й. Миш, забери 3-го, мы на баги заедем. На мочке. 3-й, беги к Мишке. Ко 2-му. В сторону его зоны. Мы мотик забираем, этот, баги тут забираем. А там встретимся где-то возле зоны. Ехали 3-й, тебя сейчас довезут и этот, как вот. Заберешь машину. Давай. Только отхилься. Бегите в нашу сторону, вы. Машина. Да тут должна баги стоять, по сути, возле ментовки. Чуть дальше должна быть машина там стоять. не... Бери машину, или я давай машину возьму, бери. У меня 10 аптечек, в принципе, выжить смогу. Возьми мотоцикл-то. Мотоцикл-то возьми. Зачем мотик? Бери мотик, хотя бы на чем кто-то поедет. Вот, пан, пойдем сюда дальше. Тачка есть. Что там, баги? Нет, УАЗик, вот здесь. Заебись. Едьте, мы доскочим, едьте в зону. Надеюсь, что доскочим. Сейчас отхилимся там, по аптеку. Пойдем шарить. Да ну нахуй. Да есть у нас тачка здесь. Ебать нам ехать, ебать. Угу. Ну сейчас хилимся и просто летим. У меня, если что, есть 5 или 7 бинтов. У меня 9 аптечек.
А бинты на дорогу оставлю, сейчас здоровье поправляю. Полетели. Бля. Берите метки лишние, пожалуйста. Будьте так любезны. Бля, главное дело нам не перевернуться на эту уебу. Я без шифта поеду. Бля, смотри, мотик. На мотике быстрее долетит. Я предлагаю ехать шифтом кухню. Ну, го. Бля. Вот тебе и shift, нахуй. Это же конченая машина, нахуй. Пойдем сюда. Ну, может, мы теперь точно точно найдем. трупа, блядь, с тобой. Ничего не сделаешь, ну. Я тебе говорю, УАЗик это такая тачка. А он впереди мотик стоит или нет? Мне кажется, это кусты, а не... Бля, я же сказал, надо было забрать вас. Так мы перевернули, мы на УАЗике, это конченая машина. А, есть еще болики у тебя, Алекс, нет? Это велосипед, блядь. Забирай лясик. Или Ты ты. аккуратно, тут Вон где-то тачка стреляются. стоит впереди. Ну все, пиздец. Что, надо подъехать, нет? Я успею доехать. думаю. Да мы откиснем, мне кажется, пока вы подъедете. Нормально, можно поехать. Не мешайте. Просто пока совсем бывает. Пока ебашим вообще едем на, чтобы собрать. Ну, тачку перевернули, зону вообще не фартануло. Ищем тачку, чтобы своего забрать. Пан, вообще тачек нет, ты видел, где я, нахуй? Да, вижу. Ну, сейчас под наш подъехать даже. И аптек нет нихуя. И аптек нету тоже, последняя аптека осталась. Что ты у меня это не взял, я бы тебе скинул. Да я вот здесь думаю, может быть, есть здесь на повороте обычно стоит. Ладно, сейчас прочекаю. И поехали. Походу здесь Сейчас тоже всё закидывайся забрали. и едь. Давай, а то мне сейчас Едь в тоже зону, подвезут. Лотос. В зону едь. Меня подобрали сейчас. Я сейчас баги вот забираю. Ну все, в зону-то сразу едь. Сука, без колес уебки. Без колес ее оставили. Смотрите, меня не ебнете, блядь. А то бензин кончил, все, пиздец. Но она без А колеса, вот без стоит двух. тачка. Она без колеса. Без двух колес. Вы, блядь, поехали, ты поехал на мотике, чтобы где нет бензина. Бля, ну я не думал, что я тут. Вот, думал, хватит. А чё, где у нас этот пана? Ой, третий. Алекс, едь за ними, ёпт. Твоя очередь ехать, на. Я еду у него просто, тоже у меня бензин без упал. всего, на. 10 бинтов. Поехал, бля, надо было сидел бы, досидел потихоньку.
Я сдохну просто и все. Но нету тут Прикольно играем. ничего. Был бы, я бы Нету, шел, конечно. блядь, не Да забрал. не, надо было сразу, вы просто мозга было сразу вас брать и ехать. О, машина. Бери, Алекс, бери эту пану, потом приедем. Бля, веселуха. Куда-нибудь вот сюда надо, в дырку, блядь. Смотри. Забирай его. Не, меня не надо, я сам добегу, меня не трогайте, ехать вперед. Ехать вперед, меня не надо. Самое главное не получить пулю, блядь, теперь. Только не ко мне, пожалуйста. Только не посередине поля, ёпт. Вот в этих кемпах баги. Здесь вот баги стоит. Тоже без колес. Тут тачка снизу, блядь. Если что, у нас есть тачка. Да какая тачка, она без колес? Нормальная тачка. Ты не гуди, нахуя. Вот тачка, слышь, что, блядь, бесколесная. Чё, где эти швабры стреляются? Здесь. Вот окно. Надо только стрелять, надо потихоньку подойти. Предлагаю на тачке заехать. Надо в тачку идти. Тачку? Нет выбора, не будет. Стой, 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 стой. Поехали, сейчас пушку получим. Здесь есть, здесь. Тут есть, приезжай. Да, тут Кто уехал? Я знаю, я мимо еду. Вот здесь останови где-нибудь, вот здесь там. Под склоном, на склоне. Крути. Вон, беттер впереди, который был. Бля, его добить надо. Не надо. Взорвется беттер. Да он уже взорвался. Взорвался. Блядь, так. Поднимите, не? Вот тачечки. Я поднимаю. У нас спина, походу, да? Дымы возьмите. У меня 7 штук. Вот откуда тут, отсюда. Все, не надо. Дымы есть? Подымем, Такие, да? какой-то. Есть, но я тебя не подыму. Я никого не вижу. Да нет, все. Да еще грена летит, там под грену. Попробуй меня сразу. Да я уйду, Откуда блядь, они вы? гренами закидывают. Ну да. Возле меня, смотри. Грену кинь туда, ёп. Одиночка.
Да это не одиночка. Я говорю, одиночку он стреляет. У него дальний М24 стоит, он одиночки стреляет, он пошли. Ползет, по-моему, нет справа? Да, это труп. Ты не попадаешь. Еще один ломаный. Перезаряди оружие. Сейчас. Ну, я вижу его, вон он бегает. Все это. Так, снах. Лучше без обид, конечно. У нас братишка у меня пришел. Илюк, жми, готов, поехали. Илюк. Слышно мне? Алло. Да. Здравствуйте. Я Илюша Бабуша. Раска. Тоже Илюш. Самая конченная карта. Не, та песочная. Так нахуй туда, давай туда-сюда вот упадем. Да, или на руины. И потом пойдем в руины лутать, Давай. если выживем. Хуй его знает. Можно было и в Парадайсе повоевать. Нахуй. Ты сейчас скажи, бот КМ надо было прыгнуть. А чё нет? Бля, башмаки теперь забыл одеть. Я наоборот их выкинул.
Да, хорошо, пусть пока что без смысла. Так и так слышно. Вот снимать, конечно, куда поехал. Я берег, тогда вы забирайте здесь ангар. Он баги стоит. Ну я с тобой берег заберу. По 3 делим, твоих вот эти 3. Вот отсюда. Ну вот я справа упал. МР виделся, походу, пол. А он что-то, блядь, и не сидит нихуя, не вижу его. Либо отключается. А, он скрытый, у него скрытый. А смысл обижаться, ебать? Что у него залутали, блядь? Когда прыгаешь в один ангар, у меня есть, короче, компенсатор, если кому надо. Когда прыгаешь в один ангар, блядь, и когда такой замес там, блядь, ты, конечно, будешь лутаться, нахуй. Нет, я буду рядышком бежать, говорить, вот возьми, это возьми, это возьми. Какого хуя тут одни Я дробовики, скидываю блин? калаш топовый вот здесь вот. Нахуй не нужен. Какого Японцы хуя тут бери. одни, блядь, дробовики? У меня тут Да есть. я не хочу. Все на ПП. Да я уже, блядь, взял. Я вот тут на самый крайний пойду. Прицел хотя бы вижу, блядь. Не патронов, нихуя, блядь. Тебе что-нибудь надо еще? Да, коллиматор нужен. Ну и глушитель на ПП, если будет. Бля, тут нет. Голограф только. Давай голограф хоть бери, вообще что-нибудь хоть возьми. У меня нет ничего, нахуй. Надеюсь, на руины пока еще не пошли, на. Прицел 4 есть. Егор, надо? Ну захвати кому-нибудь 4. Надо кому? Но если не надо, я заберу. И нет. Если все такие очень добрые, на. На руинах есть. Есть как? Люди? Угу. Да. Блять, да чё же? Скорострелки ни одной нет, что ли, у вас в доме, блять? Нет. Эту. Кто шманает? Я тебе говорю, с руин. Руин стреляет. Где 4 или? Пойдем вот сюда. У меня. Давай. На. Сейчас сделаем из МК-14 как она правильно? МК-16 А4 сделаем. Тихо, я понял. Я на верхние домики пошел. Ну я за тобой. Но у меня брони нету. Я не знаю, если пойдем на руины. Ну, я думаю, тут она будет. А тут лутано. Частично. Надо руины, значит, закрывать. Блять, я их не вижу, чекаю, не вижу. Ну вот Как это будто мне бот карта и прошел. бесится, блять. Тут это Нормально. Кустов очень дохуя. Думаю, чтобы они за машину пришли. Не торопись. Особенно сейчас если ты на максималках играешь. Вот бегает, видишь? Дал метку, туда ушел. У меня мешает куст. Я вот думаю, не торопись. За машиной пришли, за этой. За... А мы сверху идем. Туда ушел. Я не кидаю пока. У меня броня сверху. Да, вон они ползают на это залупе. Бля, снайперку бы найти. Обновите метку, где вы видите. Пока не могу. Короче, вот на этой хуйне, на вышке, Ага. на самом. Наверху, Смотри наверху, вижу. Что, 4 кому нужна? А? 4 еще кому нужна? Да, можно дать. Я зря стрелял, я мог голову, блядь, убить. Где снайперки? Сука, нихуя нет.
Да, я тебе скину. Спасибо. Кто сейчас стреляет? Это по тебе ебашит. А кто? С руин, я же тебе сказал. Вот с окна, вот окно. Окно дал метку. Я, вот он прям перед нами. Метку, метку, метку. Блять. Откуда? Садись. Лото, садись. Да вон я метку поставил. Вон. Лото, садись. Вон он снизу. О, хорош. Я не Лото, сяду. садись. Я не сяду в тачку, нахуя. Подымайте нас. Смысл убегать, там дверь закрыть. Убил одного. Не, у нас нормально тут все, он один был. Наверху, наверху, вон. Убежал он туда, дальнюю часть. По верхнему балкону. Вот туда. Один не залезает, опасно. Заберите еще кто-нибудь один. Вы, блядь, забираетесь кто-нибудь, нет? Да идем. Я уже забрался. Где он, блядь, не вижу. Где-то спрыгнул. Пока здоровье пополняет. Внизу, внизу, внизу. Не спрыгивай. Так у меня, сука... Нашел его, нет? Да, да, да. Не, просто раскидывай гранаты. Сразу откис? Нет, не сразу откис. Кройте, я пойду, хоть, может, болики у него есть. Я тебе могу скинуть. Бля, вторая фаза, пиздец, сейчас буду жрать. Третья фаза будет, парни, надо уходить оттуда. Пошли, чё? Ну, в сторону лотоса, в сторону идти, чё? Чё, боликов нет ни у кого? У него, кстати, глушак Ну, есть на ПП. Давайте, на сайт. не на ПП, на такой глушитель. На скорострел. Садитесь, давайте. Погнали. Болики, чё, мне скинь кто-нибудь хоть один, но? Ну ты поедешь, нет? Потом сейчас боликами раскидаемся. То сейчас зона нас сожрет. Охуенно, у меня 4 бинта, нахуй. А, у тебя все? Так у меня нету боликов, я сказал, болики есть у кого, блядь? Ну тормози. Нету. Сзади, этот тот работает, что ли? Уходи. Бля, жалко в эту тачку нельзя ничего скинуть. Ну вот тут тормози, короче. Перед Едем, у меня пульком. 3 бинта есть, едем. Выйди из зоны, главное. Я выйду. Блять, как это работает? Раньше автоматом все перезаряжалось. Можно вот тут встать. Вот, вон дальний шаг.
Дай болики, держи. что болики? Вот. Чё, куда бежим-то? Вот сюда вот чё. Сейчас будем с буткемпа встречать. Ракетница над СЕ. Ебать с этой зоной, блядь. Я предлагаю справа крыть. Тачка есть. Либо пешком. Пешком сейчас выбираем. А чё не на тачке? Где-то там челики должны быть. Вот по дороге едут. На этот гору надо забраться повыше. Да, поехали. Да куда выше ты, ёп? Тебя сейчас встретит там нахуй. Зайди в зону и сиди пока в зоне. Так как справа здесь встретили, куда тачка уехала. Ну понятно. Я говорю, с парадайса, здесь чуть повыше поднимемся с горы, а потом спустимся. Ёп. Да там челики уже по-любому в парадайсе, ёп. Парадайс-то хуй с ним челик. Я так и не могу твою логику понять. Ты чё хочешь? Обычная логика, повыше подняться, не надо ничего закрывать, просто поднялся вот здесь сверху. А с парадайса челики пойдут. Вот пойдут, значит, третьим. Здесь так не особо не видно ничего. Блять, чё за хуйня, не могу забраться на камень, блять. Илюх, не заберешься на камень. Ну я забрался. Ну здесь далековато. Не буду кидать. Была бы шестерка, я бы что-то ебашил. Если такая у тебя логика рассуждать, можно вот сюда вот просто на крышу забраться на парадайсе. Вот сюда вот, и мы будем на самой высоте. Вот, эта крыша впереди. Да дело не в этом. Дело в том, что мы сейчас по низу бежим. Понимаешь? Они нас сверху могут чекнуть. А мы сверху, видишь, ёпты, можно да видеть как, и вот, влево, вот, и вправо. видишь моя метка, видишь моя метка? Бля, Лотос, делай, что ты хочешь. Хорошо? Ты просто меня, блядь, я не понял, что ты мне хочешь предъявить сейчас. Куда ты хотел? Пошли за тобой, я за тобой побегу. Не, Куда не ты надо, мне скажешь? не Пошли. надо, сиди. Заебались. Сиди, там. Просто предложил то, что я считаю, ну, нужно. Ну все, и Сейчас жопу прикроем. Семерка искал. Потихоньку закрываем ее. А у тебя что, на семерках все? У меня только одна на семерку. 30 патронов, остальные все пятерки. Сейчас найдем место. Бегут, вот там. Внизу. Там один был. Вон он где уже, на камне. Вон там дальше. Вон в зону идет, походу. Ебать зону, надо было тачку брать на. Надо вот так идти. Она сейчас уже пойдет, блядь, бегите. 5 секунд осталось.
Вот они и съебались, почему? Да, в левее не... Так лучше правее крутить. Вправо, влево нельзя, он там вас накроет. Тут со всех сторон накроет, кстати. Кемпах есть впереди, смотрите аккуратно. Ну, тут как ни крути, нас везде накроет. Если бы только тачка была, это другой вопрос. Вот слева заглушитель работает. Илюх, беги, блядь. Я бегу. Я тебе взял семёр. Сейчас тут будет крыс сидеть. Да, по-любому. Они уже сидят. На, семер. Мой эск. Хуя, тут наверху никого нет, не верю. Крысть можно. Надо справа идти делаться. Я тут не спустимся. Да, слушай, блядь. Получается, чисто повезло. Угу. Получается, они у нас справа все. Угу. Также идем здесь. Да, на ту сторону в камне. Ну, здесь также перебегаем. Самое главное, чтобы сейчас слева никого не было. Тачка. За камень сразу отстреляем. Скутер какой-то что? Угу. Вот проезжает. Да. Я тупанул, где он встал? Я вот тоже здесь впереди справа. Вон там где-то. Ну, может, чуть правее. Вон бежит. Вон там бежит. Да, в кемпы вперед побежало тело. И вон бегут. Вон там. Ну там пускай пока бегут. Нам высоту бы занять, блядь. Макс проснулись. Ты помогаешь? Я типа высматриваю. У нас справа должна быть, вот тут. Лех, аккуратно. Предлагай тупо сидеть в пизду. Сядь за камень, не просто сиди. Не вылази просто, Лех, сиди. Я понял. Не, сюда, вперед, чуть-чуть. Он как раз около камня моего. Ну, можно сидеть, в принципе. Только мы внизу, блядь. Вот этот мой. Чё, сквад на сквад? Тише. Они убежали направо. Их встретили, там, не знаю, кто кого перехватил. Мотик здесь, значит, чел вот наверху, вон там. И справа. Вижу за камнем. Ног. Камень. Yeah. За камнем был. Все, я его доел.
Все осталось перед нами. 4 на 3 получается. Лежит. То говно, которое ехало. Когда мы там шли. Они либо справа, либо слева. Сидеть пока вздой, ничего смысл. Еще 2 дыма есть. Если что, 3 гранаты есть. Если что, нихуя нет. Ну вон там они туда пытаются запушить его. Они пишут, думают, что вы там сидите. О, под дом, вот сюда вот. Просто чуть-чуть не доутепляла, где они. Надо слева быть. Хуй знает тут где. Вам сейчас по-любому надо двигаться хотя бы поближе, мне так кажется, нет? Вот да, куда Лотос бежит. Пан, В окне. собери. Вот тут в окне. Бля, сука, вам гранату кинут. Вот тут Где лежит. окно? Вот тут он где-то был. Не в доме сейчас буду сидеть. Ух ты, блядь. Не кинул. Илюх, тише. Не докинул. В дом кинул. Куда, ну куда ты? А, снизу зашли, блядь. Илюх, нахуй ты побежал? Ай. Ну их 4, хули. Не надо было бежать. Я гранатами всех закидывал их, блядь. У меня 4 грены, блядь. 2 коли было, нахуй. Я просто кидал. Мне снизу пидор спрыгнул, блядь. Вы просто поспешили чуточечку прям. А мы вчера с тобой, Лотос, играли вечером, нет? Жалобу кидал на чувакам, Да, который сбоку да, там да, где-то да, залом. да. Забанили бан, сегодня. нахуй. Забанили. Тебе тоже пришло, да? Угу. Да, да, пришло. Забанили, нахуй. До 11-го, 6-го, блядь, какого-то. От 6-го 11. Пуля это какое число? На 1. Нормально сегодня баны так много раздалось. Сегодня когда зашел. Я сегодня, когда зашел в игру, мне пришло 6 или 7 уведомлений. Двоих мы с паном, когда играли, забанили. И сегодня мне тоже пришло. И еще пару человек пришло. Там 67 уровень какой-то забанили, там, ну, когда кидали ЖБ. 55-й, блядь. Ну, короче, все те, кто, блядь, в голову мне на... Получается, эта карта? Нет, на следующей карте, где буткэмп есть. Зона будет где-то вот здесь, любого, мне кажется, в Сосновке, нахуй. Мы далеко, мне кажется, прыгаем, нет? Более далеко лететь можно, не долететь. Нормально, давай. Ты руководящий состав, я пока корму схожу. А что ты куда хочешь? Где тройка? Да без разницы, куда ты выберешь, туда и полетим. Я курить пошел. Приду потом. Сейчас. 2 секунды. Да, вот тут место залутаем, нам еще не хватит, но. Какое? Да, еще. Вот это. Ну, можно. Нет, значит, ну там хоть рядом с мостом, просто если зона дропнется в эту сторону, она увеличится всегда на Сосновку дропается, блядь. Редко когда вроде дропается куда-нибудь.
если что, здесь. Че, куда? Сейчас на те два ангара прыгну. С нами никого? Вроде так. Прыгайте кто-нибудь сюда в начало, я в центр полечу. Давай я в начало. Я тогда здесь вот займусь, где-то оккупируюсь. Если с нами никого, нахуй. Нет, с нами не было никого. Но если баты есть, они сейчас телепортируются быстро, нахуй. С нами никого и ни одного оружия. В ангаре. Томик. Томпсон. У меня только прицел, блядь. Это топор, нахуй. Я пока Томпсон взял на всякий пожарный. Ну и мой любимый дробаш. Как всегда здесь, нахуй. Нахуй, пойдем с Томпсоном. Бля, ну сегодня пан, ты смотрел турнир? Ебать, сегодня там Нави показали, блять, мастер-класс, нахуй. А ты за кого-нибудь тут это голосовал, кто выиграет? Нет, я еще пока ни за кого не голосовал. Ну, сначала твист вроде бы как бы начали нормально, так, потом что-то просели, потом начали выигрывать, блять, эти, как его... Так, я могу отдать кому-нибудь X6. Да, куда бы его поставить, нахуй? Забери пока рюкзака, нет, третий дом, нахуй. У меня нихуя нет, есть что. Вообще, Томпсон и все. Ну, коряк хотя бы. Я ни за кого пока не ставил. Ну, Сказали, что пока не ставить. Смысла нет пока 16 команд не останется. Поставить. Да в игре. Пока смысла не вижу. Это нашел. Че нашел? Вот сюда. А, миник, оставь. Второй, наш шестерку, второй. Я пока Аха. с башом хожу. Аха, на шестерку. Реально в ангарах хуйта какая-то лежит. Каска вторая нужна кому? Да, он Не, вроде для тебя ее обычно нет. Ну, обычно я сам последний нахожу, я и дал метку. Тут вообще нихуя нет, блядь. Где-то бомж. миник. Да в ангаре лежит. Ладно, тогда пока Сразу как входишь. Сейчас поедем вперед в город. А вот там ближе. залутаем. Вот. Оставь, сейчас заберу иксовку, точно на него нужна. Я сказал, я взял шестерку тебе. Нормально. Буду скоряка убивать тогда. Больше нихуя нет. Чисто бомж на побегушках. Четверка есть еще. Ну зато коллиматор. Коллиматор был у меня. Глушитель на ПП. Есть. восьмерку Вертикалка нужна. Коллиматор забрал, кому надо был. Мне. Так, на, кому надо? Там четверку, шестерку. Мне шестерку нужна. Не, все, не надо шестерку. Дай мне коллиматор. Глушитель ПП там есть. Увеличенный магазин надо кому? Да. На калаш. Да. Иду, несу. Ебать мы. Слышь, на самом деле ты еще не промахнулся, блядь. А он в зоне, блядь. Я тебе сразу сказал, что мы нормально будем все. На. Шестерка мне не нужна. Отдай кому-нибудь. Увеличенный надо на Томпсон. Блять, глушитель на ПП тебе не нужен на Томпсон? Нет, нет, нет. Есть.
Что ты там, Алексей? Вон дроп нах падает. Ну он далековато. Пойдем он за- точку искал. Там, наверное, нет никого, да? Не. Такой водки нету нихуя, блядь. Сейчас чекну здесь лодочку. А, блядь, сука, канистру никто не находил? Нет. Не. По-братски, я На, хочу на нем, сука, полетать второй раз в жизни, но... Первый раз я Серега летал и разбился нахуй на нем. Я еще не летал. Я вообще ни разу не летал. Я первый раз летел и упал нахуй. Хотя все прочекал, как на нем летать нахуй. Бля, мне интересно, как на нем летают нахуй. Где канистра, блядь? Дайте канистру. В ангарах не было пан канистры? Не. Ну я Он уже где-то валялся, нахуй. но внимания не обращал. Сейчас прочекаем ангары нахуй. Я хочу на нем полетать. Если что, подымем. Блять. Да, подымем. Я в него въебался, пока смотрел. Поэтому не получится. Так ты не в этого уебался. Он здесь у меня прям на взлетке находится. Вот здесь вот прям. Блять, что, серьезно? Нет канистры нигде? Охуенно. Вы что, за дропом пошли? Пан, Да. чекни в ангарах канистру по-братски. Дроп ты вообще. Ну там где-то около ангара, что ли, упал. В Приморске дроп. В центре Приморска прям ёбнулся. Дай канистру по-братски, а? Я хочу на нем залететь, он так стоит чётенько. Туда четвером нельзя, да? Не, вдвоем сишек набираешь, гранат, сишек и летаешь там. Вообще чпачип. Я, правда, раз на него залетел, нахуй, а приземлиться я не знал как, и просто сорвался, когда приземлялся. Сейчас второй раз в жизни буду летать, если канистру найду. Нет, пока. Вон еще один дроп летит. Либо это челики летят. Челики, пан. К нам падут сейчас сюда. Но я их пока не вижу. Я Вот не вижу, рисовки где не дроп. хватает, вот. Мне, походу, отрисовки не хватает по этим челам. Ебать, что-то самолет уж вообще он в ебенях летит на. Не видишь дроп? Я дроп не вижу. Ну там есть веревка, но я не вижу челиков на этой веревке. Они уже спрыгнули. Да не спрыгнули, вон он как летит высоко. Чё за хуйня, чё за с отрисовкой сделалось? Я вижу веревку, но не вижу челиков. Не знаю, я даже дроп не могу найти, бля. Это ж хуйня. Смотрите, Нашел, нет? там. Может чуть сюда, в воду гляньте, по воде гляньте. Пролетим, посмотрим. Да. Хуя лет не. Блять, нету нихуя, чего мне надо. Блять, такой дроп нахуй не могу найти, короче. Нашел? Я чуть подальше проеду, гляну. Не знаю, я никого не вижу. Да-да, миномет сейчас сюда влазит. Только. Приходится жертвовать. Вот, поехали. Нашел каха, нет? Сейчас, секунду. Сейчас, секундочку, идем.
Пока, блядь, его ищем, могли полутаться тогда нахуй. Я миномет взял с собой. В рюкзаке. Хорош. Вы что, дроп проебали? Едь вот сюда. Сюда вот, едь вот сюда вот. На мою метку. И чекни воду на дроп. Нету, я там только что был. Точно? Да, сейчас еще раз заеду. Я вот сверху. Мы бежали вот так вот. Значит, где-то он вот здесь находится. Вот здесь надо искать. Ну, вторая метка, грубо говоря. У него фонарик уже потух. Назначен. Причем. Это его. Спасибо, я посмотрю. Так, лодка есть. Я уже всю воду прочекал, хороший. Да у вас он в городе где-то, может на крыше где-то приземлился. Чекайте лучше. Вы, блядь, полчаса дроп ищете, но. А тут тоже поищу. Блядь. Какой, бля, молодец, как будто нахуй. Если бы мы видели, бы сразу была бы машина, да, базара нет. Даже ответил, какую сторону он упал, но он уже потух, я так думаю. Сейчас я зайду и я его найду, но. Давай. Блять, вкус мешает, город весь посмотреть. Да ладно. Угу. Блять. Ладно, иду. Тихо, тихо. Вон типы едут. Вот типы плывут. Да, сюда, да, к нам, к ангарам. Да зачем ты стреляешь-то? Ну ёпта мать, блядь. Уходите. Зачем по нос стрелять, объясни мне. Они прям сюда подкатили бы, ёпта. Они видят, что я один, они и все. Хо, я попал. Че, вы по ним отстреливаетесь? Отстреливайся, тоже помогай. Ты высадил? Не. Ты зря, они ехали четко сюда, прям никого бы они не видели, ёпта. Кто это занял? Слушай, я не говорил. Вот, блять, ваш дроп, нахуй. Вот, блять. Вот на крыше лежит, сука. Сказал же, на какой-то крыше должен лежать, блять. Только туда хуй заберешься на этот дом, блять. Как вы его вот, искали, блять? На. Как на? Валера, блядь. Иди. А, да, вот он, сука. Только до него никак не доберешься, на. Сказал же, в город буду, посмотрю, блядь. Сюда плывут. А нет, я даже сюда здесь не запрыгну. Это не запрыгнуть. Можно. Нам с горы нахуй просто начнут петушить. Че, вы не поможете мне? Не, не поможет. Пойдем. Пан, отходи. Бросьте, вон там еще вам дроп нахуй падает, вон. Да я вижу. Идите, лутайте его, если хотите. Как, блядь, дроп чекали? Полчаса искали, нахуй. 2 минуты в город зашел. Там челик на дроп падает, Два челика. Челик в городе падает сюда. На тачку справа. Вот здесь челик на тачку падает. На какую метку поставь? Там я дал метку, вот прям на перекрестке, вот здесь вот. Перекресток, может чуть ближе. Вот, смотри, прям рикошет напротив тебя должен быть. Может, в дом ушел. Вот здесь, в доме, вот, в доме. Метку. Дал метку. Я себе. Он мне сейчас спину попадает на.
Дал тычку. В доме. Вот хильцы за стенкой. Пушка видна. Хилится. Смотрите, смотрите. Ушел. Убежал Сюда. вниз. К нему челик едет. Челик к нему едет. Чуть приспуститесь. Бля, мы на поле вышли. Зачем это надо было, бля? Первый этаж. Не, я пошел, короче, отсюда. Охуенно. Пизду. Охуенно, пацаны. Придумали пацаны. какую-то хуйню. Можешь поднять, как, блядь? Дым, лотос. Дым, лотос, дым. Лотос, не стреляйся, блядь. С всех сторон, и мы на поле, ёпта, блядь. Ну, чмо. Чё, это Кройся. чмо на первом и на втором? Вон двое стороны еще. На твоем месте там я сидел. Их там. Почему я, сука, его установить не могу, блядь? На моей метке трое там с той стороны. Дроп, наверное, сейчас пойдут латать. Блядь, прикинь, установить не могу гранатомет. Илюх, аккуратно. Да, он дроп. Что-то ничего не делает. Да вот, сейчас этих не надо считать, которые на дропе. Надо сейчас, которые с города нас давят. Бля, а эти где сидят? Да, Блядь, нет, я тут сам вот. же. Надо уходить. Да, что-то мы на горе, блядь, со всех Вот сюда сторон нас пойдем, еб- пойдем сюда, Да пойдем не. сюда, пойдем сюда. Моя метка хорошая здесь, вот точка. Дороги там тоже. Сюда, за яму. Яму. Вот он. О, ребят принимает на горе. Он сейчас в спину будет прикидывать нам. Моя метка, чел, блядь. Вас сейчас нокнут, сука, тупоголовые, блядь. Нет. Как нет, блядь? У меня-то нет. Ну, а ему в спину накидали. Я по нему смотрел. Там... Сказал, моя метка, чел, блядь. Да понял, вижу. Вовремя опустился. Да как он опускается? Я 3 раза ему в голову. Да как? На. Кто-то из нас попал. Угу. Хилься, пидор. И выходи на.
Каски нет у него однозначно. Дублируем метод. Не факт, что выйдет. Сука, он слева от здания. Я в сейве. Там спустится. Подымай Я его. здесь в сейве. Подымай, Не, подымай. тут нормально, не видно. Мог накидать дым. Все, я разозлился. Все, пиздец. Где он точка видит точно? Там Точно вот. пока нет. Их там не один. Не один он там. А где точно? Он прибегает. Где-то тут. Перебежал куда-то. У нас машина еще. Меня тут ёбнул. Все, не лезьте. Там сзади, что, тачка к нам не подъехала? Там дымы сзади. Бля, нихуя не вижу их. Тоже не вижу, у меня броня в ноль. Это откуда? Вот дом, блять. Сука. Ну я вижу, но я его не вижу оттуда там вообще. В доме на моей метке второй этаж, блять. Я с другой стороны, понимаешь, я не вижу его с этой стороны. Вырубил. И счет один должен быть. Тут вырубил. Искали. Снизу бежит, снизу. Снизу к нему сниматься будет. Смотри в окна, внимательно. Я по нему один раз попал. Ага, Вот поднялся, он тут. поднялся. Я не успел по нему пострелять еще раз. Вот сюда грену кинь. На второй этаж, на балкон. Вот, бля. Это там не я. Сейчас снизу выйдет. Тихо. Сейчас отсюда выйдет. Сейчас вот тут должны выйти. Тачка у нас сзади. Мотик, сзади, в зоне мотик. Здесь вижу. Тихо. Спина работает. Сука. Пан, аккуратно. Блять. Красавчик, пойдем Всех. заберем. А, что, тебя тоже Ричард захуячил? Понятно. Те двое, наверное, которых мы не добили. Мы ушли прикрывать зад. Че? А чё мы так убьем? Аккуратно, пан. Я лежа пойду. Ну мы пока в зоне, можно почекать. Блять, я не чекнул, почечка есть у них, нет? Не смотрел. У нас вот эти петухи, блядь. Это те, которые... Опа, Чек. передо мной тачка по горе, бля. Лучше лежи. Перед нами гора. Ждем. Ну нам один ходит. Либо тачку тут забирать, уезжать. Она, кстати, есть варик у нас. Там тачка.
У них внизу. Не понял откуда. Оттуда, где тачка. Да? Угу. Я лечусь и едем. Там на горе есть нас там примут. А нас больше нет. Толчок. Вот тут. Вот тут встань. Вот тут лево, влево, влево, влево. Давай толчок. А, вон. За тачкой. Охуеть. Это кто-то кинул четко греном, блин. Ты не заползешь, да? Пизда. Понятно. Он под шумок ушел нахуй оттуда. А чё у него за черный экран нахуй? Долго в городе они их искали нахуй. Очень и очень долго нахуй. Челиков очень долго в городе искали нахуй. Ишь. Он здесь нет, Миш. Ладно, давай подождем минутки 2 и поедем.
Будем ждать, будем ждать. Добрый вечер. Кто нас смотрит? Пока ждем-с. Ладно, я, короче, его кикаю, походу отошел. Ну, погнали. Чё. Здорово. Здорово, здорово. Сорян, что я тебе писал вчера, или когда позавчера. Ник похожий просто. Мерлин. Ничего, ничего, всякое бывает, чё. Куда прыгай? Слышишь? Слышишь, Мерлин? Или как у тебя правильно? Мерлин, да. Сорян, что я тебе писал, у вас ники похожи, а я пишу чуваку, он трубку не берет, блядь. Да, я говорю, ничего страшного. Я сам подугорал вчера. А я тебе звоню, ты не пойму, блядь, думаю, что он, сука, трубку не берет. Оказывается, я не тому пишу, блядь. Ты думаю, ты звонишь, трубку не беру. Что за чушь? А у вас иконка одинаковая получается, просто ник у него тоже отличается на букву М, и у тебя тоже так же. Думаю, блядь, что за хуйня, блядь? Оказывается... Что, и тоже Манчестер у него эмблема? Да, ник Манчестер. А ник у него другой. Ну тоже на М. А там после третьей уже не разглядишь, да? Да, я вчера еще жахнул там нормально. Нормально. Ну ладно, хуй с ним, разберемся. Вот с нами 2 склада летят. Да похуй. Наевать там нихуя. Просто покучнее лететь куда-то. Не, если хотите, можем вот здесь залутать, вот. Ну давай. А потом пойдем туда. Давай, а то я недалеко не Давай, давай, разворачивайся, 4-й сюда. О, Здесь, они тоже развернулись направо. Один ну, склад не полетел понимаю, на вот сюда, аэропорт, вот сюда вот склад упадут, полетели вот сюда направо. вот упадут. Получается, да? Давай Не, вот забираем сюда. вот это. Дальше чуть. Число зрителей 1. Хорошо, что вы меня посмотрели. Вообще 25 просмотров, аж, а я ебать того не хотел. Вот сюда одни упали. Пушки нет нихуя. Сейчас будем пиздить всех сковородкой. Кто-то упал еще. Сколько примерно там до них? Кто может сказать? Пацаки. Сколько до них примерно? Не знаю. Ну немного. Ну 200, 300. Ну давай с 200 начнем. Все, кройте, кройте. Сейчас посмотрим. $125 максималка. Смотрите, с 200 давайте начинаем. Метку примерно дайте, уберите остальные метки. Метку. Ну, блять, серьезно? Вторая Куда, метка? блядь, хочешь?
Нет, это я так нажал, блядь. Смотрите. Чё там? Дальше, ближе. Ща гляну. Да я сам уж посмотрю пока. О, блядь, ебать, 200 нахуй. Там все 500 нахуй. Иксовки нету? Бля, еще зона, сука, в жопе. Вместе нужно. Миник с 4х. Давай, давай, миник заберу, конечно. Все в ангаре лежит. Если еще пятерки к нему будут, то вообще буду шикарный. Пятерок не знаю, не посмотрел, есть. Я предлагаю просто найти тачку и съебаться. Которой здесь опять, сука, нету. Поехали. Сейчас найдем где-нибудь. Так, увеличенный. 45-ки надо. Вот там мочки есть. Но на нем надо ехать искать. Да, сюда вот надо ехать искать, вот в этом направлении. Туда точно никто не долетал. Ни коллиматоров, ничего не было, да? Не. Супер. Нихуя нет. Это так же, как и машина на дороге. Ну, может, сейчас здесь шар окажется. Угу. Ну вон, впереди есть. Давай залутаем или под зданием побыстрее. Надо... 2 портера, блядь. Надо хоть пару аптек найти, нахуй. Головку взял. Давай, это XX2 бегаю, нахуй. Тут пылесос у меня впереди лутает, нахуй. У меня нет ничего, ёбаный в рот. Я с первым рюкзаком аж бегаю, нахуй. Ты чё, там на крыше второй был, ты чё не Да брал? вот и хуй только что забрал, блядь. Вот здесь каски вторые тебе надо? Да нет, спасибо уж. Че, вы летите? Едем. Оно там еще фармит. Глушак есть на ПГ, Ох, захватите. Забирай, Илюх, садись к нему. Я выдвигаюсь. Давай, у меня ни аптек, ни боликов нету. 2 болика последних убиваю. И все, у меня я гус, нахуй. Сейчас тебе скину более этих бинтов. Вообще нет нихуя ничего.
ты такую взял, гробовозку? Кто стреляет у нас? Поехали. А, ты болик высаживал. Пересядь на третье место, я на первый сяду. Заебись. Пересядь. Сейчас. Бля, ненавижу эту машину. Нам главное дело выйти на ней на дорогу, но... Либо нам будет пизда. Ну, мы едем по дороге в надежде хотя бы мотик урвать нам. Потому что это горбовозки бессмысленно ехать по полям. Быстрее, пан, спизжим тачку. Пробей колеса сразу на автомате. Колеса. Тачка была, да? Я обратил внимание. Ладно, дело ее не перевернуть. Но это еще более-менее не переворачивается. Интересно, они только открыли и... Там есть кто у вас? Нет, машина уехала. Ну здесь вот открыли зону, эту комнату. Тут за зоной, которая машина в серой, садитесь. На дороге вот типа. Так, готов стрелять. Они меня выключат. Твою мать, опять я поменял нахуй. Корректно поменял нахуй. Ёбан. Чё ты говоришь? Ну-ка, весь. Короче, пока я менял оружие, блядь, коряк сбросил. Охуенно. Так, здесь мотик, значит здесь есть челики. Там где-то вы заехали уже дальше. Вот двое бегут, вот. Подбили. Там вызванный дроп прям сюда вот падает. Можно зачекать. Вот челик бежит. Вот. На мотике прям. Баттер падал. Он еще один за горой.
Все слева запустили. А вы пан за нами зачекаем. Еще на 207 запустили друг. Поехали где-нибудь почекаем что-нибудь. Четвертый. Да, нет иксовки. Смысл на Нет, снайпер, я снайпер. Быстрее лутайтесь. Снайпер какой-то убить, сразу метнуть. Вообще похуй какой, да? Ну лучше корят, конечно. Миник. Миник. Нету, да? Миник. Четвертый. Хоть здесь пошел. Вон там миник. А патроны ты все спиздил, заебись. Давай 50 дам. Вот так. Поровну будет. Пойдем посмотрим, может домашний из них. Я и шел, чтобы патрон на нее найти. Че, пятерок нету, что ли? Погнали, похуй. Быстрее. Уебывайте, блядь, прыгай в тачку! А что, побазарить либо не с ними? Я вышел, вы сидите в тачке, что там делаете? Дрочите, что ли? Я вышел, Я метку дал, поехали вон туда нафиг. Да я поведу. Садись, а то я подлагиваю. Справа сядь. Заебись, мы перевернулись. А их зовут. Забирай мотик, поехали. Одного заберу, сейчас один на мотике поедет. Забирай панка. Ну! Сейчас с тобой на мотике. Вот он. Пиздец, мы первый раз на них перевернулись. Заглуши, не пойму, где кидают. А, вот здесь. Дроп слева. Забрать надо. Дроп, знаешь? А сейчас там самих заберут. Ну, а смысл больше не вижу. Да, чисто поле, конечно. Да мы готовьте. Эх, нет. Я ж даже не залутал. Просто. Аккуратней.
сыграть. Не пойму, откуда кидает. Я съебываю быстрее. Одного. Я сказал мотик сейфти. Поехали. Вот тачка, если сходите выйти за зону. Сейчас будем с X15 миника работать, нахуй. А нету больше иксовки. Вот, челик. Сквад там. Не вижу. Ну Тачка что ж, снизу едет. 15. Беттер едет. На дроп. Снизу. Ох, кому-то Не стреляй, не стреляй, Беттер едет. Снизу Беттер едет. Да, он Я сейчас лёг. заладит нахуй. Почему именно я? Специально лег так, чтобы не ненавидеть. Лег специально. Вы чё, рофлите? Сзади тачка. Я съел просто, я вас не понимаю. Попортим им нервишки сейчас. Горючки нету, блядь. А вот здесь челик. Пусть еще один приляжет. А у меня нет смысла сейчас, мне надо их закрыть, и все, я труп. Отойду на минутку.
А у них ни тачек, ни хуячек нет, да? Как повезет. Бля, X15, X8 надо скинуть. Да как, сука, так, блядь? Я думал, на перезарядку ушел, блядь. Сдохни, чмо, блядь. На нахуй, пидор ебаный, блядь. Я думал, он на перезарядке, сука, я и выглянул. Я специально не перезаряжал. Миник X15, блядь, сука. Ой. Вас там что-то по одному сшибали, я в ахуе был, блядь. У меня солярка просто закончилась, на. Илё. А меня Беттер толкнул машину нашу, где сидел Каха. И вот Надо он было меня в и тачке забрал. сидеть. Я не знаю, я увидел Беттер, я сразу за дом побежал. Думаю, сейчас, если что, он проедет, я в тачку прыгну. Он проехал, начал разворачиваться, я быстро в тачку и по съебу. Сначала подъехал, хотел квас поднять. Блядь. Че, у нас получился паровозик Томас, нахуй? Ну. Один за всех и все не за одного. С нами летят справа.
Чё, кто с нами падал, нет? Падал кто с нами, да, нет? где мы упали? Где мы Рядом упали? со мной. Падали, нет? Да, рядом со мной один. Да, да, да. Главное дело не проебать, есть ключ. Где мы упали-то, блядь? А, все, я потерялся чуть-чуть. Такой, ебать, где? С другой, да, стороны упали? Да вон там, где лотос бегает. Сейчас опять пизду получится. Есть в ангаре. Бля, вот еще один челик. Вы чё, ёпть? Чё, видел кого-нибудь? Да, вот за этой цепочкой. И один вот здесь. За цепочкой уходит. Надо добирать. Ушел. И там еще. Они все на полицейском аккуратно. Крышу открыл. Двое их здесь вот прям для... Трое. Гранат нет никого закинуть туда? Все. Я закинул. Ну нахуй. Там трое. У меня такой это коряки, бля. Там их трое было. Ну такой коряк. А еще вот. Побежал, один зашел в дом к ним. Еще. Противоположная сторона. Просаженный хорошо. Вот тут в окне стоит, ребят. Флешка. Я сам ослеп, блядь. Все, вырубил. Как ты вырубился, сука? Нихуя вы не вырубили. Еще один, сука. Каха спускает. Ты ёбнутый, что ли? Да нахуй по мне ты ебашишь, блядь. Без разбора, Егор. Да ты ебанутый, блядь. Иди подымай. Сюда зайди налево. Налево. Второй Да, этаж. ебать. Уходите, ключ заберите у меня и уходите. Я пойду Ебать, пиздиться блядь. дальше. Ключ у меня заберите, аптечки, голограф. А всех положили? Нет, двое на втором этаже. Двое блядь. там бегают. Вы сказали, нокнули, я и пошел, Пожалуйста. блядь, туда. А ты видел метку, которую я тебе давал, где нокнул? Стой, как? Сейчас, блядь, пизды получишь. Ну, Грен, сейчас посмотрю. Второй этаж. Погоди ты, блядь. Броник. Сзади. Охуенно. Он за забором, Илюх, да. уходи. Выпрыгивай За просто. тачкой. Еще раз. Еще раз поднять можешь?
Справа сядь. Поднимай. Коряк бери. Коряк-то... Бля, они заебали. Отойдите, говорю, ёпт. 4 минуты, пускай воюют, чё. Да вы сайте сразу же есть же быстрее. Добивай, пан вытекает, добивай. Подымай. Подымай У нас резко. крутая катка. У нас крутая катка, он поднимает. А я просто как приманка работаю. Третий раз, четвертый ты не выживешь, но. У меня последняя аптечка. Отходите, отойдите, еб. 3 минуты осталось. Там мотик есть. Ну уйди и через вот эти ангары сзади. Вот здесь вот отойдите, еб. Катка хорошая, еб. Справа идут, справа, пан, справа, слева. Право-лево, еб, все, син солома, нахуй. А еще есть кто-то в доме? Да, слева вас обходит. Аккуратно, Лёх. Почему не вы ставитесь? Слева бегут. Пан слева. Да, здесь. Поднимитесь на крышу, хоть с крыши, может, повоюете. Илюх, отойди от дыма. О, мне повезло. Поменяй броник, есть второй броник там. Не броник, не каски. Ляг. Он тебя Дай увидел метку. за машиной. За машиной тебя сейчас даст. Грену кинь. Справа вот машина под тобой. Да нихуя не... Да у тебя молот есть, ёп. Справа машина. Вот справа чуть машина стоит, за машиной сидит, че ебал. С этой стороны? Нет, с твоей. Вот, внизу вот, тачка машина на за дороге. деревом, Да, вот здесь, да, вот за деревом. А, вот это, да? Да, Вот это. да. Там броник второй лежит, нет вариантов поменять Забустайся, его? Илюх, ляг и забустайся. Да как Что так-то? это было, блядь? Вот ты меня спрашиваешь? Охуенно. С патроны летят, ебать. У меня еще, блядь, этот... Откуда ты, сука, стреляет? За машиной. 30 секунд протерпите. Вон обходит, видишь? Пошел он нахуй. 20 секунд осталось. Да, за машиной так и выглядывает. Наконец-то. Заебал. Придет поднимать его. Не добивайте, главное, ее. 8 секунд. 5. Блять, за какой машину хоть? Я Дай хуй метку, пан. Блять. Все, я на воскрешение. Вот. Всё, Дай мне этот. на Есть что-нибудь воскрешение. кинуть? Всё, Что-нибудь давайте. кинуть есть? 4. Я их замутил, ты только один разговариваешь. 4 слышно, нет? Да. Бля, да ты на другом конце, сука. Угу.
Я вроде в зону зашел. Далеко еще. Все, я вас размутил, если что. А то я боялся пиздеть, это мало ли. А я тут в удачу играю, понимаешь? Вроде нормально сыграл. Катка просто. Да, шар запустил. Хуй знает, что нам повезет здесь. Давай, иди сюда. Попробую крышу занять. Давай, ты живи. Велмак будет, скажи. Угу. МК-12 есть? У меня на семерку. Че, мы к ним летим, да? Тебе болик нужен? Сейчас посмотрим. Ну да, к ним туда, на край нужно лететь. Секундочку, что-то пошло не так. У вас есть кто-нибудь там? Вот сюда вот на зеленую падали, типа. Ошибку что-то выдало, сорян. Вроде нормально, сори, ошибку выдала. Ну что, вот на этой горочке можно остановиться. У Велмага нет такого лишнего? У меня нихуя нет. Кроме пару одна, блядь, аптечка. На, АВДшка. На одну аптеку дам. А мне влезет, думаешь? Смотри. Влезет. О, вижу. Давай от зоны не пойдем. Нету балута вообще. Густо. Не густо, не густо. Вот, к нему еще идут, кстати. Далеко вы чувствуете. Очень далеко. Зеленый еще. Да не надо. Там дохуя. Мы сейчас не зайдем в зону. И вот как раз кенты, которые в кемпах, вот по ним работают. Которые упали с ГУЛАГа.
Давай к второму пока что. Илюх, что у тебя по иксовке? 8. Нет, ладно. Ты на коряке играй. Я тебе могу вместе с ним отдать, ты чё? Вот, бегут по полю. Я не играю на фриках. Вот тачка едет, тачка. Тачка. Вот сюда прилетает. Надо поджать ближе их. Вот он хилится за сортиром. Да не надо было, зачем? Мы потом в Ты зону как не они войдем. вот слотенький? В зону не уже в зоне. войдем. Да не эту зону, потом не зайдем. Надо на верочку подать. Я и попал на верочку ему. Я перед собой пока никого тут не вижу. Да хули мне тут с четверкой делать, нахуй. Там у них Вон там в городе бегают. Восьмерки поди, Вон в блядь, городе. пятнашки, нахуй. 2 маскохалатика, блядь. Через дорогу бегут. Нам надо отсюда почти не стрелять и спуститься вниз. Сейчас зона, где Что они прокнут. все вон там. Вон я их вижу, они передо мной бегают. Надо зону прокать, ждать. Минутку. Ой, ничего, не надо нам спускаться. Наоборот, их надо принять, высоту занять. Что-то это встречаю. Нужен, сука, увелмак. У меня 20 патронов. Хотя бы быстрого доступа, нахуй. Ладно, хуй с ним, прошьем, увидим. Что-то тут мне не нравится сидеть за деревом. Могут только если вот отсюда куртануть нас. Они сейчас в городе, все. Ну, На третью двое метку, маскохалатик, третью точно. метку держите, берите лишние метки. Третью метку поставьте и все, где сейчас увидите челик. Вон мопед едет сюда, слышишь? Мотоцикл едет. Угу. Вот здесь, когда будет, можно Качать. его принять. И он туда Он поехал. свернул. Интересно, у нас спина открыта, закрыта. Я чекаю спину. Дроп упал. Спина вроде закрыта. Никого не вижу, но если какая-то крыса только где-то сидит. Че, приеду за дропом, наверное, не? Так, вот эту тачку они здесь спиздили. Смотри, сейчас вот отсюда будут заезжать. Вот Тачка, едут, тачка, едут. тачка, тачка. Работаем? Камень. Вон там челики за горой. Сквад. Сквад, значит, чекает дроп. Нет, они чекают тех, которые на тачке. Да, на дроп гранаты кидает. Вот тачка остановилась. Жопу один кто-нибудь держите. Никого не вижу. Они все за камнем, что ли, блядь? Там один челик был. Маскхалайт стоит. Вот дерево. Илюх, уйди сюда! Уйди сюда, быстрее! Ты чё ж сказал, чекайте?
Вот пан, вон там. Я, блядь, стрелял вот туда, здесь прям за на нас. дерево, нахуй. Сзади вас? Жопа, да. Сейчас дам точно метку. Хилься, ляг, хилься. Вот здесь. У меня не вышел нихуя. Я дал метку. Там ебаш, не дай божена. Сейчас к нам еще раз в жопу зайдут. Жопа, я вроде двоих нокнул там. Вот здесь. Вот там один еще возле дропа, который упал, вот он сейчас будет там. Блять, зону даете? Нихуя не. Вот дерево, вот дерево. Вон справа. За камнем, ребят. Откуда? Где камень? Синяя метка, блядь. Ебать, синий. Нам зеленую мы не закрыли. Киньте дым на меня только. Дым киньте на меня. Дал, хэт. Блять, сука, ухари ебаные. Попросил же дым кинуть, ну. Вот он на камне, блядь, сидит. Зеленый дал. Так, а где люди у вас? А вот здесь впереди где-то двое должно быть. Мы закрываем жопу, вы закрываете перед. Вам просто надо было чекать его. Сука. Я подыму. Сейчас будут закрывать они его нам. Егорик, идет у нас. Двое. Сука, сверху что ли еще? Сверху. Что я сделаю? Вы не техник. Нам сначала был одних закрыть в жопе, сзади меня. С горы ебашит. Мы поделились, мы вдвоем вверх держали, вы вдвоем не сдержали. А смысл, никто ничего не сделал. Просто поделились нахуй и сдохли, ебать. Не надо было делиться, и мы поделились, и пиздец, нахуй. Мы ее сверху не закрыли, и низ проебали, нахуй. Пока вас нокали снизу. Просто надо было, блядь, дым кинуть, и все, нахуй, и вверх закрывать. Ой, вот раз что-то вообще хуёво весит. Сейчас подождем, может перезайдет.
Мне там пища нравится. Он что-то вроде говорил, отошел, что ли, вроде как. Не знаю точно. А, вот все, слышь, что? Здорово, связь есть? Зорик. Алло. Связь, ты мне хуй ты готов нажал, блядь. Ладно, давай, до свидания. Ты будешь играть? Ты будешь играть или ты со своими? Погнали, что я заходил. А, ну давай, давай, давай. Второй. Появился. Егорик. Опять паровозик, Томас. Ну все то же самое. Ничего не меняется. Егорик, у тебя что осталось? Да, чё? Да не, просто хотел сказать, что пришел ко мне, помог. Я могу прийти, если хочешь. Давай. Оформить решение. Не-не-не, мы так и не играем. Не, мы только это, по крепкому напитку. Я лучше 2 бутылки водки возьму, чем вот хуй. Им падает слева. Ну, они на вот сюда, на общаге, мне кажется, либо в центр сюда тянут. Дубль 2. Партия поменялась. Сейчас будем помирать, на. Шар есть, если что. Бери с собой, зараза, чтоб мы сыграли. Ничего нет вообще, нахуй. Тем более. У меня 1 патрон в корике, заебись, да? Нормально, я с минькой бегаю, нахуй. Уходи, Илюх. Броня нужна.
Коряк тоже хорошая вещь, но мне что-то больше нравится скорострелки сейчас уже пошли. Ну, не всегда по-разному работают. Это я полностью согласен. Так, все, я залутался. 45-ки есть там у тебя? Сейчас буду их высекать. Дай хоть возьму второй рюкзак нам. Хорошо, что не шлем, да? На шлем никогда не везет нам. Странно, там упало 3 и 2. Еще никто с кем не перестрелялся. А, кстати, вот тут тачка. Так что начнем. Что-то они какие-то тихенькие. 3 и 2. И все в крысу, да, походу? Угу. Давай потихоньку. И зона тоже в очке. Давай, может, в зону Я сразу? предлагаю вообще в зону полететь, да. Полететь на шар есть. Ну давай к нашим. А где шар был? Мои метки на второй. Забери ее. Я пока шар разверну. Это кто? Вот тут челики. Охуенно, блядь, я сказал. Вижу, где, блядь. Передо мной. Только не дави, пидорас. Она сейчас задавит, блядь. Куда они вообще? А я хуй знаю, их здесь не было. Вот, блядь. Полетали, блядь. Блядь, со всех сторон ебут, блядь. Я оттуда. Все. Отсюда откуда-то ебут меня. Но я, грубо говоря, в сейве. Если будет варик забрать. Они сейчас будут ждать, чтобы вы побежали. Уходите. Уходи. Это тут челик, ребята, тачки. Блядь. Уходите просто отсюда. Меняй пушку, Лёх. Один нажми просто и все, она сразу меняется. 1, 2, 3, 4. 2 минуты вам прожить надо где-то. Пидор ебан. Ну тачка у него там горит. Не ходи, не бери шар. А хотя возьми, уходи. Уходи сразу левее уходи. Левее, не на эту, не играй. Еще левее бери. Да там четвертый, я не знаю, что. Некет. А, его там ебут походу. Вон баги можем съебаться отсюда. Давай, иди до баги. Не нокайся, главное дело. Надо затащить, нахуй. Подъедь просто к бугру сюда, где ты чекал баги. А он пересядь руль отдашь ему. Давай, едь. Вот сюда камешку впереди. Все, отдай руль.
Уходи, едь, блядь! Ты чё сидишь-то? А чё ты не можешь-то? Уходи, едь! Уезжай просто. Чё? А, у него интернет. Едь, блядь, едь, сука! А, ебать, интернет, да. Вроде отлагало, Я сейчас смотрю у себя и пиздец. Я хуй какая-нибудь тебя не убили, нам. Ему надо руль передавать, когда он в тачке, у него интернет лагает, нам. Я, блядь, залез, у меня все и пиздец, нахуй. Едь просто в зону, нахуй. Я тебе дам метку, просто едь сюда. И завис, нахуй. А, все, завис. Ну, еду вроде. Едь по дороге, едь, я тебе скажу, когда сверну. Да я понял, живите там вы, нахуй. Ебать, у тебя интернет топовый, нахуй. Он когда в тачке, ему сразу руль надо передавать, нахуй. Вот сейчас будет поворот направо. Здесь уходи. Да, уходи. Вот он, сейчас этот мост. Если доедешь. Он закрытый. Закрытый, едь прямо, едь прямо едь. Вот через это проедешь мост. Возвращайся на дорогу. Тебе осталось 20 секунд прожить. Ну 40 пусть. Объезжай город, выезжай на трассу. Едь по этой трассе. Направо. Давай, едь. Вот через этот мост проедешь, если что. Да я понял, что следует. Вот. Если солера хватит, блядь. Ну и потом сюда заедешь. Сюда. Если доедешь. У меня шар еще есть, но я спиздил. Да ты можешь вызвать шар и все. Тормози, вызови шар. Отхилься и вызови шар. Уйди только чуть-чуть подальше. Левее уйди. Уйди левее. Ебать, у тебя фризит, на. Ну где кто есть? А, кто-то в центре воскрес. Пиздата пан тебе. А, нет, это четвертым. Я. Мать, убавь, пожалуйста. Сейчас сдохну. Чё ты там так сдохнешь? М24 лишнее лежит. Ну и чё, куда чекать-то? Едь куда-нибудь. Ох, я сдох, значит сдох. Я сейчас тоже сдохну. Я с Никичем рядом. Там в домик зайди, там М24 лежит. Чисто без патрон. Ну я тут и посижу, похуй. Засядь здесь, вот. У меня челик впереди.
Спасибо. Нет никого? Есть, конечно, вот один пидорас за деревом. Дай метку. Метку дай. Мне сказали прыгать. За твоим ровно деревом? Ну да, вот прям около камня здесь, вот тачки. Вижу. Мимо еще упало, с вами двое там в лес. Как раз на эту точку. На крыше еще один. Двое. Я все вижу. Сука, у меня патроны закончились, блядь. Папа идет. К тебе идет. А у меня все, у меня патроны, блядь. Он его поднимает, Егорик, на крышу. Прям на лестнице, вот, да, вот здесь, вот, смотри. О, хорош. Еще один ползет наверх. Пойдем. Я даже не хилился. А, нету все оба, ёбнутые. Я некий-то поднимаю, ты Илюха, добей. Давай, я вниз спускаюсь. Стой, уйди, блядь! Ты не видишь, что ли, воды, блядь? Здесь. Блядь, вы ебанутые, сука, вы прям идете, там АВД, блядь, работает. Не слышите, что ли, нихуя? А может там по кайфу? Кому? Да не китос, ебать, там АВДшка работала, блядь. Да. Сказал, вот Сорян. Я быстрее шел добить их, блядь. UMP. Скидываю. Я твоя любимая уйдет. Так, у него должна же на UMP что-то быть. Егорик, вот за деревом. Вырубил за деревом, меня кто-то другой еще вырубил. Иди сюда, ползи в дым. Пан, в дым. Я вот. Он бежит к нему, бежит. Четвертый, ты что меня не поднимаешь? За дерево кидай. Да в дым, туда маю тебя, я пристрою себе. Да. Уже откисли. За дерево. Крену кидай. И спускается вниз. Я вижу. Да, вот здесь. Один ми. Блять, тут у меня крыса сидела. Я сука не видел, лежал, пидор. 49-й. А, что, всех нокнули? Хилься, у меня крыса на дереве. На моей метке. Сзади пано. К тебе бежит.
Но он тупой, он 59 уровень, сука, я не видел его. Чё, нет аптек? Как видишь. Еще где-то есть? Да, вот это У меня там 59 остался. Бля, кто-то один, кто-то один. Вот это 59 остался, вон он. Он тупой. Он лежал, сука, я забежал, блядь. Ладно, давай, тащи. Справа, справа кто-то бежит к тебе. Справа повернись, пан. Справа, еще правее. Вон они. Двое, трое. Твой, блядь, сквад целый. У меня возьми, говорю. Надо было меня забрать. Блять, ничего нет. Просто бомж на выживание. Всех подзабирал, бля. И ни у кого аптечек. Странно, что эти дурачки нет мою гранату. Их же там трое было. Да, и никто не отреагировал. Уехали только двое, по-моему, или трое. Не, все уехали. Передо мной прям. Вон он вниз побежал. Я вижу их Да-да-да. трое. Ты бы оружие зашел, поменял. Он справа, посмотри внизу. Он стоит слева стоят в спине твоей, вон. К тебе бегут справа. Справа, сзади уже. Да, блять. Да похуй.
Чё, кто отвалился? Пан. Давай 2 минутки, сейчас я ему напишу. Ладно, поехали, он все, Илюх, пока. Салам алейкум, алейкум салам. Да, чуваки, соло играет. Сейчас, подожди, найду хотя бы 2 челиков из рандомно. Стой, секунду. Сейчас повисим немножко. 2 минутки, сейчас все обновится. Подожди, поедем. У вас. Давай пока на высокое поставим. Но тени мне не нужны, я не вижу смысла их ставить. Почему такая, блядь? У вас там все, когда я смотрю, переподключиться надо. Попробуем, хуй знает. Даже с телефона, когда я захожу, чекаю, один хуй какая-то такой. Отрицание, может, потому что режим стоит игровой. Да, игровой. Не знаю, вроде все нормально у меня. Сейчас лобби перезапустим. А то что-то, блядь, вообще ничего не показывает, нахуй. Бак, ебать. Сейчас, подожди, давай доберем 2 челиков. Здорово, есть микро? Кинь там своему. Кто с тобой сидел, если чё? О, все. По микро что у вас есть? Нет, нету. Еще от одного.
Так мне, блядь, не важно, все на кону. Микро. Да, есть у него, есть. Так я не услышал от него, я, блядь, не тебя спрашиваю, а его. Ладно, будем с вами прощаться. Ждем адекватов. Сейчас Сереги наберем, посмотрим, во сколько он зайдет. Сейчас я ему в дискорде напишу. Там вообще у чувака средуха 5,2, ебать. Я не знаю, таким ботом надо быть, ебать. Сейчас я его чекну. А, я не могу чекнуть, да? Не могу чекнуть его. Давай пока посмотрим, сейчас посмотрим. Да, я покурить схожу сейчас и увидим там что. Чекай пока, только выше и свои средухи подбирай нахуй. Не бери там 5,2, там вот таких долбоебов одноклеточных. Они вообще. Ну давай сейчас подожди, я покурить схожу, наберем.
Ты чё там, не чекал? Есть кто, нет? Ой. Блять, я не знаю, сколько у меня на мышке зарядки осталось. Давайте прочекаем. Значит, пойдет пока поиграть. Чисто фул рандом соляного. Поехали, кого-нибудь доберем, алкашей. Что ты говоришь? Они в самое мясо прыгнули, блядь. И поэтому суета пошла. Ни шмоток, ничего нету, вообще лута не было. Следуй за мной, Мура. Эй, братишка, помнишь меня? Не помню. Каха я. Да, братан, хуйню не всегда по-братски. Взрослый пацан же. Мы, бля, с тобой играли уже. Ты со мной не играл. Играл я с тобой, мы, блядь, обучали друга. Да, я не помню. Друг с тобой играет, да? О, мы как раз на этой карте были. Бля, по-братски жопу закрой. Ты чё, а? Не помнишь меня, да? Мурат, ты чё не прыгнул в цель? Всё, не брат ты мне больше, гнида чернобытая, да? Ты, бля, чё, не помнишь, ёбнорд, мы с тобой рубили здесь, нахуй. Иди сюда, Илюх, там зон займем. Так, скидываем, подбираем. Вон челики. На всякий пожарный заберем. Здесь писал, возьми, Игорь. Ну, давай, иди сюда. Я пингую жестко. Надо корабль быстренько лутать. Там толпа уже.
там пятерок дохуя вот здесь. Найди мне винчестер. Ура, ты где усы? Что там происходит? Пока тишина. Там я видел челиков. Пойдем в эту хату зайдем на крышу. Всё. Болики есть, Хильси? Мини. Все, пошли в зону. В зону. Ой, темная карта, блядь, пиздец, нахуй. Братишки, у вас там есть прицел какой-нибудь? Их 2 там? Я ж тебе давал метку. А тебя будут отправили, нахуй. Не, на меня слышит. Эй, брат! Сильно брат, а? Сейчас, Антис, как какой ты мне брат гнит, черножопый, блядь. Я с ними играл, блядь, уже, они просто не помню голос, я народ. Да, блядь, ты не мог со мной играть, я месяца 3 точно не играл. Я играл, блядь, ты вот этого брата обучал, ёбаный рот, на этой же карте мы с тобой были. Да, блядь, да не. Беги просто прямо. Иди сюда. Второй. У меня есть 4 вторых прицела, бля, если кому-то надо. Забирай, забирай. Да, давай мне тоже. Идемте сюда. Они лутали здесь. Дробаш. Идем в зону. В зону идем. Пачечку найдешь, по тарантар скажи. Винчестер. Винчестер взял, тебе надо? Есть винчестер. Тут самый оптимальный вариант с него ебашить. Пошли в зону. Патрон. Пока туман войны. Вот здесь кто-то есть. Жестко работает снизу. И чё, брат? Давай, карты очень темные, блять. Ну, блять, сделай яркость экрана. Ну, яркость не помогает. Карта сама-то по себе темная. Там джунгли. Я кто как узбеков научил разговаривать. Ох, бля, по мне работает. Пидорас. Вот, блин. Я как узбек кто научил разговаривать. Эй, узбеки были там, строили дом так, до сюда, да? Че, не рассыпался дом? Да, пока, да. Нормально. Узбеки были и прошаренные люди. Там плов, все такое готовили. На плове этот дом построили, да? Да. Ох, мелебец. Иди возьми каску вторую. Есть. Сука. Пачечку нужна, жопу.
И дай хотя бы один прицел, ты же говорил 4 есть. Бля, я же скинул все там. Где? Я даже метку Бля, вот ты натуре. Ох, бля. Мы видим, заходим. Метку дай хоть откуда работает. Вот. Илюх, не кидай, пока в зону не зайдем. Все, в зону зашли. Вижу. Поднимай. Бля, почему такая карта темная? Куда сел, лучше хоть говори, блядь. А ты что, не видишь, что ли? Вижу, просто хуярили по одному и убежал вниз, блядь. Красава. Там что? Кто-то у меня бежит. Взяли, да? Не уходи сюда. Успеешь от меня поднять? Да. Болики есть? Хилься. Да. Хилься быстрее. Бинты есть? Бинтами хилься. Да, аптечка, все у меня есть. Бегут к вам. Готовы. Метку не забывайте ставить. Вот на метке один бегал туда-сюда. Перезаряжай снизу. Где сейчас побежит? Метку, ребят.
Вверх. Чё там? Иксовка есть, Илюх? Тройка. Дай тройку. Скинь тройку. Нет, говорю. Тройка, блин, тройка нужна срочно. Вот здесь тоже сидит за толчком сидит. Тройка, что такое? Иксовка Прицел, есть, тройка. Быстренько надо, по-быстренькому. У меня, блядь, Там АВМ, нужна иксовка. А, блин, нету вообще никакой. Я с коллиматором хожу. Точнее, с голографическим. А откуда работает? Илюх, не понимаю. Он в трупаке, в том тройка есть. Да, давай, быстрее. 45 секунд есть. Не успеешь отхиливаться, я тебя больше не поднимаю. Наверху на горе, крас. Болики есть? Пидорас, вот пидор. Ползешь к нам? Да, пытаюсь. Ну, я навряд ли он добивает, сучка. Блядь, зона у них. Один еще с этих, с кемпов он хуярит. Откуда, блядь, здесь АВМ есть, нахуй? Зона, может, была опять-то. Мне пизда, давайте, тяните вдвоем. Блять. Долго очень думали, ёпть. Очень долго рожал. Мне нужна была иксовка. Мне брони, не было ни каски, нахуй. Жди сейчас. Жди, когда найду челиков адекватов. Не было вообще просто ничего. Можем с кодом поехать, дуо. Здорово.
Здорово. Здорово, есть микролем, привет. Есть. Ну все, поехали. Леха, так мы только что с тобой играли, не? Чё, пацаны, куда будем? Лех, со мной? Не, Милеха, ты только что со мной играл? Но. Да ну, этих шкалеров, зря его пошел поднимать. Да они, блядь, чуть не понимают. Чтобы выиграть, надо просто тихонько все делать. Тут не надо, блядь, вперед лезть, на машинах ездить, блядь. Я тебе говорил, надо было его лутануть, блядь. Надо было. Давай вот на капоте станцую, блядь. Ладно, все фигня, туда прыгаем. Блять, надо где 2-3 склада, потолок. Не терминал тут не было места. Ну тут вообще похуй вообще. Сюда, 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 и сюда, и сюда. Главное вот это место облететь. Прыгай, прыгай. Прыгай. Четвертый. Добро. Не, будут. Во, гудок, я, блядь, оттуда не долечу никогда в жизни, нахуй. Есть тачку, вот тачка есть. Буханка. Впереди тоже у меня буханочка. Ёпта, с комфортом на Хендай.
Сука, рублей. Давайте сразу вот сюда, на армии, оттуда ближе до зоны, когда добираться. Не? Возьму. Тяжелый приклад могу отдать. Сверху хочешь? А ну отдай. Совку найдешь, дашь мне? Едь второй. На тачке, там тачка у вас стоит. Да я уже почти добежал. Четверка есть. Возьми на всякий. Адрес нужен. Компенсует, когда этот я. Вилмак нужен на калаш. Выше четверки найдете метку, либо забирайте. Могу поменять. На четверку могу поменять. Чего ты можешь поменять? Шестерку. Ну, попозже, если что. Потому что не понадобится. Тачку в зону валим.
Ну, либо шар. Блять, хотел болик подобрать. Мат на калаш. Не было нигде. Что это такое? Магазин увеличенный. Быстрого действия есть, Макс. Таскаю. Да быстро в духуя скидывай, нашел. Понятно. Быстренько мотаемся, попробуем. Ты нашел Леху иксовку? Четвертку, да. А чё ничего не сказал? Иди поедем в зону. У тебя есть тачка? Нету. Есть мотик, уходи ко мне на дорогу. Сюда уходи. Да бегу. В зоне кого-нибудь отожмем. Четвертый выходи за границу. Давайте в зону, чуваки. Почему у меня нахуй действие прерывается в машине? У меня аптечку не зайдет. Поедем здесь по трассе зайдем. Дал метку на тачку. А мы на точке? С одной минькой бегаешь? Да, пока. А что там не было? Ничего нормально? Не нашел. Скинь метку. Прыгай в тачку. Пойдем залутаем что-нибудь. Иди здесь забери. Коряк есть.
А ты Ямакаси, нахуй. Да, я М26. Ой, ебать, там люди есть. Вот в этом доме. Меня М24 на коре. Сидит в окошке. В каком, блядь? Во втором сверху. Где-то отсюда кидают. У меня ж C4. Отойди-ка. Метку кидают. Отойди, выйди из дома. Выйди. Я сушку кину, сейчас разъебет. Уходим в тачку, быстрее. Уходим в тачку. Да этот хуй где? На втором, наверное, этаже. Быстрее. Прыгай. Как? Ты чё, блядь? Да. Вот он отсюда ебашит уже. Я в сейве. Блять, когда я говорю прыгайте в тачку, я больше хуй буду тормозить нахуй. Четвертый, подними хоть, блядь, кого-нибудь, ёбаный в рот. Я в сейве. Там чел упал на парашюте. Ты поднимаешь третьего, я первого. Он вот здесь поднимает одного челика из своего. Быстрее беги, Илю. Давай. Поднимай сразу в тачку. Там челик впереди, видел? Ногнутый валялся. Надо его добить и уходить. Добивай, не хилься и добивай. Подожди. Залезь. Не подойди. Не надо, там сзади, вон на этом. Егор, видел? Поднимай так. Блять, я не вижу откуда. Он на горе Я полез. Да на горе это похуй, я покажу, чуваку ебал там, не знаю, и он куда-то побежал. Не знаю, оттуда хуя. Челики, прыгайте в тачку и погнали. Илюх, хилься в тачке. Заедь туда, заедь за дом, за тот заедь, за синий. Залазь. Погнали. Нахуй за синий залазь, мы уехали. Погнали, надо в обратную сторону. Охуен, да? Тебе надо где-то... Короче, через мост, блядь. Стой. Он не пол. Ты долбоёб. Можете ехать куда хочете. Да. Охуен ты тормознул, у тебя окик просто зашкаливает. Сейчас сам разъебу. Давай, отойди. Сейчас посмотрим, нахуй. Кого ты разъебешь, блядь? Я Надо не было на прыгаю, мотике, типа. блядь, прыгать и все, нахуй. Да пусть прыгает, хоть бегает, нахуй, пизду, нахуй. Текать вообще. Да смысл? Мы не проедем ни туда, ни сюда. Едьте за мной, едьте за мной. Едешь? Лёх, как кидать будут, ныряй. Едьте, просто прыгайте в воду.
У нас нет больше выбора, они здесь. Да, вон один вот у камня справа хуярит компонент. По тебе ебашит? Кстати, оттуда он ебашил. По мне. Вон где желтая метка. Смотри туда. Желтую я давал, я знал, что там они были. Я не понял, они на перроне стоят или что ли? Нет, они стоят вот здесь, вот здесь вот чувачки стоят. Еще вот раз дублируем. Для тех, кто не видит. Вали, они что, съебали что ли? Нет, я тебе дублирую. Вот эта метка, вот первая. Видишь, там камешек есть. Такой камешек непримечательный. Они стоят за камешком и нападают. Так в чем проблема, блядь? Сказал бы мне, ёбаный рот, мне очень. Я тебе до этого метку давал. Сказал бы тебе. Я бы тебе сказал, как на тачке поехал. Ты сказал, ты разъебешь всех. Я тебе давал метку. Хули бегать нахуй постоянно, надо стреляться нахуй, это игра нахуй, тебе надо дал стреляться. Хули Шляпу найдете. Это игра, я понимаю, но ты не один. Вали, надо въебало давать. Ну, понятно. Что все не въебало-то? Ебу нахуй, мы же считаем нахуй. Челик впереди бежит. Прям, дай, Игорь, челики, не кидай, Илюх. У меня есть глуша. Я тут камень чекаю сзади, который. Только за камень не уходи. Он нахуй бегает. Вот. Вот здесь, вот. Вижу. Вижу дома. Хилится. Также за деревом. Обойдите кто-нибудь один. Обойдите справа один. Давай, стараюсь, блядь, слева пойти. Справа, справа. Справа, а не слева. Но. Возле дерева, но. Блядь, Егор, спустись, я за камень уже попал. Я тебе сказал справа, блядь. Все на солому, нахуй. Я видел слева челиков, еще есть челик на деревьях. Иди в низину сюда, в спину. Челик. Вот дерево. Дерево. Вот камень. Дал один раз. Камень, дерево. Каски нету, броника нету, но. Блядь, сука. А там их не один, там их штуки 4, наверное. Я таил. Также моя метка ебашит. Он бежит. Ни брони, ни каски, нахуй. За деревом заяц. Ну, ждем. Вижу, тычку дали кто-то. Сзади, смотрите, по нам тоже откуда хуярит. Вон, сзади двое. Он бежит к бегу.
Метку. Так они с кем-то ебашились. Они ж развернулись, Чекайте жопу кто-нибудь один. Еще один 100% есть, потому что они сразу легли, Где? Синяя? Вон где-то... Вот здесь вот, вот здесь вот. Так нам в зону надо заходить 45 секунд. В зоне разберемся. Зайдем в зону, в зоне будет ясно. По низинке, если пойдем, будет все нормально. Чуваки есть впереди на мосту. От камня в зону заходим и все. Отсюда с рельефа разъебываем. Смотрите, слева там бежали двое точно. Чекайте во все стороны. Вот тут вот низинка интересная. Вот. Метка. Моя. В зоне сдохнуть, наверное. На том берегу реки точно никого нет, нас давно ёбнули. Мы закрыли там. Могут плыть. Впереди, может быть, есть. Так у моста, да, может быть. Есть на моей метке. Ты погодь, ты, блядь, не Я уводишь. вижу. Это БРДМ. За камнем или нет? Вот лежит. Есть. За тачкой готов. Да, там. За любого был. За тачку убили? На желтый метке. Двойным. Да, просто назад это исиды и все, нахуй. На зона пусть сами пиздуют. Отойдите назад. Я не вижу. Да вот, блять! Моя метка, вы чё, рофлите? Уходите! Ебать, вы как не видите? Грену туда. Грену. 2 нока.
Один еще остался за камнем. Забирайте его. Можете запушить их. Идем, идем. 4-й. Грену в дым, блядь! Да я ж только что кого-то ёбнул там. Не, это не этот. У тебя патрон нет. Да, патрон у меня забери. У меня патрон есть, и гроза у меня. Вы рофлите? 1 на 1 давайте. Но у меня патронов не было, ёбаный рот, что я сделал? За камнем жди его, побежал к тебе. В низминку спустился. Вот здесь справа смотри. Тише, тише, Лёх. О, красава. Топ-1. Да. Ебать, лошарики. Нет, все-таки калаш на этом, на глушаке имба, блин. Чё он, все что ли? Да. Здорово, солнышко. Как жизнь? МР. Чё? Кто? А чё, кто-то вышел, да? Кто-то вышел, да? БЛР, откуда ты из Беларуси? Заряжайте там несколько. Давай. Что у тебя есть?
Всем привет. Здорово. Откуда с Беларуси? МР. Ресанс. Ты чё там? Чё тебя не видно было? Да я сгорел. От пана? Да. Я и смотрел. Он вышел. Зелебоба что? Все? Наигрался? Кто Зелебоба? Ну, челик с нами играл, зелененький был. Каха? Оп. Каха играл с нами. Да. Сгорел? Нет, он не сгорел. Он спать лег. Сколько килов сделал? Кто? Сейчас. Да сейчас мало. Ты видел, кстати, Нави вырвалась вперед, ёпт. Ну, это так, это же групповой. И когда 16 команд ебать. берутся. TeamSpeak сначала этот вырвался, как его? Блять. Ну, Твинс. У них очков сколько было, ёпт. В 30-ник вошли, я сегодня смотрел целый день. Нави был на 10-м, на 11-м месте, сейчас они на первом. Они уже посмотрели, что Твинсы эти, что они уже на первом, и как бы они так выходят, они уже А сейчас они уже на 5-м, ебать, Твинс. Но они проходят, все равно там сколько, 8 команд должно пройти. Сейчас они на 5-м месте, ебать. И что, с ихними киллами, и сколько они на плейсменте были? Да. А сегодня 22 команда забирала, потом... Они не парились уже играли. Нави забирала топ, потом кто еще забирал? Блять, какие-то еще команды забирал топ. Я сегодня смотрел. Так, я... Бля, ну я, конечно, охуел. С нами двое. Когда они просто давали катку, ебать, они просто ехали, задыхали. Просто играет. Что такое пулемет? Заебись, а как отсюда выбраться, нахуй, вопрос? Сейчас помогу, подожди. Ну, ясно. Alt F4. С нами кто прыгал, нет вообще? Вроде да. Двое в начале города. Вот. Бля, ну конечно пиздево, они сегодня так поиграли. Да. Убавь чутка. Мать! Ты меня дрочишь? X3 лишний. Убавь, блядь! Пожалуйста, заберу. Сейчас вырублю телевизор, нахуй. Да, на этой карте или... Ну, редкость. Только если с дропа. Я сегодня, кстати, тут АВМ лутал, слышишь? Имба. Ну, правда, меня ёбнули, когда я залутал. Без иксовки с клеватором ебашил. Еще один 2-3Х. Давай, тройку заберу. Винчестер, если найдете, буду очень благодарен. Хотя бы какую-нибудь иксовку мини, винчестер. Что там не слышно? Да пока нет. Никто не падал с нами. Они отходили потом до того города следующего. Можно обратно. Мэр, забери троечку, пожалуйста, если... Я забрал, вертикалка лишь. Давай. Убил маг. Иду. Иду к тебе. Скинь по-братски. А вертикалку?
Я сейчас так постреляю. А есть что-нибудь наподобие винтовок? Хоть каких-нибудь? Сам X3 заберу. А каски второй не было? Пока не видел. Я один дом, 2 буквально пролутал и все. Можно? Я сейчас найду, сейчас кину. Где тройку можно забрать? Надо кому еще тройка? Мне нужна. Я бегаю второй подойди ко мне. Иду. Тройка есть, если что. Где-то впереди на горе хуярится. Тут все Я на метку, короче, я тебе на метку второй скину. Иду. Что ты там скинешь, тройку? Да. Я тогда выкидываю свою. Ну еще дал метку. Увел маги надо? Нет. Да пока компенсатор компенс будет. надо. Да. Компенсую только один. Да нету тут нахуй никого, блядь, все двери закрыты. Болики надо кому? Снайпа какая-нибудь нужна. А кто тут лутался в гараже? МК-12 Ай-яй-яй. МК-12. Даю метку, взял миник, к ним патронов дохуя здесь валяется. Я понял. Патронов очень дохуя валяется. Увел маг нужен кому? Нет, нужна вертикальная ручка и какой-нибудь глушитель. А я только что был отмечал по моей Да стороне. вот, возьми вот эту хуйню, ёпт. Уменьшенная рукоять, она тоже нормально работает. Вот вертикалка, если чё. Я дал ему метку на вертикалку. Я бы право, через право. Вот каска вторая. Кому нужна была? Иду. Мне коллиматоров, я походу эти. Вот 2 аптечки. А не компенсов ничего не было, да? Нет. Легкая рукоятка есть. Кому коллиматор нужен был? Я с этой точкой поиграю. Коллиматор. Да мне не нужен. О! Пошел, блядь. О, М24. давай сюда, папе. Ты серьезно, даже такие винтовки есть? Да, я знаю, где даже можно лутать. Открою карту, тебе метку поставлю. Это дроп, да, летит? Тут парашютов нет. Точнее шаров. Имэр, жду тебя здесь. Надо левее проходить. Левее Я в проходить курсе надо. вот с этой горы. Но здесь все заудано.
Жрут штуками. На метке челики. Ушел. Убил. Там их трое, там один поднимал, и там было двое. Вот. Здесь один. Не зря. Надо было пробежать сейчас зону, потому что стреляться. Так мы в зоне, я в зоне. Ну, ты-то в зоне, мы-то нет. Так я жду, я их байдю. Байчу. Сюда зашел. Смотри их тогда, если видишь. Пока не вижу. Винчестер кто-то хотел? Да, где Винчестер? Метка стоит. Второй, ты что ли? Нахуй, я то не хочу идти. Если заберешь, я тебе отдам МКшку. Миник с 14 стройкой и со всей хуетой. Это хороший лутаться там уже, давайте уже воевать. Нифига не слышу из-за шума. Моя метка. 2 челика видел по горе. У тебя тоже один. Бегу к тебе. Иди сюда ко мне. Давай. Скидывай. Блять, ко мне. Близко возле тебя или нет? Не, далеко стрелял. Понял. Ты поднимите? А вот здесь одного нокнул на метке. Ну да, я его там ебашу по нему. Долго, сука, сэмки этой надо тапать. Берстовый. Блять, ты там срёшь, что ли, мать? Спасибо. Вот здесь челики. Здесь челики. Да. И мэр, можно вопрос? Ну. Мы вчера с паном играли, короче, у нас дроп пропал, блять, прям. Челик с тачкой въебался и дроп пропал. Челик на тачке, вот как до вас был, дроп, челик на тачке въебался, и челик и все, дроп пропал. Ну это баг какой-то, я не знаю. Я хуй, он потом выехал, и, блядь, наверное, через полкилометра мы только его увидели, нахуй. Когда он нас убил, нахуй, мы его увидели. И его забанили потом, нахуй. Да, мы баны скинули 4, его забанили, нахуй. До 11 числа. Давайте левее крутись. Нам надо попробовать, да. Я нокнул одного на метке. Вот. Блять. Здесь я нокнул одного. Проходим дальше. Я не прошел. Ну это, блядь, мне не нравится. Вот он, на грибке. Ты нокнешь его? Прикрывайте. Я подыму. Не успеешь, я теку. Я сам сейчас не успеваю. Отхилиться, нет, я не успеваю. Вот здесь, ну, здесь нокнул. Мэр, там еще двое. Одного убил. Забирай, есть варик поднять? Аккуратней, там справа на горе. Четвертый варик, поднимай быстрее. Ну, Хорошо, на N выбухку, ёпть. Ай. Вот там. Да, на N, ровно сверху там. Сам. Ну, видишь?
как гандон, нахуй. Я ж Ну, сказал, без что там еще прикола. двое. Я Егор, у на него в цель. зоне челик. Но он Я сейчас понял. должен откисать. По сути. По сути, он должен откисать. У меня в пятой фазе, блядь, за 2 секунды слетела эта хуйня. Вон один на горе, вон там, я тебе метку кидаю. Метки удалять. Лишние. Ой, пиздоболы, блядь. А, за Купидон? Да это я так чисто по фану создал группу, чтобы знать, кто когда заходит туда. Там пан, ты Ясно. и все. Ну так чисто по фану. Я сейчас до сих пор там все. Че, может, давай? Нужно в мульти полететь. Вау. Там нормально дропаться. Ну, есть, да. Уже поздно. У меня есть поляна. Тоже не будет. Сарен, что говорит, телефон звонил? Не, нормально. Я просто видел, Мы обсуждали просто. Куда прыгни будете? Да. Я обычно, когда телефон звонит, я за паном прикрепляюсь, но этот жук, сука, умудряется сюда первее меня прикрепиться, но. Чё, нет никого? Вроде нет. Да можно лутать общаги тогда.
Забирайте здесь общаги. Хотя бы 1-2 человека. На метку Шары, падают всё. или туда, или туда. А, не дальше полетели, ясно. Третий шар. Это требуется шар. Мы в зоне. Практически. Потому что тут валяются везде. Нет, просто если будет шар, забирай шар. Ну это не вопрос. Топовая МК нужна кому-нибудь? Нахуен ты там прыгнул? А я тачку заберу. Вот искали. Господи, что за ебала нахуй? 2 этажа ни одной пушки, нахуй. Бывает. А у меня вот пушки есть, только нету брони. Что-то вы как-то слабенько были. Третий рюкзак. Вторая бронь. Каску вторую метку дайте. Мне на неё Есть. сегодня не А, везёт. ну, уже нет. Нужна снайпа, прицелы, как всегда, короче. Я шестерку забрал. Если кому надо, скину. СКС надо ко мне? Шестерка есть, коряк есть в доме. Всему. Зайдете, я заберу. Я скину точнее. Четверка, там пятерка. Танку скидываю. Шестерка, Да, короче, ненавижу никому не ставить. нужна, да? Скидываю. Давай, да. Кому? Тебе? Второй тебе? Бегу к тебе. На твоей метке не скину. Емку у тебя спиздил топовый. Я тебе отдам. Я Я скажу, забрал. что нужен этот глушитель на калаш. Компенс на эмочку прямо. Ну и вроде все. И так-то я залутанный более-менее. Потому что если фул буду залутанный, я сейчас быстро сдохну нахуй. Правильно. И мэр, а ты, кстати, смотрел, они этот ложат как его? Который гранатомет. Не гранатомет, наверное, как он называется. Который хуярит, ставишь и наводит. Ну, гранатомет. Гранатомет. Или миномет. Ну, короче. Шасси Миномет, лишний, да? миномет. Сорян, ошибся. Они его ставят, короче, и хуярят, ебать. В рюкзак можно ложиться. Прикинь, я только сейчас узнал. Недавно. То да? В рюкзак, что он ложится. А еще прикольно есть тактический рюкзак, и туда можешь и оружие дополнительно ложить, и этот миномет. То есть 2 оружия там ложить. Да я смотрел сейчас у этих, как они ебашут. Ебать того уродного. Коряки надо? Не, я с мощником уже. Че? Я Да. мощника нашел. Отмечу. М24 магазин, если надо кому. Второй этаж.
Скорострелка кто играет? Мощненько. Отметил. Коряк, блять. Ой. Продался бы, но увы. Нашел мощинку нахуй. Ну вот, мы в зону пошли. Ну я точно. Хотя шар не хотите поискать? Да пускай зона, мы в зоне. Зона сойдется, потом идем смотреть, куда дальше. Ну, сейчас ментовку залутаю и бегу. Я прям фулочкой по-быстренькому. Только шар еще. Почечка не надо? Надо. Метка. Второй этаж. Угу. Бля, мышка что-то тормозит нахуй. Короче, гонконгская эта поляна, заебался тут бегать нахуй. Короче, приму удар, компенс на коряк, либо такая себе. И семерки, если будет. До хера тут лутайся. 50, ебать. Да у меня есть сотню. Короче, я уже залутанный, мне уже надоело. Ну тогда и метку хотя бы на пачку семеров. Ну тут в домах, ёпта, шо. Я дал метку на этот. Ну что, на почечку. Не могу я вторую метку дать. Да, у меня есть. Ну, на всякий Я не пожарный. тебе. У меня есть 165 штук, но мало ли не хватит. Сейчас я прибегу к вам. Сковородки что, пропали, что не ходит? Такая же хуйня. Мне сегодня раз 5 она спасала, нахуй. Просто в нее попадали. Тут лодка внизу есть. Перекрыть. Должна стоять. Постоянно стоит. Пизду, мне нахуй птичек уже. Сайгу никто не хочет взять. А он настоит. И перейти можно. Мне кажется, движется. Ну, зона ближе к северному пойдет, скорее всего. Я так думаю. Пока ты поедешь вот здесь вот этими кемпами на лодке, тебя быстрее ебнут нахуй, чем мы тачку найдем. Не, просто вот переплыть на тот берег, да и пойти нахуй. Чтоб не через мост вон тот не идти нахуй, где я вечно сижу нахуй. Вот видите, сейчас стало ярко.
возвращаемся. Ой, опасная моя, опасно. Но нету выбора. Так, а чё у Блядь, меня тут где-то... тачки Чё? У меня тут стреляются. Вон впереди дроп вызвали. Здесь 70. Красный огонь, недалековато. Впереди, говорит, дроп вызвали, сука. Тебя хуй поймешь, я все карты прочекал, ебани. Думаю, МР впереди бежит. Где может быть дроп впереди него, нахуй? Здесь 70. Ай, блядь. А там, блядь, красная это хуета была. Ты просто, блядь, бог тактики, нахуй. Глушительно калаш надо. Кому глушительно калаш надо? Мне. Что у тебя на калаше, компенс? Или коллиматор стоит, или пламегаз? Ничего нет. Ничего нет. Тогда я не отдам, я тебя подогнал с бизона. Тачка справа. Мотик, блядь, тачка. Мотик. Да не надо, ёб, дай тормознут. Ну ёбаный, блядь, ты не попадешь на такой скорости, это шанс 1% из 1000, ёпть. Здесь полетели, дальше едут где-то. Ну уж они байдят, блядь. Чувачки. Тут стрелялись еще раз, говорю. Вот МР крыша, видишь? Два челика. Поехал только что хуй. Моя метка, надо в зону зайти сначала. Ты сегодня до скольки МР? Ну, выходные. Значит, до победы, да? Главное это, на пятки не наступать, тогда я не сгорю. Так, я сегодня тоже загорел дважды. Я выходил, пошел смотреть. Не, просто понимаю. Мишки, просто ты играл понимаешь. рикошет. Я видел, с кем ты играл. Не, просто понимаешь, спану, даже когда ты там отходил, мы еду катали, все. Ему сколько объясняешь, ну, блядь, ну не садись рядом со мной, блядь, ну есть же еще, блядь, ангары. Нет, понимаешь, я уже лутаюсь там, он подбегает, берет аптеки, нахуй, бусты и, типа, чё нахуй. Но я пошел рашить без бустов и без аптек. А я сегодня играл с ним так же, мы играли. У меня не бустов, ничего, Мы ехали, мы 3 дропа залутали. И все 3 дропа он сам залутал. Я говорю, ну у тебя уже есть фу, ебать. Ну мало ли мне что-нибудь другое понравится. Он скидывал все каски, я говорю, нахуя? Нахуя, говорю, ты скидываешь? Кому надо тут залутать? Ты уже залутанный, мы тебе дали дроп. Так, еще самое интересное, меня... Короче, мы с Никичем Вот, пошли убивать, мы их убили, и он только потом спрашивает, где это было. Когда уже раз 50 там метки я ставили. уже сегодня это, я в это... сегодня уже игрался. Это все понятно. Спано? Да. Ну у меня это, я так чекал, канал настраивал на ютубе и с ним как раз катал. Он пригласил, а я это, канал настраивал. Я флангану правей. Да, чисто по рофлу настраивал.
Что, видюху сейчас поменял, компьютер нормально, Yes. все нормально. Ну, можно и постримить что-то. Надо флангануть их, чтобы они смотрели нас дальше. Может, зоны побегут. Главное, чтобы тут в кемпах никто не сидел. Есть что сзади. Тут лутано. Ты не слышишь? Надеюсь, эти. Нет. Это спереди. Да, присядь по-братски, второй, третий. Дай доброе дело. Да нет, вроде никого. Так я уже пробежал там. Ты слушал их? Да, я к дому подошел и на альт ушел, блядь. Думаю, блядь, мало ли МР пробежал, они может сидят где. Шара, блядь, на 170. Да нахуй он тебя. А, да, это они вызвали. Мать! Ты глух. Крыш. Надо обойти сейчас. У меня тут баги рядом. Там машина стоит. Я делайте тишину сейчас. Пусть не, пускай улетают. В упоре. Кто грен кинул? Тут баги есть, можно вдвоем перетянуться будет. Поедет кто? Или пешком все? Давай, поехали. Давайте пешком. А эти улетели? Угу. Тачка. Закрываем так. Сколько линия? Сука. Десант, ёпта. Добежать. И Чикитас это тоже здесь, Сауму.
Сзади спина стреляет еще. Метку. На той стороне метка стоит. Вот зато спину ебашили только что. Вот и откуда? Оттуда, откуда, блядь, изначально было. Ой, видишь, опять хуярят спину. Ой, блядь, сука. Здорово. Тачка. Ну я же оранжевые, сука, стоят. Не за что. Красавчик. Блять, я, наверное, не успел. Поднимай. Все, я отсек. Блять. Сорян. Да ладно, нормально все. Там за камнем. Чуть левее метки. Тебя можно поднимать? Поднимай. Спустись пониже. Все, он отсек. У меня возле тачки. Здесь нам бежать куда никуда, я не знаю, куда мы бежать. А тачку туда? Броника нихуя не будет, да. Сейчас поедем, подожди. На как зону блядь.
через верх, тудой, нахуй, бежать. Сюда мы не объедем. Сейчас посмотрю. Бля, хуёво. Погнали. Бегом, бежим. Давай. Она еще и дымится. Давай, 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 давай. Прямо в раз. Или вниз, под табличку. Из любого. И тут они везде. То не факт, нахуй. Ну она, бля, видишь, она ж неуправляемая. Ну вот, не, ну вот, я понимаю, ну вот если сейчас, если бы ее не развернула, я масхалатника бы снес. Ну, блядь, что сделаешь? Там она по бурам особо пиздато не ездит, да. Проехали. Особенно это, блядь, чувырла, на. Подбитая. Я думал, мы даже не доедем, она взорвется, нахуй. Ты до последнего ездила, когда, тем более она же не сразу же взрывается, дает еще 5 секунд. Да колесо, блядь, пробили, за счет этого она, блядь, развернулась. Можем в студию прыгнуть. Там дохуя лута, я уверен, нахуй. И прицелов дохуя, блядь. Можно в школу полететь тоже. Что за школа? Это? Можно на школу. Точнее, ну не школа, а что это там? Ну, скул написано, школа. нахуй. А чё, гудок? Не, ну вообще самое заебись, наверное, вот сюда, нахуй. Чё, гудок не Там, хочешь? там точно дохуя. Да, ну, мне вообще похуй куда. Можно и туда, если тачки будут. Не, ну, смотрите, без разницы. Два, может, взял на школу, а потом уже если тачки будут, туда уже и начал. Ну, давай, давай. Вася. Бля, братан, ты не узнаю, ты не пьешь фьюз. А ты с Беларуси откуда ты говорил?
Борис. Первый метод, да, мы летим? Борисов? Я недавно со сборов с Борисова приехал. Ища. Но на локомотиве вашем этом, блядь, на поле. Там играла недавно, блядь. Кто там, блядь? БТ, по-моему, играла. Короче, Бориса выиграл, по-моему. Ну, с энергетиком, с студентом. Да. Я на этом матче был. А с снайпером получил. Не, с гробом. И весь знакомые, да? И Васа, давай встретимся, ебнем по 50 грамм, да? Он недавно приехал, неделю, можно назвать. О, бля, и мэр летит, один челик внизу тянет, вот. Я вижу. Он уходит левее. Он тачку ищет. Тачек нету. А он сюда уходит, в ангар, вот сюда. Он налево отвалил. Ой, вас. Хочу или падайте на центр, я в ангары полетел. Ну падайте, мне похуй куда. И смотрите этого челика, блять, а то прибежит в крысу еще. Меньше разговоров. Он же убирается. Да, наша позиция остался жив. В зоне. Там у него файт с кем-то. Шестерка я взял кому-то. Вертикалку тоже взял кому-то. Кому надо. Слышно, нет меня? Да. Да. Коллиматора только нету. Да что так это пустое нахуй хуета, блядь. А что надо? Да все надо. Что надо? Не, ну пушки вот... Ну, вот и пушки. 24 собрать надо. Ага. Ну, М416, а тут? Коряк. Возьми. Да, дропы там Два сзади. коряка здесь, два коряка у меня. 4х лишний. Шестерка есть, я же говорил, шестерка вертикалка, если кому надо. Шестерка я бы за... Давайте, догоняйте, я скину. Я подойду. Сковорода. Да. Аптек и коллиматора нету на калаш. Компенс будет, Ну, вообще я будет шикарно. сковороду нашел. Радость-то. Семерки здесь. Вертикалка здесь. Фу, это точнее... Очечка. 8. На М24 АСВ. Ну, я ее ставлю еще на коряк и такая хуйня. Я не ставлю полтора 6. Имар, дай, сука, коллиматор хоть один найди, по-братски. 6х лишнее. Да есть тоже шестерка с вертикалкой. Возьми, я потом заберу. Не успеешь. Мать. Что тебе лучше найти? Мать. Дай салфетку, пожалуйста, Семёрка. по-быстренькому, по-братски. Поменяю глушитель на... Иди нахуй, пидор, ебучий отсюда, сука. Точнее, наоборот.
Все, ничего не надо. Уебок пивас мне пролил своим хвостом нахуй. Что хуя ебанёл? Я его завтра же это продам нахуй кота. Я уже просто вроде бы везде обижался, нахуй. Нет. Так, кому ты шестерку? Мне. Нет. Не. Где как же? Четверку отдам. Пизда ему. Пускай молится нахуй. Всем богам, что есть на свете. Ламик, если надо. Могу отдать. Нет. Ну, пускай молится всем богам на свете нахуй. Вертикалка, сейчас я только доиграю. Таскаю кому-то. X4 надо. Ну, блядь, хоть что-то коряк, нахуй. Блядь. Хуйню дальнюю стреляющую. Коряки, метка стоит. Я ж давал метку. Коллиматор кому-то надо был. Надо? Семерку надо. Штук 200. Семерок, штук 200. Угу. Велмак нужен на калаш. Если будет, приму в добрые руки. А чё, шестерка и вертикалка никому не нужна? Я шестерка. Мне надо, блядь, чтоб что-то стрелялось. Иди сюда, третий. Я тебе подгоню шестерку, блядь. Или тебе МР надо? Не, мне это тактическая ложь надо. Тактическая ложа есть, сейчас соберу. Забирай. Сейчас я тебе заберу ее. Тебе одну, две? Одну. Все, на М24? На М416, блядь. Ложу не по чечку. Увеличенный магазин искал. Вон, блядь, по-моему, он. Давай. Тебе понял, у меня нет такой пока что. Возле меня, походу, челик. Увеличку сейчас заберу. Сука, одни мутанты ебаные, рот ебал, нахуй. Семерочки хотя бы, десяточку надо. Скину. Вот у меня 50 и 50, ебать. Очень маленько. Надо оглушительный калаш. Отдам Да возьми коллиматор, ёпть, и все. Коллиматор я скинул, блядь. Да, коллиматор тоже нормально на калаше работает. Не знаю, почему вы коллиматор не оцениваете, ёпть. Я голограф беру. Так я имею в виду глушитель на калаше и компенсатор на калаше. Это тоже нормальная вещь. Так я про глушитель говорю. Ну, я не знаю, почему глушитель, блять. Это просто, типа, он... И все. Потом по челику, блядь. О, сорян, МР. Какого челик? Который на метке был. На 4-й? Да. Так. Этот дом. Ну как, не поедь.
Сейчас, кстати, должны с зоной полететь, чуваки. Если что так. Так, наша надо. Вертикальное цевьё. Выкидываю. Ну тут кто-то есть, нахуй, двери открыты. Аптечки нужны. Надо запушить. Похуй. Да, пизды. Ну, Точно. он. Слепую я еще кинул. Ну да, он вертикалку вот здесь кинул. Каска тоже вторая лежит. Магазин надо, кому-то нет? Все есть. Да хуй его тут нахуй нарисуешь, его нихуя тут нету. Дальше ушел. Бля, Дальше, братан, нахуй. если так будешь переживать, мы вообще ничего не сделаем. Я не переживаю, его ищу, блядь. Утекает, нахуй. Кому там семерки нужны были? Да я набрал уже, все, хватит, спасибо. Тоже двери открытые, нахуй. Так Вот он, везде значит, сюда двери побежал. открыты, пацаны. Ты просто чекай его, и все. Зайди в зону и чекай его. Слушай, а какое лучшее нахуй дуло? Короткое это, блядь, или вот длинное, нахуй? Какое короткое и длинное дуло? Длинные только не палит твою, это, как его, блядь, выстрел твой не палит. А так без разницы. Пламя газ, Смотря как ты целишься. Короче, лучше длинное, правильно? На снайпу, он как этот пламя-гаситель и компенсатор. Так, на снайпу пламя-гаситель длинная, а компенсатор короткая, ёпть. Да. Блять, спрыгнули что ли? Не вижу. Да, спрыгнули. Они сюда не на край не полетят. Давайте, как вот первый день играете, на. Вроде и первый. Третий. Давайте хуй. Кто третий? Я третий. А, все дома пойдут. Уберите меточки, пожалуйста, лишние. Парашютисты. Тут не лутали. А пойду в ангар этого типа посмотрю. 100% сука сидит там. Да пойдем ты играешь, блять, сквадом. Нахуй тебе ангар идти смотреть. Он тебя ногнет, да мы тебя не подымем. Гулаг закончился. Сейчас прилетят. Что не топать? Бля, у нас третий чувак вообще по хардкору играет, на. Это мне рикошета напоминает. Угу. Вообще в один, нахуй. Когда только он без Балтики девятки, а он с Балтикой девятки. Да я тебе серьезно, ты не знаешь, у нас чувака есть такой. Тачка. Тачка здесь Пропусти, едет. пропусти. Вот она сзади. Только не он один.
блядь. Ну где вы там? Гор пропустите, ёб вашу мать. Ты сейви или нет? Близко вас А вот заставили, тачку нет? на меня ехал, как я его мог пропустить, блядь? Ну да, я говорю, тут, блядь, стреляют впереди, надо тачку эту, блядь, зарашить. Так она на меня ехала, блядь, я он меня бы ёбнул. За дерево прячься, он за дерево спрячься, дальше бы поехал, блядь. Ну, сорян, сорян. На метке. Там за камнем это Маклар. А гранат? Гранат от кого? Их не гранат. Вон, побежали меня лутать. Лутать меня, блядь, побежали. Круче. Мне не летит нихуя. Второй. Есть фарик поднять? А, все, на меня бегут. На меня, третий. Сука, я не могу дерево засадить. Слева. Сука, да нахуй. Могу сориентироваться, вы справа, слева. Ладно, понял. Лотос, а как ты не попадал? А я ебу, что ли? Вот так вот. Вот так вот я и не попадал, нахуй. Вот видишь, куда патроны летели? Вот это вот. А ты у тебя что, 8 или 6 была? 6 была. А не она просто в землю летела, или патроны. Это так же сегодня, как мы играли, я с X3 и не мог попасть в челика впритык, нахуй. Нет, на. Жми, поехали вдвоем. В следующий раз, если на тебя идет тачка, лучше спрячься за дерево. Так я спрятался нашего, он сбил Хоть этого за какой ты дебила, прыгнул, третьего, вообще пофиг. который пошел ангар лутать. Который Если, ангар естественно, пошел лутать. я понимаю, если это не сквад на тебя летит, тогда уже... А так, если... Выбирай. Чё, куда? Метка.
Ты ближний, я дальний. Если с тобой люди, тогда ко мне прыгай. Или наоборот. Оттуда можно, если что, если поведет с зоной и город залутать, кого-нибудь убить и на лесопилку пойти. Так мог. Нормально. Чем она тебе не нравится? Да хуй, тут кустов дохуя и без. Блять, а на других картах как будто не мышит, блять. Ну вот серьезно, вот кого-нибудь сука не слушаю, их не карты. Меня эта карта очень, она в черный. Я на любой карте сыграю, кроме этой. Играть научитесь тогда. Потому что как не посмотришь, на других картах так же само умирают. Но почему-то санок самый хуёвый. Ну, ничего не скажу, я тут беру топчик, но все-таки. Не, я вообще говорю. Смотришь этих, блядь, говорю, стримеров, убиваю также и на Эрангеле, и на Мирамаре, но, блядь, виноват санок. Ну что ты там готов? Да, сейчас последний на эту воду золотую и все. Уже зон пошли. Тебе лясик забрать? Лясик тебе забрать? Стой, не надо. А слышишь, вот это вот, она одноместная или двухместная херня это? Кто? Двух. Скутер двух. Все кидать нельзя. Ну да. Пушки одинаковые. Если будут стрелять, Ну так бензин не заканчивается, ебать как быстро. ну я ж топлю. Точнее, хотя бы, чтобы до поворота вот. Нам не все время двигать.
Давай, кинь в воду по-братски, а, братишка. Не кинет, он же, мы даже не в зоне. Да хуй-то, он из-за зоны кидает иногда. Не кидает он. Это Кидает. только кидает. Смотри, он кидает тогда, а потом зона сужается. За зону он не кидает. Не, ну если хочешь, я могу высадить. Давайте, иксовка только нужна будет подавать. Поэтому. Вольки есть? Да, 2 штуки. X2 есть. Не, мне ничего не надо, мне только болик или энергетика один. Ну я скину шприц, если тебе надо. Все. Иксовка нужна. Нет вообще. 2 только. И коллиматор, все. Я в зону. Сейчас дойду вот эти. Может, иксовочка улыбнется. Нет, давай. Тут не должны, по идее, быть. Да нет, нихуя. Чекни иксовку, хотя бы 3 сраненькую. Четыре. Давай, 4. Хотя бы что-то, ёпта. Гранат нет? Дым 1. Понятно. Че, идем? Да. Аптеки есть? Да, 4 штуки. Или сипет. В смысле? Ну, лисипет и 4 едь. Или пешком. Я пешком. Можешь покататься там. Ну, а смысл? Ну, узнаешь, где противники. Ну, давай, похуй. А я потом в крысу. Жучара, а? Кстати, вот этот велик очень нормально, на приличном таком расстоянии слышно. Увеличено, только еще не хватает. Гранаты увеличенный.
Пойду ниже сейчас схожу, побудь там на зоне пока. Если будет кто-то, уходи. Да пока вроде чисто. Я забрал тебе увеличку. Ага. О, гряну нашел. Ты глушак на ПП не... Не-не-не, у меня только болики есть, кидает. Слева где-то. Бегу. В смысле, слева кидает? Ты на тачке. А. Да, слева кидали. Но пока не вижу никого. Да, увеличенный. Сорян. Что-то засмотрелся туда нахуй. Что, ты на тачке поедешь? Поехали со мной. Да это ляську раскрою, чтобы проебался. Слезь. А, видишь, буковки. Пиздобольно. Банки, 8 человек вчера забанили, пока играли. А. За вечер. 7 утра зашел с этой бани. Блядь, везде стреляется, ебаный рот. Если что, говори, а то я правый человек, левый смотрел. Я почему не удивлен, когда поворачиваю. Хоть 2 на 2 едет. Чуть полегче. Чуточек. Спину чекаем. И дома вон в кемпах тачка, в кемпах точно есть. Можно переехать? А не, зона у нас. Зона на те кемпы идет, где тачка. Смотрим этот мост. Может перебегать кто будет.
по тебе? Да, Процессор, через мост. Да, через мост. Логично, нихуя не могу увидеть их. Они где-то заныкались. Сюда перебег. Ебать, какая она огромная. Смотри спину, спину смотри. Высота есть. Она в зону. Пускай они там стреляют, нам вот этих надо закрыть, которые стреляют в спину. Продвигаемся чуть по камням. Вон там видел челика, но я не стал по нему кидать. Главное, чтобы в кемпах не было. И чтобы кемпы наверх поднялись. Может на альт кемпа? Подожди, ты смотри пока спину. Какую спину? Спину сзади тебя. Вот эту точку. Чтоб не убежали в зону. Вот, я про эти говорил. Ты спину говоришь, блядь, я смотрю взад на тебя в спину. Ну, блин, ну спину ты ж должен понимать. Да блять. Я ебу эту, блять, спинка этот нахуй нажимаешь и нихуя. Бежит прям. Вон он, пидор. Да петух ебаный, блядь. Вот он попадает и ждет нахуй, и все равно, когда я двигаюсь, попадает, блядь. Нормально, нормально, нормально. Связь есть? Север. Связь. Лотос, если говорю спину, давай договоримся, значит вообще обширно, блядь, все смотри вокруг я себя. за тебя смотрю спину, ёпть. И мне Спину, блядь, это не именно, знаешь, спина, это не значит, что на 80 градусов.
Мне чат сверни и говори. Чат. Привет. Я не люблю микрофоном пользоваться. Это лишнее у меня. Да поиграли бы с малым, ну чё ты, блядь? Чё ты как, не знаю, строгий. Ну, давай, сейчас найдем его, он сейчас в подборе будет. Там, правда, конечно, рейтинг не очень, что-то нулевой. То ли он скаты клевает, то ли я боюсь, что он тиммейтов убивает. Давай, друг, сказал, что с тобой поиграем. Командир. Давай, надеюсь, что-то адекватно. Ну, на меня можно положиться. Я могу позвать друзей, они докажут, как вы, Оррста. Не скажут, как я играю. Ну... А ты мне скажи, а что у тебя нулевой рейтинг? Ты скаты клеваешь? Нет, ну я могу слить катку, но я один бывал топ-балл брал. Ну, топ-2. Ну, топ-1 никогда в одиночку не... Играем с малым. Я там чекнул, что почем. Ну, на сегодня эта карта меня заебет, походу, весь вечер. Сейчас мы будем спать, да. Еще раз выпадет и все, нахуй. 3 подряд и дергаем. Первый. Чего? Посмотри, что я хочу. Что ты смотришь? Запрыгнуть, да? А смотри, что я могу, а? Смотри. Смотри. Я видел. Вперед. Поехали. Давай, прокати меня. Покатайся. Ну, ладно. Дрифтить. Но я не успел. Ну да. Куда? А кто вот сюда хочет? Прыгай. В разные стороны. Я с четвертым. Yes. Шахматы, серьезно. Окей. Сзади. Склад. Ну что-то летят как-то в разнобой. Отвалились. Чекай, сейчас Отвалили. Вот Отвалились. сюда один. К тебе МР один упал. Да. Вот сюда надо забирать. У тебя 4, если что. На здании. Точнее, в здании. Забираем, короче, себе. Дробаш, стал,
Вот в этой перебежал. Вас слышно, ёб твою мать. За тачкой. Могу показать метку за какой. Два. У нас 3 впереди. В упоре. У меня сзади здесь. Синий, не топай. У меня сзади что-то у вас здесь челик. 4-й, походу, их не отстал. Четвертый на метке. Аккуратно. Пока буста. Я у тебя в домике. Хорошо. Здесь трое. Да хорошны чурбаны. Вы расстроите? Да, да, на моей метке. 2-й этаж. Тут 3-й держит их. Ну и одного из этих складов добил. Вся тишина. Меня в ноги убили. Крысы. Знаете, что вы крысы? Еще один. Я приползу. Слева. Дом. С 2-го этажа хочет. 1-й этаж. Иди 1-й этаж смотри. Хорош. Вы сколько убили? Одного. И я 4 еще должен быть. 0. Я признаюсь. Я всегда честный.
Да суть не в том, сколько кто набил, а сколько осталось. Здесь все, здесь больше никто не остался. Ты последний нокнул, он отёк автоматом. Тут 2 склада было, двух чел я положил, одного не добил. Точнее, 2 не добил. Ты когда вышел, ты сразу добил. Последний стёк. Он очень дохуя ебашить. Я очень вообще я напугался вторым. Вы типа стримеры его команды? Не, другое. А что по аптеку? Короче, я лутаюсь, и чисто поворачиваюсь и второй вижу. Второй на машине. Да успею. Я так для проверки не стрелял. Что-то метки в последнее время лагают. То их видно, то их не видно. Хер слышу. Они 10 секунд теперь держатся. Около 10 секунд. Это обновление. Приятно, конечно. Лучше бы ГУЛАГ на все карты добавили. А я знаю, что добавили. Надо было бы добавить броню, проницаемую бомбу, и оставить огромную бомбу, мы все брони взорвать и минус и нам топ-1. Круто. Да, пацан, слава богу, ты не разработчик. Есть прицел лишний 3х или 2? Нету. Так там в трупах шестерки были. Четверка. Ну, можно сказать, я трупы почти не смотрел. Их 2 мало. Второй, ты там хорошо? Да. Может, это тебе сюрприз подарить? Не, у меня нормально. Я тебе сюрприз подарю. Да, мне нормально все. Ладно. С тачкой. Не надо. Бензина на ней мало, получается, чел уже ездил. Первый отошел, скорее всего. Второго ждем. Да, я тачку покрашу. Спасибо. Что, на тачке поедем? Я могу на ляске. Я на ляске могу. Давай с нами, будет безопасно. Ага, расстреляю тачку, кибейте. Ну, или проще. А тачка еще, блядь, я самая офигенная мишень. Давай начнем.
Сейчас найдем транспорт, например, баги, ну нормально. Ну, в смысле? Например, на тот месте. Так, подожди, мод. Я с тобой. Я с Я тобой. привет. Право дать. Справа. Не вижу. Первый сыграем. Четвертый едет. Ты тачку слышал? Нет, не слышал. Вот она на... Вот, наверное, фильм надо заканчивать. Завтра еще поиграем. Кто будет нас смотреть? Всем до завтра, всем спокойной ночи.